Вы только посмотрите на то, как выглядит эта игра, и знаете, что я скажу? Теперь после прохождения это одна из моих самых любимых игр. Ты дурак, что ли, эй? Я давно искал что-то в духе Долины Стардью и нашел, кажется, неограненный бриллиант. My Time at Sandrock, как и Stardew Valley, является отчасти симулятором жизни, отчасти игрой про строительство, фермерство, но кроме этого всего в ней есть то, что мне крайне не хватало в Долине Стардью. Здесь есть большая интересная история, сюжет, за время которого в игре происходит столько всего, строятся новые здания, появляются новые жители, происходят сражения с разными монстрами, роботами и гиглерами. Как видите, это продолжение истории, которая началась аж 6 месяцев назад. И так настойчиво, как Сандрок, вы, пожалуй, не просили ни одну игру. По-хорошему, я бы порекомендовал вам посмотреть первую часть прохождения, в которой произошло настолько много всего, что я едва уложился в 4,5 часа. За те 100 дней я отстроил свою мастерскую, познакомился со здешними жителями, получил признание в любви от «давайте не будем об этом» и сам нашел себе вторую половинку. Правда, ближе к финалу начал в этом сомневаться. Занял первое место среди других мастеров, сразился с королем гиглеров, восстановил железнодорожный мост к соседним городам и убирал последствия атаки на наш город. Всего даже не упомнить, ведь за те 100 дней произошло невероятно много событий. Ну а теперь откидывайтесь на спинку стула, готовьте тонну еды, потому что, айо, чуваки, вы на канале Айдо, и это 200 дней выживания в My Time at Sandrock. Ну что же, вот и первый, вернее 101 день в пустынном Сандроке. Первым делом надо бы хотя бы примерно вспомнить, как здесь что работает и зачем, а то с момента выхода первой 100-дневки я, если честно, уже почти все забыл. На территории моей мастерской, что выглядит довольно скромно, на самом деле находится очень много верстаков для самых разных целей. Рудный обогатитель, позволяющий добывать драгоценные материалы из различных горных пород. Вот это неведомая хрень для повышения качества созданных предметов, кузнечный станок для оружия, переработчики отходов, одна из самых главных базовых установок, ну и само собой печи, чтобы плавить полученные из переработчиков руды. Это большая платформа, сборочный станок, где порой могут создаваться огроменные технологические установки. Ну а в этой части более приземленные вещи: сушилка для еды, парочка деревьев, станки для обработки деталей и курятник, где бегают маленькие BTS. Эти штуки — это сборщики росы, чью важность трудно переоценить, ведь в таком засушливом климате вода является одним из самых ценных ресурсов, хотя и не слишком редких. Я смотрел список прошлогодних задач и, честно, мало что из этого помню. Первым делом я поставил на изготовление меч для нашего репортера, а после погнал читать почту. Который местная бизнесменша просила наведаться к ней, чтобы починить сломанный книжный стеллаж. Глава местной торговой гильдии Ян хвалил меня за то, что я собственноручно смог выполнить сразу несколько больших заказов, и снова который, в этот раз с чертежом модели поезда. И я сразу вспомнил, что обещал ей смастерить подарок для ее сына на день рождения. Когда меч и модель поезда были сделаны, я погнал в город, о котором уже начинал забывать. Городская сцена, здешний кузнец, научный центр, без которого развитие города попросту остановилось бы, и новенький торговый центр Котори. Она была благодарна за помощь с подарком, а после уже внутри торгового центра я стал свидетелем разговора с банковским служащим. Речь шла о банковском займе, его сотрудник мог бы пойти на уступки и рассказать боссу, что дела здесь идут хорошо, но взамен хотел не взятку, он хотел ее. Хотя бы разреши мне с тобой несколько раз побыть. Я вмешался в разговор, но, возможно, даже сделал хуже. Сотрудник банка сдал назад и потребовал платеж по займу до того момента, как он будет уезжать из города. А ведь дела с торговым центром у нее, видимо, шли не самым лучшим образом. Во всяком случае, не настолько хорошо, чтобы вовремя выплачивать банку процент. Стоило мне починить здесь полки, в некотором смысле исполняя роль мужа на час, как игра подавала возможности подключения премиум функции этого сервиса. Но здесь я был вынужден притормозить, ведь у меня уже была любовь всей своей жизни. Правда... Половые отношения. Еще ближе к финалу прошлой части мне понравилась Ния. Она отказала мне, сказала, что любит тебя. Думай, что любит тебя! Да она не может любить меня! Ты за меня придурка не держи. Казалось бы, что может быть интереснее, чем любовный треугольник? Или любовный квадрат? Я отправился в заведение. Прошу вас, позвольте мне произнести это еще один последний раз. Салун... Голубая луна. Но про квадрат я уже шутил. Я просто заскочил сюда отдать меч для газетчика Эрнеста, который хотел самолично отправиться и сразиться с Логаном, самым опасным террористом в этой мультяшной и детской вселенной. Он украл нашу представительницу церкви Матильду, и Эрнест хотел в одиночку с ним справиться, вроде как. Но, видимо, понимая, что у одного у него шансов маловато, предложил, соизволил мне присоединиться к нему. Зато в награду пообещал указать меня в предисловии своего романа. Напомню, одну из его книг в прошлой части в Нальдину раскритиковала эта малютка.
Но, разумеется, я согласился ему помочь. Несмотря на все то, что многие наговаривали на Логана, было очевидно, что не особо тонкой нитью сюжета просматривается то, что на самом деле он не виновен. А у меня были подозрения, что настоящим преступником в этой истории может стать как раз таки наш руководитель торговой гильдии. Ну и в придачу еще, возможно, второй церковный служитель с довольно лояльным отношением к тоталитаризму и руководству через силу. Торговая гильдия – это, можно сказать, сердце города, место, где жители могут оставлять заказы на выполнение различного рода работ, а такие мастера, как я, выполнять их, одновременно набивая свой кошель и делая город лучше. Заказы на доске объявлений делились по разным видам сложности, и выполняя их в большом количестве, можно было стать лучшим мастером года, что мне, к слову, и удалось сделать в первый же год жизни в этом городке. Но сейчас, признаться, мне не хотелось так сильно упарываться в рейтинге и тратить большую часть своего времени на выполнение повторяемых поручений. Я уже внес свой вклад, и если это как-то и можно было доказать, мне кажется, что я это уже сделал. Хотя если и свободного времени будет слишком много, то занимать себя чем-то все равно будет нужно. Не забыл я заглянуть и к Амире. И все-таки какой-то простой заказ от жителя на изготовление линз я взял. Это не заняло много времени, потому что все материалы у меня уже были. О, а это Великий Пен, мега самовлюбленный тип, но, если можно так сказать, самовлюбленный и в хорошем смысле. У него был шанс поймать Логана во время похищения, но он обожрался острым карри прям незадолго до этого. И все же время в этом городе шло невероятно быстрым темпом. Не успел я опомниться, как уже наступил вечер, и на площади собрался городской совет. Мэр Труди хотела успокоить жителей и сказать, что все под контролем, для чего позвала главу гражданского корпуса, местного аналога полиции. Вместо прямого ответа мы готовы предоставить вам профиль юного помощника Логана. What? Ты глупый или что-то? Да, вместо каких-либо конкретных заявлений касательно того, что дело не стоит на месте и будет как-то решено, Джастис просто рассказал о новом члене банды Логана, подчеркивая тем самым то, что нас всех переиграл школьник лет 10-18. Но погодите смеяться, без решительных мощных мер тоже не обошлось. Собрав финансы из городской казны, мы наняли себе настоящего специалиста. Только вот если ожидания рисовали кого-то вроде Геральта, то реальность оказалась куда суровее. Разойдись, свинопасы, или господин ведьмак вам таких дюлей отвесит, вовек не забудете. Тебе, сука, меня уговаривать не придется. Дело в том, что бюджет нашего города смог позволить только специалиста такого уровня. И на этом вечер не закончился. Мне предстояло идти в гости на вечеринку к самому скучному и странному жителю этого городка, Унсуру. Более того, этот тип в начале игры оказывал мне знаки внимания. И за что мне такое наказание? Все же стоит принять приглашение на вечеринку Унсура. Все равно она начнется завтра, а сегодня уже последний день стодневки. Ну, что тут сказать, сам виноват. Это была вторая по неловкости встреча за всю игру. Первая тот самый момент, ну вы поняли. Никто не мог начать непринужденную беседу, и все было очень натянуто. Обсуждали вкусно приготовленные блюда, красивые камни, которые Унсур коллекционировал, но все же вечер был не самый плохой. Стало известно, как такой не совсем умелый человек стал членом гражданского корпуса. Он просто шел пешком через всю пустыню в тропический город Атара, но смог дойти только сюда. И, в общем, тогда в городе была большая текучка кадров. После не совсем ловких, но все-таки ламповых посиделок можно было возвращаться домой, встряв по пути в пару бесед. Обсуждение того, как стоит поступить с Логаном, и неловкие оправдания Джастиса перед мэром после его не самой удачной речи. Поскольку ложиться спать было рановато, то я решил потратить свой ограниченный запас сил на какое-нибудь дело. Подался на свалку неподалеку и нагреб себе немного лома для последующей переработки. Как оказалось, нанятого нами сыщика для поиска преступника Логана мне предстояло увидеть куда раньше, чем я думал. Да, это он. Коротышка выглядел как малец, напяливший на себя накладную бороду. Голос звучал натянуто взрослым, и мне даже показалось, что я уже знаю, кто скрывается за этим гримом. Заходил в гости он не просто так, а попросил сделать для него сверхмощный ударный щит по чертежу отцы. Правда, вот как этот чертеж выглядел. И знаете, на кого был похож этот коротышка? И ростом, и цветом волос один в один. Есть здесь одна веселая, но не самая умная жительница, что везде любит совать свой нос. Вот только была одна неувязочка. Элси стояла возле сцены в сотни метров отсюда, и теперь я даже близко не представлял, кем может быть этот тип. И к слову об Элси. Спустя очень много часов игры я заметил, что в ней доступна возможность настраивать наряды для жителей. И хоть зачастую те просто меняют свой цвет, но в случае с Элси... Мое сердечко и так слегка запуталось, а тут еще и Элси откуда-то взялась. Но, как бы то ни было, сейчас нужно было отправляться в Юфальскую пустыню, помогать нашему переезжему газетчику охотиться на Логана. Правда, учитывая то, что параллельно к нам прибыл, специалист, этот поход вряд ли сможет дать что-то предметное.
Немного прочистив себе путь, мы продвигались вглубь бывшего логова бандита в поиске зацепок. Обнаружили костер для готовки. Эрнест как-то странно воспринимал найденные нами вещи, почему-то их романтизировал, прибавляя туда глубинный смысл и строя фантазии о том, как у этого костра готовилась вкусная еда и рассказывались интересные истории. Также любопытно он относился к другим найденным вещам, заметкам случайных путешественников, забредавших сюда, отметинам на камне, те таили в себе следы произошедшей битвы и прочим обыденным вещам. Мне удалось найти с виду неплохой меч, торчащий из камня, вот только почему-то я не мог отыскать его в своем инвентаре. И когда мы осмотрели последнее значимое место, заваленный тоннель, через который злодеи убегали, поведение Эрнеста стало понятным. Этот тип шел сюда не охотиться за злодеем, а просто посмотреть на его быт, чтобы вдохновиться и нарыть информации для своей книги. Да, получается, зря только ему меч делал. А вот, кстати, та малышка, что раскритиковала его старый роман в Налину. Даже она в контексте расследования оказалась полезнее, чем сам Эрнест, всего лишь выдав одну фразу. И с этой фразы началось мое расследование ради разоблачения нашего рыжего охотника за головами. Я поговорил с множеством людей и стал свидетелем, как наш гость хотел подарить куклу дочке мэра. Stranger danger! I'm gonna scream! Sorry, don't do that. I'll leave you alone. Маленькая Жасмин объяснила, что Хади рассказала ей, что не стоит доверять ни одному человеку с усами, если только он не был ею одобрен. Наши приближенные ко власти ребята тоже сомневались в том, что этот охотник за головами сможет справиться. Но хоть ребята они были добрые, одновременно с этими чертовски наивные, а моментами даже глупые. На самой доске объявлений, кстати, кажется, появился новый плакат. Если этих двоих мы знаем, то пропавшего парнишку я, кажется, вижу впервые. Совпадение ли это? И, кстати, эти плакаты нарисованы от руки, а в масках бандиты не потому, что их удалось так запечатлеть, а потому, что Унсур не умеет рисовать нижнюю часть лица. Эти двое даже хотели помочь нашему охотнику за головами в расследовании, но тот отклонил предложение, сославшись на то, что привык работать в одиночку. Понятно, что этот тип подставной, но мне было интересно, он просто нарядился под стать тому типу из объявления, или мы изначально его и вызывали. Подтверждение тому, что этот мелкий и правда был мелким, ему тоже нравились книги Эрнеста, он даже автограф взял, где и испалился, потому что автограф предназначался для его друга Энди. А вот попытка узнать слабые места не самого умного Пена, к удивлению, закончилась неудачей. В общем, касательно этого мелкого все стало ясно, и Ци только подтвердил подозрение, когда сказал, что не рисовал этот чертеж, и что это просто детский рисунок. И более того, мне удалось пробраться в комнату в голубой луне, где множество подсказок говорило о том, что это действительно ребенок. Повсюду были распиханы конфеты, на столе лежали краски и инструменты, что, возможно, он использовал для маскировки. Шарики для детских игр и куртка в шкафу со светлыми волосами – это говорило о том, что парень, возможно, просто использует парик. Можно было добавить еще больше улик, компрометирующих его маскировку, но я не знаю, сколько их нужно найти, кажется, будто я и так отыскал уже слишком много. В итоге, будучи на грани разоблачения, этот тип сделал то, что сделал бы любой профессионал своего дела. С криками созвав десяток жителей, он раскрылся. Но не переживайте, его глупость примерно равна навыкам наших защитников. Такое чувство, будто этот сорванец и вовсе не был связан с Логаном, просто какой-то мелкий хулиган. Но, мэр, что мы с ним будем делать? Мы же не бросим его в тюрьму. Нет, он просто вылезет сквозь прутья решетки. Но для него нашлось реально страшное наказание – Мигель. А вместе с ним дисциплина, строгий график, чтение, письмо и арифметика. Но все не так плохо, со временем он увидит свет. Со временем. Вместе с этим стало ясно, что Логан может прийти за этим мальцом в город, и нужно тщательно за этим следить. Еще оказалось, что я совершенно забыл обратиться к Миан за помощью в раскрытии этого парнишки, и теперь, когда она старательно рассказывала мне, что обнаружила несколько улик против коротыша, узнала, что он уже раскрыт. Некрасиво получилось, но это был не единственный мой некрасивый поступок за сегодня. Катори пригласила меня на прогулку на 6 часов вечера, а я так увлекся бытовухой, что после того, как прокачал себе доходность от заказов и погнал пополнять запасы хромовой руды, вспомнила встречи только в 11 часов вечера. Ну и, как вы понимаете, на месте уже никого не было.
Новый день весны оказался днем праздника яркого солнца. На выходе меня словил Джастис, хорошо, что он, а не Унсура, а то если бы я увидел здесь его, то решил бы, что тот стоял у двери целую ночь и ждал, пока я проснусь. Он рассказал, что после похищения Матильда считает, что Логан на самом деле не сумасшедший и, возможно, даже в какой-то степени невиновен. Я не мог с этим поспорить, потому что здесь явно было что-то нечисто. Оказалось, что кто-то из местных может прятать воду, и хоть, как он говорил, шансы на то, что ее прячу именно я, почти равны нулю, он все же провел небольшой опрос. Сколько я трачу воды в месяц? Наверное, 100, не следил за этим. Знаю ли я что-то о ситуации с водой в городе? Но ее, очевидно, не хватало, раз за нее приходится платить довольно неплохие деньги. Единственным ее источником был городской оазис, но он постепенно высыхал, и уже на данном этапе городу приходилось закупать воду через железную дорогу. А вот на вопрос касательно подозрительных лиц ответить мне было нечего. Если бы можно было предположить, что виновен Ян, я бы так и сделал. Но Бёрджес, он не может настолько хорошо притворяться безобидным одуванчиком. В почтовом ящике лежала пара писем от матери, ничего такого, просто поздравления с сегодняшним праздником. Я решил, что нужно все-таки делать хотя бы небольшие объемы работы по городским поручениям, так как без этого даже та 100 тысяч, которую я скопил, может иссякнуть очень быстро. А так небольшой, но стабильный заработок у меня будет. Учитывая, что оба взятых квеста касались хромистых слитков, а те у меня были, достаточно просто отдать заказчикам их товар. И не успел добежать к старику Морту по какому-то поручению, как увидел, что начался праздничный ивент. Мерзкие капиталисты отвлекли меня событием, во время которого из дирижабля сбрасывали бесполезные подарки для кривозубых крестьян. Пару бутылок воды, какой-то ароматный мешочек, снова вода и расческа. Ох ты, нихуя себе. Пошли. Конченые, блядь. Как нанять нормального охотника за головами, так у них денег нет, а швыряться в жителей копеечными товарами Салика тут тебе сразу и нате. Но я не мог с собой ничего поделать. Стадные инстинкты взяли верх, и все, что я хотел, это нагрести этого добра побольше. Правда, чертова игра не дала мне этого сделать, запустив катсцену. Мелкий Энди заказал у Яна щит, а после того, как его забрал, отказался от него. Ян требовал товар назад, но сюда влезла Виви, возмущаясь, почему это тот пристает к ребенку. И даже несмотря на то, как вел себя мелкий, будучи еще и виновным, ты купился на это, потому что тупой. Виви все равно велела Яну прекратить и отдать мелкому его игрушку. Я мог поддержать кого-то из них, и хоть Ян мне не особо нравился, но я встал на его сторону. Почему? Почему здесь нет варианта? Потому что он прав. Но Виви решила принять ущерб на себя и заплатить за товары своего кошелька, после чего пригласила малого к себе на обед. Сказала, что ему нужно научиться быть ответственным, и, на удивление, он согласился. Надеюсь, это была не актерочка. Дирижабль все еще был в пути, и время от времени среди его аирдропа можно было увидеть ящики с особым свечением. Я хотел всеми силами поднять такой и узнать, что же в нем. За весь праздник такие штуки падали не один раз, но лишь однажды мне все-таки выпал шанс получить ценный приз. Но я наконец-то мог выдохнуть и не бежать по головам ради бесполезного хлама. Думал, что у старины Морта ко мне какое-то дело, возраст этого старика невольно автоматически вызывал у меня уважение. К тому же он стоял у истоков основания этого городка, но оказалось, что я просто нашел еще одну фотографию из его потерянного альбома. После каждой такой он вдавался в ностальгию и рассказывал о связанных с ней событиях. А на городских улицах тем временем меня ожидало сразу 3 задания. Я долго думал, с какого начать. Задание, связанное с церковью, хранилищем воды или гражданским корпусом. Последнее мне идти не хотелось сильнее всего, так что начал я с водохранилища. А оказалось, что это не цепочки квестов, а простые диалоги. Тут мелкий Энди украл у дочери мэра печенье, и она просила его вернуть, но Джастис, как опытный коп, объяснил ситуацию. В 80% краж печенья все съедается за первые 12 часов. Это число увеличивается до 99% после 24 часов, а судя по криминальному профилю того мальца, Парень уже все сожрал. у церкви же ненависть Жасмин к ворам сменилась дружелюбием. Они общались, и, поинтересовавшись, будет ли она в церкви, Энди даже сказал, что и сам придет. Что сказать, дамы любят опасных парней. А дальше был допрос. Двое наших громил допрашивали Энди, пытались выудить, что он знает о планах Логана. Но эти чудилы что-то перепутали, и если раньше плохим копом был Джастис, то теперь эту роль играл Унсур. Малец это сразу заметил. Видимо, мне придется им помочь. Честно, я впервые занимаюсь подобным, и хрен знает, что там будет, но за работу я взялся с энтузиазмом. Словесные угрозы малой воспринимал как пустой пшик и открыто говорил, что знает, взрослые не будут вредить ребенку никаким образом. Глядя на это, я решил просто молчать. В какой-то момент его голос дрогнул, и я понял, что нахожусь на верном пути. А потом смертельный взгляд. Правда, по существу ничего не знал, говорил, что уважает Логана, потому что тот помог ему выбраться из пустыни, и сказал, что мужик все заранее продумал, не рассказывал Энди совершенно ничего важного и всех нас перехитрил, предсказав, насколько этот самый Энди глуп.
А вот настоящий охотник за головами к нам еще придет. Этот мелкий просто увидел его фото и по-быстрому соорудил маскировку. У нас с Джастисом все еще оставались сомнения касательно того, всю ли правду он рассказал. Но к нам случайно заглянула Грейс, работница салуна «Голубая луна», и с помощью какой-то волшебной фразы «Удалю Роблокс» No, mommy! убедила его рассказать всю правду. Вот только оказалось, что мы уже знали все, что могли. Да, Логан, видимо, был далеко не глупым. Глядя на здешних жителей, я бы сказал, одним из умнейших. Только что я заметил, что встреча с Катури не была отменена, а просто перенеслась на сегодняшний день. Она рассказывала о том, как сын был рад сделанному мной подарку. Начались разговоры о бывших, и стало ясно, куда вся эта история идет. Но пока я совсем не потерялся среди здешних красавиц, быстро соскочил с темы. Остаток вечера потратил на добычу хромистой руды, собирая по пути вообще все. В песчаных насыпах часто попадались полезные ресурсы, диски для научных исследований, части музейных экспонатов и всякие драгоценные металлы. Начав новое утро с разных мелких забот, заполнения переработчиков, уходом за птицами, которые, к слову, уже выросли достаточно, чтобы настало время их продать, до сбором урожая с деревьев, я взял очередную пару простейших заказов на стержни из окаменелой древесины, довольно редкого ресурса, и сразу же поставил на заточку новые, про запас на будущее. Из полученного письма узнал, что завтра на вечернем городском собрании будут рассматривать обвинения Логана касательно того, что кто-то из жителей прячет воду. Ситуация все еще накалялась, но я рад, что этот вопрос наконец-то вынесен на общее рассмотрение. Как минимум, можно будет посмотреть на реакцию жителей и сделать какие-нибудь выводы. Вручив заказчикам их товар, я обнаружил, что окаменевшее дерево куда более редкий ресурс, чем я помнил. Его запасы у меня уже были исчерпаны. А поскольку одним из моих кредо в игре была запасливость, то я сразу решил отправиться пополнять запасы. Вот только далеко не сразу я вспомнил, где это дерево стоит искать. Такие мертвые стволы старых деревьев попадались аж в Юфальской пустыне, в нескольких сотнях метров от города. К тому же даже здесь их было не особо много. Дикая пустошь по итогу оказалась не такой уж и бесполезной. Помимо знакомых мне залежей минералов, я впервые увидел здесь необработанные опалы, а у железной дороги валялось немного груза, выпавшего из поезда, и внутри ящиков тоже порой попадались всякие полезности. Вот скажите мне, как можно не любить эту игру? Ничего полезного за день не сделал, а полдня уже прошло. Прям как в жизни, честное слово. А тут вдруг в моей мастерской закончились запасы воды. Без них все станки остановились, но, как мы уже знаем... Одна вода равна 10 сжатым водичкам. Так что из собранной росы мне удалось сколотить небольшую партию воды и заполнить резервуар. Его, ко всему прочему, можно было улучшить, но промышленным уровнем станков я пока еще не обжился. Эти технологии нужно будет открыть в исследовательском центре. Едва не забыв о том, что надо успеть продать птиц на ранчо, я увидел загадочного торговца. Этот тип время от времени появлялся в городе и торговал разным полезным хламом. Я купил у него кольцо для помолвки, чтобы тем самым задать себе цель – скорее определиться с выбором спутницы жизни, что уж там откатать мощную свадьбу в пьяном угаре. И, возможно, даже завести ребенка. Вот только если мой выбор пойдет на Нию, неизвестно, сколько еще нужно будет ждать, ведь за первый год жизни в этом городе она бывала здесь только один раз. Да уж, навык создавать себе проблемы у меня настолько высок, что сработал даже в игре, но зато петушары продались аж по 800 монет за голову. Новую партию цыплят я купил уже обоих полов, чтобы еще раз сравнить их стоимость и возможную выгоду. Наконец-то настала пора разгребать насущные дела, связанные с Логаном. Признаться, не ожидал, что это будет так скоро, но в городе появился малыш Бронко, охотник за головами. В этот раз настоящий. Трудно сказать, какой из них был лучше, но этот как минимум был куда фанатичнее. Хотел арестовать Жасмин за то, что бегала слишком быстро, потом меня за то, что кирку с собой носил, но в целом мужик был еще сносный. Услышав мои показания о Логане и вклад, который я внес в развитие города, он сразу же снял все подозрения и обратил внимание на одну важную истину. Правда, выразился он, конечно, так себе, сказал, что иногда наименее подозрительный подозреваемый на самом деле самый подозрительный. Но общался он довольно забавно. Мне выпала возможность познакомиться с этим персонажем получше, пронаблюдав за тем, как он ведет себя в разных ситуациях. Так, тот просил подавать омлеты медленно и аккуратно, без резких движений, классифицируя стряпню Грейс как оружие. Звучало весьма забавно, но съев один такой с острым соусом, который Грейс ему навязала, чуть не откинул копыта. И тут внутри меня что-то ёкнуло. А может быть, Грейс и есть тот самый человек, прячущий воду. Может, она нарочно накормила охотника за головами острой едой, чтобы тому было труднее работать. Как тогда она накормила Пена прямо перед нападением Логана. Все сходится. Или нет, я не знаю, звучало слегка надуманно. При знакомстве с нашей молодой парочкой Бронко повел себя так же фанатично, как и с Жасмин, да, впрочем, как и с Рокки. Рыжий обвинил его в том, что тот общается с Логаном азбукой Морзе, когда стучит киркой по камням, но с этим парнем такие шутки не проходили. Поняв, что тому может перепасть, малыш Бронко просто слинял.
А потом этот же тип отчитывал наших законников за то, что те до сих пор не устроили допрос городским животным. Да уж, понаехали тут малолетние дебил. Но честно, глядя на наших профессионалов, я даже верю, что у этого парня что-то да получится благодаря его фанатичному подходу. А вот и первые результаты его дотошного подхода. Амира пожаловалась, что он влетел в ее рабочую студию и в поисках улик чуть не разбил несколько ее керамических изделий. Что могу сказать? Крепись, Амира, нам с этим мужиком еще вместе работать. Просто в моем почтовом ящике как раз лежало письмо от него, в котором шла речь о сотрудничестве. Так, мол, я смогу доказать свою невиновность. В письме были инструкции, как найти его супер скрытое убежище, некий шифр и, забыл сказать, это письмо должно было самоуничтожиться за 20 секунд. Но, как вы понимаете, этого не произошло. Взяв парочку поручений от жителей города, одно простейшее, а второе уже покруче, на сборку Якмельстанции, я наконец-то задействовал сборочную станцию. Здесь, имея под рукой необходимые ресурсы, нужно было просто последовательно вложить их в чертеж постройки. Мне не хватало бронзовых стержней и грубой ткани. Первое я поставил на выделку, но понял, что у меня заканчиваются запасы медной руды. За ней отправился на свалку и прошерстил пару этажей руин за ее добычей. Примерно в это же время заметил, что на грядках созрел урожай помидофеля. Да, это такая культура, что сразу давала два вида урожая. Земля здесь, конечно, выглядела так себе, но с помощью соломенной окантовки, защищающей посевы от песка и ветра, постепенно эта почва повышала свое качество. Кто знает, может когда-то здесь появится настоящий чернозем. А потом мне опять посчастливилось увидеть профи за работой. Малыш Бронко попросил Купера рассказать о той ночи, когда произошел инцидент с Логаном, но он не знал, на кого нарвался. Кстати, эти двое маленько похожи, вы так не считаете? Купер начал пересказывать весь день с самого начала, буквально начиная с того, как он вставал с кровати, и углубился в детали настолько сильно, что рассказ о стороне кровати, на которой он спит, перерос в 5-минутную историю. Я читал все это с улыбкой, потому что был готов к такому повороту событий, а вот малыш Бронко... ему было тяжко. В итоге весь рассказ Купера таки закончился на моменте, когда он вставал с кровати. Тем временем уже было 6 часов вечера, и на городском собрании обсуждали обвинение Логана в том, что кто-то из жителей может прятать воду. Джастис и Унсур тщательно осмотрели каждый камень. Дважды в этом убедился. И не нашли никаких следов. Священнослужитель Мигель сделал все записи о поставках воды публичными, и, сверив эти данные, потраченные жителями воде и накладными Бёрджеса, в конечном итоге все цифры сошлись, а значит предъявы Логана не обоснованы. Казалось бы, тупик, но если так подумать, то после этого заявления можно было добавить в список подозреваемых именно этих ребят, потому что если воду все же прячут, именно кто-то из них и подделал информацию. Мигель, Джастис, не очень смышленый Унсур или даже Бёрджес, самый безобидный из жителей городка. На моменте, когда Бронко допрашивал его, я попросил отпустить бедолагу, тот был одуванчиком настолько, что сам начал сомневаться в своей невиновности, но уже после этого я подумал, а ведь и правда, это может быть даже он. Бёрджес настолько мягкотелый, что вполне мог втихаря помогать кому-то, поверив, что делает что-то хорошее. К этому моменту наконец-то станки обработали для меня сырье, и я закончил делать Якмельстанцию для Элси, после чего мог таки отправиться в сверхсекретное убежище нашего сыщика. Думал, его придется искать, но нет. Говорил ведь, что все дороги мира ведут в салон «Голубая луна». Я даже вспомнил пароль для входа о стальном вороне, что каркает в полночь. Бронко поприветствовал меня в своем тайном логове, я напомнил ему, что это обычный номер в отеле, но тип был непробивной, сказал, мол, прятаться на виду эффективнее всего. Ну это такое, главное, что у него наконец-то был прогресс. Малыш Бронко смог вычеркнуть из списка подозреваемых несколько жителей города. Правда, это были не люди, а животные. Посмотри мне в глаза, ты не хочешь? Почему? Что-то не так? Предложил подкупить их вкусной едой, чтобы склонить на нашу сторону. А я и рад подыграть, кто знает, может такие глупые вещи и правда смогут помочь. Я добыл немного мяса и выудил в песчаном озере немного рыбы. Это были ингредиенты для собачьего корма, вот только у меня не было в чем его приготовить. За целый игровой год я, наверное, даже не удосужился сделать блендер, просто потому что ни разу его не использовал. Подшипники и шестеренки для него у меня были, а вот за двигателем придется спускаться в опасные руины уже завтра, на дворе была ночь. Из-за своей невнимательности я сразу не заметил, но блендер у меня уже был, так что можно было забрать вложенные детали обратно. В очередной раз увидел подтверждение того, что городской бюджет уходит куда-то не туда. Который организовала мероприятие для всех жителей города, песчаные гонки, и они будут полностью бесплатными, плюс подарки. Ну а что, мэрия ведь проспонсировала, а у нас ведь денег много, хватает, чтобы нанять самых лучших специалистов. До сих пор не знаю, кто из них лучше. После выполнения парочки мелких заказов на электронные панели и брезент, погнал следить дальше, что же наш умелый охотник за головами учудит сегодня. И, к слову, поставил на исследование рецепт кухонной плиты. Готовку я не сильно люблю в играх, но эта штука может стать полезной.
Бронко спросил прямо, были ли в поезде бандиты последнее время. Наш бородач ответил, что попросту не знает. Звучало правдоподобно, пожалуй, не все бандиты в нашем мире носят балаклавы и характерно выражаются, как, например, те, что обитают в зоне. Бабки-артефакты гони! Быстро, нам, придурок! Вы не туда смотрите, сэр. Здесь мне тоже можно было встать на чью-то сторону, и я подумал, что возможно это расследование, что проводит жирный малец, оно и мое тоже. То есть, глядя на общение с подозреваемыми, я должен делать свои личные выводы, и возможно стоит даже начать что-то делать. А я, как только приготовил собачий корм и потратил половину своих денег на расширение территории мастерской, отправился болтать с животными. Первым попался некогда бродячий кот Банжо, и когда я смешка ради сказал тому показать мне преступника, он забежал на кухню Грейс. Неужели она шпионка? Да, секретный агент с зарплатой 25 гольдов в час плюс чаевые. Он рассказал мне, что если бы я хотел кого-то обвинить, то это должен быть человек с мотивом, средствами, манерами и связями. Да, я это все понимаю, но учитывая несерьезность этой игры, можно будет в шуточной манере обосновать причастность абсолютно любого жителя этого города. К примеру, это мог бы быть кот-капитан, недовольный питанием в гражданском корпусе, или даже Немо. Об этом всем мне не было известно совершенно ничего. Из тех вариантов, что у меня были, я решил все же рассказать о Грейс, даже понимая всю абсурдность ситуации. Как-никак, учитывая, что Логан скорее всего окажется невиновным, даже его тайный агент по итогу тоже станет положительным персонажем. Так что, если быть с вами честным до конца, я думаю, в этом расследовании глобально нет совсем никакого смысла. Да и в способности этого мужичка раскрыть дело я уже тоже начал сомневаться. Но хоть в награду достойную одежду получил и немного смог повысить свои показатели защиты. Все самые важные дела были закончены, а времени оставалось все очень много, так что я немного переместил свои постройки, отправившись в архитектурную лавку, перенес грядки поближе к самой мастерской и снова зарылся в руинах, что возле свалки, ради того, чтобы пополнить припасы меди и железа. Новый 107-й день оказался полностью свободным от каких-то сюжетных задач, так что не торопясь я взялся сразу за 3 не особо сложных заказа. Правда, один из них должен быть выполнен на эксклюзивном уровне, а это значит, что созданные мною в данном случае диски для пилы нужно будет поместить в специальный аппарат и с помощью драгоценных камней усовершенствовать до более высокого качества. Я не особо люблю такие задания, потому что камни выпадают довольно редко, а вот чтобы добыть их хотя бы штук 10, нужно потратить целую сотню ресурса. Видимо, приготовления к празднику уже начались. Матильда втирала жителям какую-то дичь про верование Церкви Света, я сдал заказы и заглянул в календарь, чтобы убедиться, следующие 2 дня будут идти песчаные гонки. Застал Катори за беседой с Миан. Они обсуждали кого-то, кто сломал один из игровых автоматов, и по традиции заведения, Катори давала клички тем, кто наносил ущерб заведению. А еще она, в своей манере, конечно, хотела платить за ремонт не деньгами, а жетонами из своего центра, но Миан сказала, что больше такой не прокатит. А вот я с удовольствием взялся за работу с оплатой в виде жетонов. Но не поймите меня неправильно, сделал я это не просто так. Через минуту расскажу почему, а пока все материалы для починки у меня уже были с собой. А у вас не будет 1 рубля? Блядь, если я начну стрелять! Upgrades. Take this and that. What do you mean? Regulations. Видимо, Хайди и была той супердамой, сломавшей эту штуку. Но ничего, теперь настала моя очередь. Я пытался много раз, но никак не смог выбить 10. Напоследок закрыл глаза и, ориентируясь лишь на звук стрелки, сделал последнюю попытку. Черт. И все же ради возможных наград в виде токенов можно было постараться больше, потому что за них открывалась целая куча полезных штуковин, начиная от простых, но приятных подарков жителям, которые любят читать, и заканчивая предметами декора, одеждой с неплохими показателями и даже оружием. Это, если что, пушка в виде кальмара. Здесь были и другие развлечения, но, признаться, ни одно из них не доставляло. А вот за эти огромные праздничные колонны наша мэрия явно не токенами платила. Я позаглядывал в печи, чтобы пополнить запасы разных слитков, засеял все грядки тем, что было с собой, пшеницей, рисом и еще какой-то не особо дорогой культурой. Еда в этой игре была не так необходима, но рано или поздно все это добро может сгодиться в заданиях, ну или просто для продажи. Остаток дня я потратил на исследование пустыни и добычу редких ресурсов.
А вот и праздник, но сперва почта, ведь там очень важное послание от малыша. Затея с животными провалилась, но, видимо, он придумал что-то еще, потому что снова позвал меня в свое убежище. Только сегодня я забрал подарок от разработчика в почтовом ящике и переоделся в этот, в принципе, неплохой костюм. Собрал несколько взошедших растений, и в очередной раз у меня забились слоты в инвентаре. Эта игра просто нечто. Имея инвентарь на более чем 200 ячеек, они все равно забиваются всяким дерьмом, то есть какими-то важными вещами. Пора было продавать курей. То ли я плохо за ними ухаживал, то ли еще что, но стоили они куда меньше петухов, так что на будущее я закупил именно их. И только после этого поспешил к месту проведения песчаных гонок. Там уже собрались практически все жители, Катори была очень рада, что пришло так много народа, но это все объяснялось одним – Шарой. «Купер, как-то ты слишком близко». Мэр Труди объявила, что отныне она официально делает песчаные гонки ежегодной традицией, и раз с этим никто не спорил, то новую традицию одобряют все. После записи у стойки регистрации можно было садиться в сани и начинать. Ну, сынки, готовьтесь. Чёртова суперледи, или как там эту Хайди называют. Как я понял, эта гонка была уже проиграна, ну хотя бы Хайди, что устроила мне подляну, обогнать все-таки удалось. Поздоровавшись с Элси, я продолжил. У гонки было 2 этапа, и второй уже начался. В этот раз я больше не попал в эту неловкую ситуацию на старте, но когда где-то на полпути меня обогнал Арвио, то я с грустью понял, что догнать этого чертяку уже не получится. Ни ускоряющие трамплины, ни закись азота, очевидно идущая из 5-й точки, ибо в санях нет выхлопных труб, меня не спасло ничего. Но немного тематических наград я получил. Как в случае с Казинычем, то есть торговым центром Катори, здесь тоже была своя особая фестивальная валюта, и я даже прикупил себе магнитофон на выигранные деньги. Гонки закончились уже вечером, и только сейчас я смог попасть к нашему охотнику за головами. Оказалось, что и в этот раз он загадал какой-то тайный шифр, а я пропустил его, читая письмо. Честно, тыкал просто наугад, стараясь выбрать что-то глупое, но забавное, я в итоге верно подобрал фразу. Бронко был чуть ли не поражен тем, что я смог найти его убежище, даже учитывая, что я здесь уже был. У мужика был козырь, пластинка с какими-то символами, купленная за 40 тысяч монет. Она была наделена мистической энергией фэншуй и вроде как могла отслеживать негативную энергию. Я не стал расстраивать усача и просто радостно согласился помочь. Мало ли эта глупая череда событий нас куда-то да приведет. Настройку этой тонкой аппаратуры мы начали у моего дома. Мужик пару раз держал эту табличку вверх ногами, а после понеслось. Тот начал читать какую-то тайную мантру, надеюсь, никакого непотребства. Ты что сказал про мою маму? Результат был каким-то никаким, но после второй попытки она показала путь на север, хотя чувак очевидно снова держал ее вверх ногами, и все же пошли мы именно туда. Стрелка вдруг начала крутиться по кругу, а неожиданный порыв ветра в каньоне мужик воспринял как знак. И тут вдруг мы правда нашли Логана. Стартанув сразу с 3-й передачи, потому что другой немає, Ярик погнал следом. А Энди явно был омрачен. Он рассказал, что Логан выгнал его из банды, глядя на то, что он подружился с жителями. Малой, конечно, был не из самых послушных, но в конце концов он и правда кажется неплохим. Дал мне штаны. Зная мальца, он точно их стащил у кого-то. Надеясь на удачу, я погнал в ту сторону, где скрылись те двое. На краю пропасти был лишь один вход в какую-то пещеру, что по итогу оказалось заброшенным зданием, утонувшим в песке. К сожалению, оно было простой комнатухой, утыканной десятком сундуков с разными плюшками, порой даже довольно хорошими. Такие пещеры я встречал уже не в первый раз, так что можно было валить домой. Поработав на качи-ферме, меня наконец-то встретили хорошие новости. Мэр Труди сказала, что всемирно известный бизнесмен Муса заинтересовался нашим городом с точки зрения инвестиций, и завтрашним вечером будет собрано заседание по этому поводу. И вторая хорошая новость – малыш Бронко признал, что расследование зашло в тупик и устроил засаду в пустыне, чтобы собрать больше информации. Его не будет в городе несколько дней. Эх, как жаль, я ведь так расстроен по этому поводу. За не самый сложный заказ от мэра Труди по постройке опоры башни мне заплатили прям реально большую сумму, целых 10 тысяч. А песчаные гонки я их выиграл, причем сразу 2. Следующий день был практически свободен, за исключением одного события – городского собрания. В почтовом ящике я получил свой чертеж кухонной плиты, и поскольку время было целиком в моих руках, то я засучил рукава и погнал работать.
Заскочил в исследовательский центр, чтобы начать изучение улучшенного кузнечного станка. Закрытых чертежей оставалось не так уж и много, думаю, что за эти 100 дней я смогу открыть их все. Также при работе нашлась еще одна фотография старины Морта. Оказалось, что он не просто стоял у истоков создания города, но благодаря его идее появился способ выращивать здесь еду. Изначально он просто записывал некие послания, вкапывая солому определенным способом, чтобы сделать рисунок. А потом понял, что ее стебли отлично защищают от ветра и песка. Это было невероятно, я сразу же подарил ему рыбу. Ну, я помню, что он ее любит, и эти цифры тому доказательство. Попробовал одно из непротестированных снадобий фанга, жуткая штука, если задуматься, проверять еще незаконченное лекарство, но в этот раз все прокатило. А потом отправился на ферму. Черт, люблю эту игру. Выдался один свободный день, но дел здесь было настолько много, что даже этих суток мне по итогу не хватило. В фермерском магазине я купил практически все виды семян и саженцев, кроме разве что деревьев, что уже росли на участке, да кактусов, коих и так было много в округе. А ковыряясь в земле, обнаружил, что у меня с собой есть больше 20 единиц чернозема. Уже даже не помню, откуда они у меня, это было самое богатое качество почвы, и по идее растения здесь должны будут расти еще лучше. Посадить все за один раз не удалось, но мне и так с трудом хватило еды, чтобы все это добро полить. Зато урожая будет мега много. Но теперь нужно не забывать каждый день наведываться к водохранилищу и закупать там воду понемногу, а то мне реально ее может не хватить с таким большим огородом. Настала пора собирать кухню, что ли. Для нее я быстро сделал все, что нужно, только сковородку, что делалась на верстаке для создания оружия, вот так поворот, придется немного подождать. Время близилось к 6, так что можно было не ждать и отправляться на городское собрание. Как и предполагалось, скоро в город приедет Муса, один из самых богатых людей этого мира, и он подумает вложиться в наш город, предложить новые торговые пути, связав его с Портией. Вот только перед такими важными гостями надо бы и вести себя соответственно. Матильда сразу же сказала Морту заткнуться. Но что, если ему понравится? Пену сбавить свои обороты раза так в 2. Нашим двум бизнесменам не втирать гостю какую-то дичь, а Элси не устраивать пакости. О нападениях Логана было решено не говорить, но Кости так, скорее всего, о них знал, ведь в газетах об этом писали часто. Но надо было чем-то гостя и удивить, показать, на что мы способны. Было решено показать ему наше озеленение пустыни, борьба в грязи была не услышана, но старик Пич, машинист поездов, бросил идею о том, чтобы перестроить вокзальную станцию, а то она у нас была не в самом лучшем виде. На том и порешили, плюс ко всему решили встретить гостя в салоне и устроить небольшую вечеринку. Наши бизнесюги, видимо, не услышали, что говорила мэр, а ведь от этого зависела судьба города, но оба они хотели втереть гостю свои идеи и показать, какие они крутые бизнесмены. Арвио попросил меня помочь ему сделать подарочную коробку для бесплатных подарков с его лицом на этой самой коробке, мол, это покажет его вкус и будет выглядеть круто. Амира пыталась того отговорить, а я отказался ему помогать. Это правда выглядело слишком глупо, и мне не хотелось уменьшать наши шансы на инвестиции. Но квест все равно продолжал висеть, и я понял, что по итогу это, скорее всего, ни на что не повлияет. Такой вот он и был мой свободный день, когда я с трудом освободился к 10 вечера, и то не потратил даже половину своей энергии. Собрал кухонную плиту, хотел ее улучшить, но таких драгоценных камней я еще не встречал. Перечень ее доступных рецептов был невелик, но в будущем можно будет докупить их у нашего бармена, либо открыть самому путем проб и ошибок, но на это время тратить я не хотел. Изысканных угощений я, конечно, еще пока не знал, но там и рецепты были с разными пряностями, соусами, а это уже точно не мое. Надо было скорее идти отдыхать, ведь впереди нам предстояло большое строительство. В почтовом ящике уже лежали чертежи подготовленной Хайди для улучшения железнодорожной станции, но был еще один довольно мрачный момент – письмо от незнакомца. Нет, это не любовные письма Унсура, а записка, похожая на бред одержимого человека, но отвлекаться на это было некогда, нужно было браться за работу. Изначально я думал, что мы будем перестраивать станцию, но на мои плечи пало создание вывески и большого знака в форме звезды. Как видите, в книге чертежей были указаны все ресурсы, нужные для производства, и здесь было видно, что они складываются уже в настоящие производственные цепочки. Руда переходит в слитки, слитки в шурупы, из шурупов делается каркас, не считая остального перечня материалов. Но благодаря тому, что я запасся ресурсами небольшим количеством разных приблуд, рабочий процесс завершился в считанные минуты. Мою работу поприветствовали громкими радостными возгласами, а Труди сказала, хочет, чтобы я вместе с ней встретил Мусу. Видимо, считала меня одним из самых адекватных представителей городка. Интересно, с чего бы это вдруг? Так, погодите, а кто это?
Вижу эту штуку впервые, любопытно. Видимо, пока я работал над вывеской, то другие мастера, в том числе и Миан, поработали над внутренней отделкой, да и в целом привели это место в порядок. Помню, как только я сюда приехал, здесь был сущий бардак. Но если с такой сравнительно большой задачей я смог справиться, то с мелким поручением от Арвио возникли проблемы. Тот просил сделать пару подарочных коробок, ничего сложного, для создания всего-то и требовалось, что купить немного красок и добыть бумаги. Для этого у меня была сушильная установка, где из волокна бумага и делалась. Да и сами волокна добывались буквально из кустов. Но процесс сушки занимал чертовски много времени, и я отправился в город, в научном центре что-то происходило. Ци предлагал построить огромного робота под приезд Мусы. Чувак хоть и был умным, но в отношении роботов он был просто поехавший. Но стоит сказать, что не слишком сильно, ведь настаивать на том, что это глупая идея, не пришлось. Я стыбзил у моей коллеги Миан кусочек мясца и погнал заниматься бытовухой. Оказалось, что я уже провалил задание от Арвио, а бумаги на сушилке даже с состоянием на утро было недостаточно. Он нашел другого мастера для этой работы, так что, видимо, если и будет вручать подарок в упаковке со своим лицом, то я это еще увижу. Особой работы пока не было, миллиардер Муса должен приехать через пару дней, а вывески я закончил в тот же день, когда получил чертеж. Прокачал навык улучшения материалов. Очки навыка появлялись достаточно редко, но это не странно, в каждой из ветвей я успел улучшить уже практически все. Ну, раз важных дел нет, то... Черт, у меня опять закончилась вода. Видимо, с размером огорода я маленько переборщил. Но хорошо, что хотя бы небольшую партию воды можно было прикупить по бросовым ценам. Сборщики росы хоть и работали достаточно неплохо, но их не хватало. Может быть, стоит построить еще парочку в будущем, а пока можно продолжить заниматься рутиной. Не ожидал, думал, он появится немного позднее. С первого же взгляда было ясно, что мужик приехал сюда по рабочим делам, и натянутая лесть или что-то в этом духе его только отпугнет. Надеюсь, что нам удастся привлечь инвестиции в наш город, ведь мы вложили столько усилий, чтобы произвести хорошее впечатление. Думаю, шансы у нас неплохие. Даже на небольшую экскурсию по городу Муса согласился по большому счету только из-за вежливости. Оценил мою работу, но я намекнул, что во всех рабочих процессах участвовало много жителей. Второй остановкой стал развлекательный центр Катори, которая, как и я, не ожидала такого скорого приезда. Она вроде бы и готовилась, но... Муса? Меня зовут игровой центр, а это моя Катори. I'm so sorry. Последним пунктом нашей экскурсии стал небольшой лес, но Мусу он не впечатлил. Тот скептически отнесся к этому, потому что за очень длинный срок мы смогли высадить только 10-ю часть от всего проекта. Я подметил, что это заняло столько времени из-за разработки чернозема, а ведь после этого нас, по сути, теперь уже ничто не останавливает. Все то время ушло именно на открытие технологии. Но, видимо, игра сама об этом не помнила, и моя речь состояла в итоге из пары слов. У мужика были большие сомнения на наш счет, и с каждой минутой моя уверенность потихоньку убывала. Но нет, лес был не последней остановкой. Последний стал наш резервуар для воды. Здесь речь зашла за бандитов, но лучше бы не заходила. Представляю, как он воспринял слова о том, что нам досаждает всего лишь один преступник. То есть мы не можем справиться даже с одним. Но у нас оставался последний козырь – салун «Голубая луна». Мы устроили ему теплый прием, вроде как все шло довольно хорошо. Оуэн попросил наших ребят сыграть ему песню. Но что-то пошло не так. Didn't run the lyrics past me. This is a song about greed. Easy, partner. Rich guy's watching. I ain't playing. You angry? Oh! Need some help here? Oh my! Give me that! Go, go, firefighting sequence. Let's go, go. I'm not so Told you it's so good! No one else can catch you. We've got a code 8 in progress. Over. Shoot it. Baby. What does this button do? Burgess, no! Too much light! Нам После такого мне нечего сказать, деревня дураков какая-то. Муса со всем уважением, которое осталось, сказал, что понимает, почему люди покидают этот город, что мы склонны к неудачам и он не видит здесь возможности для роста. Но даже так он предложил всем желающим переселиться из Сандрока, который обречен на опустошение, в Северную Юфалу, место, где Альянс создает новое поселение в рамках плана развития. Там будет все: вода, место для строительства города и неисследованные руины.
Черт, это, наверное, намек на следующую часть игры. Там мы уже будем строить целый город. Щит, звучит мега интересно. Но желающих покинуть Сандрок, как вы понимаете, не было. Даже старик Морт отказался от личного предложения. Более того, старина объяснил гостю, что это больше, чем просто город. Когда-то, когда здесь еще кипела жизнь, тут была школа и куча детишек, но с вырубкой лесов усилились песчаные бури, и после одной такой несколько ребят, что возвращались из школы домой, бесследно пропали. И Морт дал себе обещание спасти эту землю ради себя, детей и других жителей пустыни. Он действительно верил, что с нашей помощью все получится. I believe in Sandrock. Может, по пивку? Это произвело впечатление на Мусу, и он сказал, что даст городу еще один шанс. Ему нужно более пристально посмотреть за жизнью города. Чуть позже, отвечая на вопрос Арвио, он подробнее рассказал о плане развития в Северной Юфале. И все оказалось куда серьезнее, чем можно было подумать. В тех краях возрастало напряжение между Дувасом и свободными городами, и, возможно, даже назревала война. Арвио заметил, что строить поселение в таком месте – это куда хуже, чем жизнь здесь. Но Муса ответил, что это предложение только для тех, кто готов пойти на риски, что стратегически, создав там достаточно сильное и укрепленное поселение, можно убедить Дувас оставить их в покое. Что же, это был насыщенный день. Я помог Ци починить робота, пострадавшего в потасовке, надел браслет, что тот подарил в награду, наконец-то нашел тот меч в камне из пещеры Логана. Его, увы, нельзя было применить. После этого кипиша у жителей появилось немного работы, конечно, но Купер с Хьюго все же помирились. И все происходящее случилось буквально за 1,5 игровых часа. Еще было лишь 7 утра. Да, вот это мы, конечно, постарались. В торговой гильдии появились новые рецепты более продвинутых материалов, и я сразу же скупил их все. На этом экономить не было никакого смысла, так как чертежи будут нужны в любом случае. Взглянул на рейтинг мастерских. Все же я держал планку и, быть может, даже продолжал увеличивать разрыв, так что стоит все-таки продолжить брать хотя бы немного заказов каждый день. Как-никак награда лишней не будет. Особенно учитывая, что следующее расширение территории моей мастерской будет стоить мне больше 100 тысяч монет. Но ничего, главное, чтобы Муса согласился вложить деньги в наш город. Crystal's in trouble. Crystal, what's the... There is no light. Нам точно денег никто не даст. У тебя скучное лицо. Тебе никто денег не даст. Ну ладно, может быть есть еще шансы, он ничего не заметит. Панк сказал, что такое часто случается в его клинике, и это нормально. Оуэн не приписывал содеянное Логану, потому что раньше тот никогда не нападал на людей, а потом пришел Бёрджес, чтобы сказать, что за городом появились странно пахнущие химикаты. Но хуже всего, что пара жителей задумалась над тем, чтобы покинуть Сандрок. Город и так был небольшим, мы не могли и дальше терять людей. Труди отправила всех больных к Фангу, лекарства Мэри обещала оплатить, а после собрала нас внутри своего здания. Джастис рассказал, что зеленые испарения идут откуда-то со стороны каньона. Там вроде как появилась какая-то жидкость, она и была причиной появления испарений. Мен хотела помочь нам отправиться в экспедицию на дно каньона, но Джастис сказал, что это работа для гражданского корпуса. Ну и поскольку я один из них, да-да, меня наградили таким почетным званием. А знаете кого еще? Но даже так у нас все еще был шанс. Казалось, будто бы нашему гостю приглянулась Хайди, но в разговоре с мэром он сказал, что просто будет наблюдать за ситуацией. Так, мы просто обязаны справиться с этим дерьмом. На пути домой я заглянул в местный салон, помог Грейт с уборкой после той сумасшедшей драки. И в награду даже получил очередной элемент одежды. Кажется, теперь я собрал весь или почти весь сет воина пустыни. Неплохая экипировка, тем более, что для разнообразия уже пора бы ее и сменить. Помог Элси небольшим советом касательно дел на ферме и прочитал письмо с предупреждением. Сегодня пошел дождь. До этой секунды я вообще не обратил на это внимания, я даже не помню, случалось ли такое событие за предыдущие 100 дней выживания, или это и правда впервые. В ящике лежало ведро, и я установил его под открытым небом, не особо надеясь на то, что там что-то появится в будущем. Но стоило посмотреть на сборщики росы, эти штуки были заполнены на 3/4 и набирались водой очень быстро. Черт, а ведь и правда, кажется, это впервые в этих местах. Надеюсь, это знак, что у нас все получится. Приготовив снаряжение на завтрашний поход в каньон, пару стальных пластин и защитный костюм, тот лежал у меня уже очень давно, отправился к Фангу в больницу. Он выписал малышу Пеблзу какие-то желтые таблетки и, видимо, врач из него такой себе. Желтые таблетки должны были просто окрасить его кожу в другой цвет, а сочетание двух этих цветов вместе, по идее, могло бы дать ему более-менее натуральный цвет кожи. Ну, главное, что родители не против.
Вечером в Голубой Луне даже устроили небольшой праздник, чтобы отметить дождь. Для городка в пустыне вроде нашего это событие и правда было очень важным. Наконец-то хотя бы на короткий промежуток времени, но у нас было очень много воды. Let's celebrate. Дух, вот это так отпраздновали, да, Куб? За день сборщики росы порадовали очень большим количеством воды, мне удалось заготовить больше сотни порций, что мне могло не радовать. Мне хотелось, чтобы этот день заканчивался, но завтра меня ждет очень много работы. На побочные поручения времени не было. Фанк дал Грейс лекарства, которыми, как я понял, она будет пичкать местную стряпню. Арвио наконец-то вручил миллиардеру свой бесспорно бесценный подарок. Кипу бытовых товаров в подарочной упаковке со своим лицом. План был гениален, как швейцарские часы, но настолько сложного вопроса... Вы хотите, чтобы я инвестировал во что? Подарочную коробку? Арвио, видимо, не ожидал. Муса по-быстрому высчитал в уме потенциальную прибыль в 2000 гольдов за месяц, и в сравнении с заключенной им сделкой в Буревее, где эта сумма исчислялась сотней тысяч, это было ничто. В общем, видимо, Арвио предстояло поломать голову пару деньков, чтобы понять, что же он сделал не так. А вот способность выращивать растения, по сути, в песке, была для Мусы определенно интересной, да и прибыльной однозначно. Но хватит уши греть, пора браться за работу. За городом меня уже ждали. Унсур говорил, почему так рано надели скафандры, ведь до Каза еще нужно сначала дойти. И как только Джастис его терпит. Оказалось, виновниками аварии стали крысы-переростки, которые в тупую ломали трубы с ядовитым газом, потому что хотели найти какую-то девушку. Видите логику? Ими командовала королева крысюков, довольно странная. С крысюками мы справились достаточно легко, но королева обещала вернуться. Черт, я вспомнил, как сражался то ли с королем, то ли с принцем крысюков Портии, а быть может даже с обеими. В этом рукотворном каньоне, кроме разнообразия новых минералов и очередного несмешного стендапа от Унсура, было еще две поломки, которые надо было починить. Вроде бы нам все удалось, вот только воздух до сих пор был тяжелым, и что-то явно было тому виной. Здесь находился токийский гуль от мира мутантов. Мутил комбо-удары со своими ножницами, но мы смогли отбиться. Видимо, тот вылез прямо из трубопровода, и, как сказал Джастис, трубы старого мира как коробка шоколадных конфет. Никогда не знаешь, что получишь. Послушай, я лесной болван. Управляемый лес, убеги, поспеши. Даже несмотря на починку труб, здесь до сих пор лежала куча бочек с ядовитым содержимым и тюбик с таким же веществом. Словно эту хрень продавали когда-то. Находка была полезной, потому что можно было передать ее отцу для исследований. Быть может, он сможет создать какое-то противоядие. Благодаря переданным ему дискам с данными, он практически сразу же определил некоторые составляющие этого вещества. Глицерин, дистиллированная вода, экстракт какой-то штуки. Звучало как состав какой-то косметической хреновины, но хрен его знает, может так оно и есть. Может, под влиянием радиации эта штука преобразилась во что-то еще? Камон, ребят, это же Сандрок, город чудес. В очередной раз, расширив свой инвентарь за 9000 гольдов, я погнал в музей с надеждой, что смогу пару слотов освободить. Долбя камни в руинах, часто попадаются всякие детали и части старых предметов, что за все это время успели стать настоящими ценными экспонатами. И да, парочку мне все-таки удалось собрать. Что-то я выставил на музейную витрину ради благих дел, а что-то утащил к себе домой ради того, чтобы повышать уровень дружбы с жителями. Вот этот астронавт почему-то восхищает их настолько, что каждый день я получаю за него социальные очки. Думаю, и эти экспонаты должны иметь такие же функции. А сегодня в городе что-то всем резко понадобилась моя помощь. Сразу 3 второстепенных задания от разных жителей. Первое было от Элси, с ней всегда весело, я погнал туда. Будучи в поиске книг о доильных аппаратах, ведь она еще вчера жаловалась на повторяемую работу, она нашла книгу, даже 2. Одну интереснейшую про монстров, да еще и с картинками, а вторая о церковном быту ей была неинтересна. Было видно, что Элси хочет стать охотником на монстров. Кажется, в этом мире есть такая профессия. Она хотела приготовить одно из блюд, что были указаны в ее книге, и попросила меня помочь. Для блюда требовалось несколько соленых рыбин, и так уж вышло, что я, вкинув расширение инвентаря уже, пожалуй, больше 100 000 гольдов, таскал с собой все, что только мог, и, да, 5 соленых рыбин как раз лежали в одной из штанин. Периодически я заглядывал на ранчо, чтобы купить себе новое ездовое животное. Они, как и многое другое, здесь делились по качеству, и мне хотелось заиметь себе ультра-редкого скакуна, чтобы его выносливости хватало на все мои прихоти. Опа, квест в Голубой Луне. Надеюсь, не танцы.
Увы, здесь было все уныленько. Клиентов не видно, но казалось, будто Оуэн был расстроен не из-за этого. Оказалось, что его родители, прослышав, что здесь начали зеленеть люди, запереживали и уговаривали его бросить салон, переехать к ним в Атару. И это Оуэна сильно расстроило, ведь салон он получил наследство именно от них. Это дело когда-то принадлежало им, и все его детство прошло именно в этом месте. Его слова звучали так хорошо, что на вопрос, что родителям ответить, я просто сказал, чтобы он продублировал то, что уже было сказано. Эх, после этого случая я невольно и сам начал переживать за город. У нашей Амиры тоже были какие-то неполадки, та была очень уставшей, но тут дело было в Арвио. В который раз ей приходилось трудиться за двоих. Сейчас он был разбит неудачей с теми коробками и, видимо, он должен разобраться во всем сам. Наверное, в том, что не всем нравится его фото на коробке так же сильно, как ему самому. I'll try and take it easier for a while. It's useless for us both to burn out. Я уж думал, это опять кто-то из туристов следит за Мирой, но это оказался ее брат. Ему одновременно было стыдно, но, кажется, в этом диалоге впервые за все время он произнес серьезные взвешенные слова о том, что ему стоит вырасти и стать лучше. Быть может, этот парнишка еще не потерян. Сам же я решил, что мне работы наоборот не хватает и добавил себе новой, но не такой, где пришлось бы еще больше гриндить и лазать по руинах. Предусмотрительно создав несколько бронзовых каркасов, я погнал в архитектурную лавку Хайди и заказал себе загон для животных. В это же время увидел, что Ци как раз закончил делать чертежи оборудования для решения проблемы с той токсичной дрянью, но он попросил заглянуть к нему, видимо, случилось что-то интересное. Ну, не интереснее, чем маленькие якмели, скажу я. Гляньте, какие няшные, ну милотень ведь. Даже не верится, что мы их на мясо выращиваем. Но если серьезно, мне кажется, что в плане доходности они будут примерно такие же, как и куры. Потому как кур в загоне 6, якмелей только 4. Стоят они, если считать 6 к 4, одинаково. Посмотрим, насколько прибыльной будет эта афера. Ну ладно, надо бежать к Ци, что же там у него интересное случилось? Застрял где-то между Беннером и Халком, я полагаю. Он что-то перепутал, потому что на этикетке был указан не весь состав препарата. Ну и сильно смеялся с гранулированного бикарбоната натрия. Я же, как кривозубый крестьянин, таких шуток не понимаю. Наверное, какой-то научный символ, к слову, многочлен. Ци выдал мне 2 чертежа. Первый очиститель, он же практически обычный пылесос, и второй очиститель, но уже для воздуха. Он же, наверное, практически обычный кондиционер. Спасибо, Ци, держи в награду метательный камень. Началась работа с создания очистителя воздуха, которому у меня не хватало пары компонентов. На фильтрующее ядро ресурсов у меня хватило, вот магниево-алюминиевый сплав, такой я мог достать только из промышленной печи, а эти технологии для меня еще были не открыты. Но, кажется, такой слиток падал из мутантов на самом дне того каньона, пришлось сделать небольшую пробежку, причем не последнюю. Из обычных криповых бесов и бесов, чье уродство скрывал противогаз, эти штуки не падали, но я нашел пару залежей алюминиевых отходов. По возвращению посмотрел, какие ресурсы из них добывались, и да, это было как раз то, что нужно. Чтобы ускорить процесс, я разделил то небольшое количество алюминиевого лома на 3 и вкинул в разные очистители. Даже с учетом этого процесс будет продолжаться до 11 часов вечера, так что я вернулся назад, чтобы найти еще немного такого же лома. Увы, но его здесь было не так уж и много, а я по итогу забрался так далеко, что вернулся к зеленому токийскому гулю и выбил из него новый клинок, слишком потужный, чтобы им владеть на данном уровне. На обратном пути моя лошадка подустала, плюсом ездовых лошадей была скорость, а минусом запас выносливости. Но ничего не попишешь, всегда приходится чем-то жертвовать. Очиститель воздуха был готов, теперь пора создавать пылесос. Но и тут меня обломали. Ветрозащитная ткань, для нее придется построить более современный кожевной верстак, а это дело сегодня я уже точно сделать не успею. О, Элси приготовила приманку для монстров. Закончится ли это чем-то хорошим? Нет. Big Ducky, over here. I got some food for you. Eat as much as you want. Elsie, get away quick! You get off my ranch! It's outside, duck boy! Жесть, а Купер тоже хорош, я сначала думал, что он погонится следом, а тот стрелял в монстра со своей женой в клюве. Да, но в целом ситуация была печальной, Элси после этого явно достанется.
Пока вытачивались мраморные плиты для нового верстака, я отнес старине Морту еще одно старое фото с ними и его женой, а я скажу, у него отличный вкус на женщин. Надеюсь, старик хотя бы доживет до момента, когда мы поднимем город с колен, он этого явно заслуживает. Мне маленько надоело бегать за ресурсами, и я решил применить свою суперсилу. Деньги. Погнал к нашим старателям и осмотрел условия заключенного контракта. По нему они каждый день подносили мне немного лома разных сортов, и я надеялся, что заплатив им больше, смогу получить редкие его сорта, вроде хрома, мрамора и так далее. Увы, это, наверное, так не работало. Как и не сработала и прямая покупка ресурсов. У него был очень скудный ассортимент, и самой дорогой была марганцевая руда, а этого добра у меня и так было навалом. Ближе к вечеру я закончил сборку станка, сразу же его улучшил и опять пришлось гнать в каньон, в этот раз за уникальным сортом древесины. Но ее искать хотя бы было намного легче, чем алюминий. Следующим утром под моим домом уже стоял Купер, нагоняя воздуха и обвиняя в том, что я помогал Элси в ее проделках. Той было ужасно стыдно за своего рыжего батю Чака Норриса, и он запретил нам видеться. А после еще и разглагольствовать начал в своей манере, говоря ни о чем. Я диалог прокликал, чтобы повысить запас энергии в очередной раз. Хоть какая-то польза была от его бесконечного трепа. А вот за Элси я начинал переживать. Она давно хотела уехать из города, говоря, что обременена семейными вопросами. Это, мне кажется, может стать пиковой точкой. Но мне сильно не хотелось, чтобы она уезжала. Пылесос, как видите, был доделан, а пара только взятых поручений мгновенно выполнена. Маленькие Якмели хоть и были ужасно милыми, но оставляли после себя маленькие эвересты, что каждый раз надо было убирать. Повозившись на земельном участке еще немного, я отправился в каньон устанавливать очистительные установки. Даже не спрашивайте, в каком из потайных карманов я проносил эту огромную штуковину сюда. А вот источники загрязнения просто убирались пылесосом, который работал как пылесос. Да и назывался так же, странно, почему я вообще ждал от него чего-то другого. В этот раз здешние акули маленько поддали мне проблем, но главное было разобраться с вожаком, а дальше я могу просто их игнорировать. Всего здесь было 3 точки утечки того вещества в каждом из мест, где крысюки сломали трубы. Последовательно очистив все из них, я увидел, что одну лужу я все еще не убрал, вот только метки с карты пропали, а значит задание считалось выполненным. Что-то явно пошло не так. Перезапустив игру, я погнал проверять все эти места по второму кругу. Поначалу никаких результатов, но здесь появилась еще одна 4-я лужа, и проблема таки была решена. Я надеялся, что то, как наши жители справляются с этим потоком неудач, поддаст Мусе уверенности в инвестициях, но случилось кое-что еще. Из города хотели уехать Райан и Денби. Она хотела стабильности для своей будущей семьи, а здесь постоянно творился какой-то кипиш. Но пара теплых словечек превесила переживания за жизнь будущего чада, и Денби призналась, что не хотела отсюда уезжать, видимо, все наладилось. Интересно было еще разок сгонять к каньону и посмотреть, действительно ли оттуда пропали все ядовитые испарения, и правда ли там теперь можно было обходиться без скафандра. К счастью, да. Более того, повысилась дальность видимости, что открывало более легкий доступ для добычи редких материалов. А я все это время, скорее всего, ошибался, считая, что не смогу построить промышленные версии станков, потому что там использовались руды, которых я не видел в глаза. Но теперь видно, что по крайней мере часть этих руд находится здесь, в частности алюминиевый и редкий механический лом. И хоть добыть их много было невозможно, кучки изредка попадались то тут, то там, я думаю, что вскоре, когда это место станет безопаснее, здесь должны будут открыться новые руины. Завтра в городской мэрии будет проходить собрание, на котором Муса скажет свое окончательное решение касательно инвестиций в наш город. А еще Элси прислала письмо, сказав, что устала от отношения отца и сейчас она в своей тайной пещере. Нужно будет быстрее к ней сходить. Правда, второстепенные задачи маленько отвлекали. Кстати, в почтовом ящике опять оказалось какое-то тайное письмо, в этот раз содержащее 3 простых слова: бекон, хижина и магия. Собрав очередной урожай и высадив на его место новый, я отправился в город. Мать Элси волновалась за нее, но Джастис обещал ее найти. Не желая говорить больше ни с кем, чтобы не затягивать, я отправился к ней. Ее действительно было жалко. Батяня Чак Норрис настолько ее затравил, что она ушла из дома на некоторое время. Элси рассказала, что пыталась приманить утку Мартл, потому что эти существа, судя по записям в книге о монстрах, были нежными. А сама книга рассказывала не столько об уничтожении монстров, как о правильном сосуществовании с ними, потому что те по своей природе не представляли угрозу людям. Просто предпочитали держаться на расстоянии и не контактировать с ними. И вместо того, чтобы гнаться за уткой с ружьем, Элси хотела изучить ее, узнать повадки и изучить поведение. Черт, настоящая ведьмачка. Попросила отнести ее матери детскую куклу, чтобы та понимала, что с ее дочерью все хорошо, и набрать по пути немного целебных трав.
Черт, мне хотелось забрать Элси к себе домой, жаль, что игра не представила такой возможности. Нужные травы росли недалеко от мастерской, правда пришлось их еще поискать. На пути натолкнулся на Джастиса, что расспрашивал об Элси, но я не стал говорить, где она, тем более, что как раз собирался сказать ее матери, что все в порядке и та хочет просто побыть одна. Мэйлб хоть и распереживалась, но приняла позицию дочери с пониманием, сказала, что поговорит с Купером. Черт, не поймите меня превратно, но было бы так уморительно, если бы этот ворчун Купер стал моим батей. Я бы Элси помог справляться с ним, забрал бы ее жить к себе, охотились бы вместе на монстрятину всякую, тем более она мне нравилась так же, как и другие персонажи. А в плане выбора это ведь вроде как люди, а не вещи. Правильного или неправильного выбора здесь, как мне кажется, не было. Но принять решение все еще было очень трудно, нужно было временно подумать. Наконец-то можно было построить и установить еще одну остановку, в этот раз у спуска в каньон. Я вкинул еще 27 тысяч гольдов, расширение вместимости инвентаря, и больше его увеличить будет нельзя, так что я сразу же решил продать хотя бы что-нибудь, освободив пару лишних слотов. Это такая, игра, что смотришь на 240 слотов инвентаря и тебе, ё-моё, все это нужно. А вот и собрание. Муса был готов высказать окончательное решение касательно нашего города. Как бизнесмен он сразу же переходил к делу и не говорил больше, чем это было необходимо. Рассказал про важность своего проекта, и наконец-то даже тот кипиш, что с нами случился, сыграл нам же на руку. Муса был впечатлен тем, через сколько всяких трудностей мы прошли, и... Но впереди было очень много работы, и я был этому только рад. В такие моменты Сандрок раскрывался как никогда хорошо, потому что своими собственными руками ты преображал игровой мир. Так, нам нужно будет проложить тоннель в скале, создать там особо прочное покрытие для железной дороги, чтобы со временем оно не разрушилось. Впереди было очень много работы. Класс. Приятно было видеть, как уже начинают обсуждаться разные детали будущего проекта и осознавать, что скоро мы будем воплощать его в жизнь. Само собой, наш город не единственный будет выполнять работу. Так к нам приехал Альберт. Я сразу его не узнал, но это был архитектор из Портии. Черт, надеюсь, удастся повидать здесь даже Джинджер. Ци с Минтом обсуждали техническую сторону вопроса, а именно инструменты для прокапывания тоннеля. Ци опять переклинило, и он предлагал создать меч с лазерной заточкой, способный прорезать скалы. Это рисунок, который тот рисовал на задней парте в школе. Звучало, конечно, бредово, да и Ци начинал меня пугать. Пока Ян с Мусой обсуждал финансовую часть вопроса, второй заметил, что забыл кошелек в гильдии торговцев и попросил его принести. Оставшись вдвоем, нам удалось перекинуться парой словечек. Муса прямо сказал, что хотел бы, чтобы большую часть работы выполнил именно я. Честно, я был только рад. Это вдохнет новую жизнь в город, ну и позволит заработать немножко деньжат. Неужели мы и правда сможем все изменить? Ну погнали, ёпта, я готов к великим свершениям. Хэдди и Минт попросили меня укрепить мост через каньон, потому что тот был слишком неустойчив. Именно та дорога и вела к скале, через которую придется прокладывать тоннель в соседний город. Почта с каким-то очередным бредом. Может, это тот рыжий охотник за головами шифры пишет? На самом деле я загнал этот шифр в нейронку, но та не смогла расшифровать послание. Элси тем временем погнала по следу песчаной рыбы, и в ближайшее время ее не будет в городе. Ну шо, пора браться за работу. Петушары уже готовы к продаже, у Якмеля дерьма столько же, сколько их самих, значит все в порядке. Я погнал осмотреть масштаб проблемы. Первым делом надо было очистить развалины на том месте, где мы будем строить мост. Нигер там, нигер тут, но бежать напрасный труд. Знай, когда патруль тебя поймает, ты пожалеешь, что медленно бежал. Ну, это было расплюнуть. Забавно, что прежним мостом занималась целая команда, а тут один я да мои пара кривых рук. В пещере Элси и правда не было, а я уже успел было соскучиться. Так, надо было сделать стальные скобы для моста и стальные панели. Пришлось изрядно потратиться на каркасы под это все дело. Запас марганцевых слитков почти иссяк, так что сразу же я запустил производство новых. Так, скобы готовы, осталась панель. Легко... Стойте. Сколько? Нужно было сделать 4 скоб и 5 плит. Да ну ё... Нигер там, нигер тут. Черт, вы тоже видели, как этот чел начал притворяться, что он работает, когда я подошел? Мост, к слову, пролегал прямо на месте старого полуразрушенного небоскреба. Не уверен, что для моста подойдет такая опора, но, камон, ребят, это же Сандрок. И все это сделал я, а не бригада из 30 человек и 2 экскаваторами. Хэдди оценила работу. О, ну зато достойная награда обрела своего хозяина. Новые штаны, да еще и обтягивающие. Еще и совсем неожиданно, но пришли первые дивиденды от развлекательного центра Катори. Немного, конечно, это сумма за сколько? За полгода, но хотя бы что-то.
На следующий день пришло еще одно, но уже с убытками, и прибыль была нулевой. Я-то к этому отнесся нормально, это не странно, который постоянно преследует неудачи, да и как может быть иначе, если основной ее доход по идее идет с туристов, а у нас их очень мало. Купер навалился всей мощью своих язвительных, но уморительных речей и даже угрожал ей, что если вложения не окупятся, то... Он снова на нее наорет. Ну, хотя бы для Жасмин, у которой были хорошие новости. Ее инвестиции были как минимум погашены, и та могла вернуть ее 5 гольдов. Вот только малая сказала, что сегодня заработала еще 5, и которые они нужнее. Она была готова попрощаться со всеми вкладчиками, но он и я все еще в нее верили. Здесь как-никак не столько ее проблема, как в принципе плохое положение города. Если удастся соединить Сандроки и Портию железной дорогой, то совершенно все дела в городе будут расти. Зная это, я бы вложил все свои деньги ради будущей прибыли, если бы только это можно было сделать. В мэрии меня уже ждали. Знаете, 5 человек, 5 профессионалов, и буквально у каждого есть очки. Вот только я один выглядел как придурок. Ребята составили примерный план нашей работы. Кратчайший маршрут между Сандроком и Портией проходил через Дюфальский хребет. И с бурильной машиной были нюансы. Чертов Ци смог переубедить Мусу. Мужик, беги из этого города, оставь бабки и беги, а то они сделают тебя таким же веселым, как и все здесь. План строительства вроде бы был достаточно прост. Разрушаем валуны по пути к горе, используем взрывчатку, чтобы брать верхний слой породы для радиотоннеля, и используем робота с бурильной установкой, который еще нужно будет создать. Начало было положено. Должен сказать, меня и правда заряжали эти персонажи своей жизнерадостностью. И так странно было слышать от Альберта, что у них появился новый хороший мастер, зная, что это по сути тоже я, в какой-то степени. А Альберт, оказывается, тот еще альфач. Неудачно клеился к Хайди, неудачно клеился к Амире и... Hey, Angel. Я бы сейчас был Супермен, блядь. О, смотрите, игра забагалась. Сначала Портия, потом Сандрок, теперь, видимо, колония строгого режима. Единственное, конечно, чего не удавалось сделать, это отдохнуть. Помню, как говорил в начале, что не буду брать много второстепенных заказов, но когда видишь на доске поручение особое, не очень трудное, да еще и высокооплачиваемое задание, руки сами, как говорится, идут в пляс. Правда, пришлось поковыряться в грязи, потому что сети для нужных мне фильтров добывались именно в ней. Теперь можно и за основную работу взяться. Пока что все было довольно просто. Берешь здоровую кувалду в руки и хреначишь здоровые валуны. И зачем нам нужен робот с бурильной установкой, если есть я? Хайди предупредила, что будет заниматься чертежом для взрывчатки, так что в ближайшие дни он, возможно, уже появится в моем почтовом ящике. А в этих землях, однако, было много новых ресурсов. Известняк, дерево иллюзий, кусты с плодами, агаты, торчащие прямо из земли, и целая куча других приколов. Все становилось только интереснее. Чертеж взрывчатки уже был у меня, плюс я видел письмо, как оказалось, от Элси с предложением встретиться в ее убежище завтра. Взрывчатка не была сложной в изготовлении, всего-то пришлось сделать для нее порох, все остальное у меня было и так. Казалось бы, что может пойти не так, но эти ребята протестовали с лозунгами «Скалы имеют чувства». Денби, очевидно, будучи частым гостем Церкви Света, говорила, что ей известно, что в каждом камне, дереве есть жизнь, душа и даже имя. Но какие приоритеты, что сейчас главное, спасение города или... В общем, пришла Матильда и, сказав, что у каждой стороны есть свои доводы, что имеют под собой основания, ну, короче, просто нужно верить в нашего мэра. Труди. Президент мира! Ура! И должен сказать, я давно это заметил, но Матильда на самом деле подходила на роль мэра больше, чем Труди, была более уверена и принимала вроде как такие же взвешенные решения. Дорога к скале была быстрой, здесь уже собрались зеваки. Еще немного подготовки, можно будет начинать работы по бурению. Everyone okay? Ага. Глядя на этот синий фон, часто обозначающий переход в новую локацию, я уже было попытался туда пройти, но игра меня не пустила. Вчера я предусмотрительно сделал еще одну Якмель-станцию специально, чтобы установить ее здесь. Хватит уже бегать туда-сюда. Ах да, сегодня же был праздник, день танцев, и мне даже довелось в нем поучаствовать. Прошлогодние соревнования я, насколько помню, завалил, но сейчас максимальная сложность, первый танец, второй... Оказывается, был даже третий, и в нем тоже я, сам того не ожидая, смог победить. Правда, за этим делом прошли целые сутки, но зато с пустыми руками я не ушел, одежда мне не нужна, а вот стол себе в хату я утащил.
Неожиданно и незаметно Якмели постепенно тоже стали взрослыми. Цей прислал чертеж бурильной руки для его робота, но пока я отправился в салон, оказывается, малыш Бронко вернулся в город. Я уже начал о нем забывать. В этот раз он был не один и рассказал нам поистине хорошие новости. Бронко нашел тайник Логана. Пен уже хотел было его уволить, но быстро так переменился, и сказал, что сможет пойти только когда пообедает. Из-за этого наш совместный поход перенесся на пару часов вперед. Наконец-то городской совет решил вести экзамены на право управлять этим транспортом, а то Цей пару раз уже накосячил. Теперь можно было и погнать на место встречи. Унцур сказал, что подменяет капитана, это кот если что. И правда, мы действительно пошли за Логаном. Даже не случилось какого-то события, что вывело бы Пена из строя, ибо этот парень действительно как Хомлендер, если у него отнять презрение ко всем остальным. Но потом малыш Бронко уточнил, что нашел не совсем Логана, а то, что у него есть крот, что снабжает его информацией и готов раскрыть местоположение его укрытия. Честно, зная нашего малыша, я был готов поспорить, что мы либо сейчас побежим к тому логову, где уже были с Эрнестом, либо его крот буквально окажется кротом, в смысле животным. Да, это глупо, но вы смотрите прохождение Сандрока, пора бы привыкнуть. Отправились мы как минимум в новое место, прошли сквозь руины, где я впервые нашел мрамор и серу, но обогнули его и двинули дальше. Бежали, если честно, достаточно долго, но в конечном итоге пришли к чему-то и правда похожему на логово. Вот только здесь обитали крысюки и либо малыша обманули и привели нас в ловушку, либо крысюки на нашей стороне. А нет, вторая теория совершенно точно отпадает. Бронко сказал, что должен был встретиться с кротом прямо на этом месте, но его тут не было. И тем не менее здесь были отпечатки крота. Да, поздравляю всех нас, это и правда был буквально крот. Пен таки решил уволить Бронко и податься в город по своим делам, но я не мог просто так уйти. Говорю вам, раз тот кусок пластмассы в его руках помог нам найти Логана в первый раз, пусть даже случайно, то стоит дать этому малому шанс. Вдруг откуда-то послышались голоса. Голос Гитлера и какого-то робота. Минуточку. Чё за нах? Пришлось сначала пробивать стену, а после еще и пробиваться с боем. Поначалу я так и делал, но спустя парочку драк понял, что можно просто пробежать мимо крысюков, из-за сложности ландшафта те не могли долго гнаться следом. Плюс ко всему здесь были новые разновидности руды, что есть очень круто. Один из тоннелей был загражден гигантским каменным валуном, судя по этому, эту штуку сбросят прямо на нас. Это было слишком очевидно, но даже с тем я от него не убежал. Дважды. Путь привел нас к странной картине, пленному кроту, и не сразу понял, что это за хрень, а потом, как вспомнил, это было то самое волшебное зеркало из оповещения игры. Оно желало лишь одного – уничтожить все вокруг, так что пришлось вступить в бой. Очень удобный UI-дизайн у этого зеркала, перед каждой из атак оно любезно иллюстрировало ее тип оригинальной иконкой, но в конечном итоге у этой штуки села батарейка. Крот оказался и правда кротом, ну вы поняли, в том другом смысле этого слова. Он знал Логана, тот ему даже помог вроде бы, но крот был готов его продать за ответную услугу. Он просил спасти принцессу крысюков от королевы, что хотела ее смерти, и ради такой цели был готов пожертвовать даже Логаном. Сюжет был до невозможного прост. Это зеркало принадлежало королеве, и в один момент оно перестало отвечать, что королева самая красивая в этом мире. Из-за этого она и захотела напасть на принцессу. Спустя капельку паркура в духе Assassin's Creed 35 о поросенках из Братства Ассасинов в параллельной вселенной, где планета была заселена животными. Что вы так смотрите? Вполне в духе Ubisoft, вот даже концепт есть. Сначала были и бобры, но Sweet Baby Inc запретила их через то, что те реки плотинами перекрывают. Принцесса крысюков выглядела очень забавно и безобидно, я не сразу это заметил, но она была слепо по уши влюблена в Логана. Как раз удачно здесь появилась королева, а значит мне не придется искать ее самому. Мы вроде бы и пытались решить все по-мирному, но когда сюда привезли то самое зеркало, королева сразу же задала ему свой вопрос. Я на свете всех милее, всех румяней и белее. Calculating at the moment. Да ладно, шучу. А это, если честно, было неожиданно, и такого самовлюбленная королева нам простить не смогла. У нее было необычайное для этих мест оружие, что околдовывало меня и других ребят, заставляя их драться друг против друга. Но зато Бронко не досталось, потому что он крыл ее дальним огнем. Избитая барышня говорила, что мы ничего от нее не получим, а мы ведь и не хотели, просто попросили ее оставить принцессу в покое. Та сопротивлялась, пока сюда не вбежало наше секретное оружие. Королева сдалась, но ненадолго.
Обещала позвать короля и принца, но я бы на ее месте так не смеялся, потому что, кажется, я уже побеждал их, когда жил в Портии. Крот оказался честным. Он рассказал, что сам влюблен в принцессу, потому-то и был готов ее спасать ценой сдачи Логана, но в то же время он маленько и приврал. Дал нам не информацию о логове, а просто подсказал способ поимки – прикормить его козу ее любимой едой – жареной брюквой. You can't change the way a person feels. Waiting around for the princess to fall for you when she clearly has a type. А Унсур могет, когда от него не ожидаешь. После того, как мы дрались с зеркалом и Джастис переводил дух, он сказал, кому-нибудь еще вдруг захотелось салата. Честно, это было настолько не в тему, настолько тупо, что меня аж порвало. Зеркало наши почему-то решили забрать с собой. С виду, если честно, казалось, что оно на самом деле и не злое, просто запрограммировано беспрекословно выполнять приказы. Его кинули в тюрьму. Надеюсь, здесь меня не будет ожидать пара сценок с переодеванием в глупые предметы интерьера, как в прошлой части. Вспомнив про письмо об убежище, я побежал в пещеру Элси, надеясь ее встретить там. Но здесь было пусто, а с поисками брюквы у меня пока не задалось, ее банально не было в ассортименте ни в салоне, ни на местной ферме. Сегодня у моего героя появился новый случайный перк удачи, видимо, сегодня мой день. У дома стояла Хайди, сказав, что для продвижения в клуб карьера нужно будет его укреплять по мере углубления, и для этого понадобится очень много стальных каркасов, так что она предложила взять часть работы на себя и скинуть ее на других мастеров, с одной лишь поправкой, чтобы я принес им материалы. Ух, она, видимо, не знает, как сильно у меня чешутся руки сделать всю работу самому. А через письмо от Джастиса я узнал, что руины в Кротовой пещере теперь открыты в любое время, само собой за небольшую плату. Я забыл продать Якмеля, надо бы сделать это хотя бы сегодня. Занес старичку Морту еще одно фото, где можно было видеть молодыми здешних жителей. Сам Морт ни капли не изменился, может быть, он родился уже старым. Якмели в итоге ушли по 1500 за голову. Можно было оставить их для получения молока и шерсти, но зачем? Я сделал еще одну Якмель-станцию, а на доске поручений, увы, не было никаких заданий, связанных с тоннелем в Портию. Якмель-станция была мне нужна для быстрого перемещения к Кротовым норам, иначе весь этот путь мне пришлось бы каждый раз преодолевать заново. Не самое безопасное место, скажу я вам, циподзилы здесь были очень грозными, но чего не сделать ради ресурсов. А вот гребаную брюкву где искать было непонятно. Я отправился в сторону скалы, надеясь, что найду ее здесь, обшаривал каждый кустик, нашел даже гребаную люцерну и, наконец-таки, брюкву. Только казалось, будто она здесь прорастает лишь в одном месте. Сколько бы я ни наматывал здесь кругов, найти ее так и не смог. Да шучу я. Черт, а вот и она, наконец-то. Купер только завел свою установку залпового бубнежа, как... Элси извинилась, сказала, что повзрослела, но батя ответил, как обычно пройдет пару дней и снова начнутся проблемы. Готов был поспорить на то, что она не продержится и недели. Видимо, они все-таки помирятся. Круто, очень рад был ее увидеть. И как узнал позже, этот наряд, что я и сменил, должен был поменяться автоматически в этот сюжетный момент. Об этом Элси рассказала мне немного позже в салуне. Она прошла много приключений, эту одежду раздобыла самостоятельно, потому что старая после всего случившегося подизносилась. Элси обучилась разному у какой-то охотницы на монстров и нашла, можно сказать, общий язык с уткой. Говорила, что к монстрам следует относиться как к равным, и тогда с ними можно найти взаимопонимание. А у моего дома оказался неожиданный гость. Он попросил познакомить его с нашим мэром ради заключения взаимовыгодного соглашения. После того, как у них появился новый житель в виде мышки, говорит, вся их экономическая система перестала быть устойчивой. Мэр хорошо его приняла, тем более, что тот засыпал ее комплиментами, ну прям и правда Роман Белик. Говорил, что их народец может помочь нам с разными делами, если нужно, вырыть посаженные растения, участвовать в играх с бей-крота вместо игрушечных кротов, а потом невзначай сказал, что горы-то на самом деле пусты, не считая каких-то там реликвий, руд, редких металлов и драгоценных камней. Им, видимо, такие штуки были не нужны, а вот нам... Видимо, сотрудничеству быть. Правда, я почему-то ожидал, что кроты неожиданно и приятно возьмут на себя работу по рытью тоннеля, и нам не придется тратить туда свои ресурсы. Нужно будет сделать им тележку для перевозки ценностей из толщи земли. Хайди в скором времени должна будет предоставить мне ее чертеж. После того, как я увидел возвращение Элси, все же решился купить сухую ветвь Арвио, символизирующую расставание, и отправился искать Амиру. Немного иронично, что местом завершения отношений стала лужайка, где по сути все и начиналось. Well, if that's your decision, I have to respect that.
Разумеется, после такого отношения были немного испорчены и не только с Амирой, но и с ее друзьями. Ну, по факту, все заслужено. На рефлексию времени не оставалось, так как я по уши ввяз в работе. Погнал искать еще хотя бы один плод брюквы и нашел его почти на том же самом месте. Приготовил ее, и Джасти сказал, что все готовы, можно отправляться ловить козу Логана. Just follow that goat. Don't worry about us, partner. After that goat. Nobody can survive such a fall. We have to tell the mayor. Yeah, we need to. Я оказался в убежище бандитов в одиночку, без какого-либо подкрепления. Здесь обитали какие-то взрывающиеся штуковины, пока не понял, это живые существа или что-то вроде механических игрушек. Только не говорите мне, что эти бандиты каждый раз проходят такой путь, чтобы попасть в свое убежище. Думал, что окажусь в логове преступников, а оказался в бюджетной версии Takes Two, причем почти буквально. И потом я увидел помощника Логана. Нам предстояло драться. Это было несложно, даже с учетом того, что большую часть атак я игнорировал. Единственное, я убрал одну установку, что периодически крыла меня огнем. Сам Хару хоть и был уровнем повыше, но дрался предсказуемо. Logan, get ready. Осмотревшись, я нашел какие-то химические установки и рюкзак, в котором не портилась еда, очень сильно похожий на тот, что я делал для Грейс. Неужели мне придется столкнуться с Логаном 1 на 1? Наконец-то. Правда, его удары и камбухи били очень больно. Чтобы вернуться, порой приходилось тратить весь запас выносливости. И в итоге я не справился. Второй раз я постарался быть осторожнее и не принимать его удары лицом. Использовал пистолет для дальних атак, но эта штука была практически бесполезной. Хотел еще оружие сменить на какое-нибудь полегче, потому что этой базукой наш герой управлял с трудом. А Логан очень быстро восстанавливался и часто применял свои суператаки. Должен сказать, что по ощущениям он был даже сильнее Пена. Таймер, потихоньку подходящий к нулю, заставлял меня думать, что главное даже не победить, а хотя бы просто продержаться. И тем не менее, для победы мне не хватило буквально секунд 10. I think that's enough. А я ведь говорил. Грейс, она и правда была подозрительна, если задуматься, чуть позже увидите взаимосвязь. Рассказала, что они с Логаном хорошие ребята и тайно борются за спасение города. Это была длинная, но чертовски интересная история, потому что игра все время намекала, что так все и будет. Желая спасти больного отца, Логан не смог убедить Мигеля, ведь болен тот был вирусом, что мог бы быть заразен. Логан просто хотел отвезти отца к другому врачу и устроил взрыв, чтобы спасти его силой. Но здание обрушилось на отца, и тот некоторое время лежал в коме, очнувшись, сказал лишь пару слов. «Логан, защити Сандрока от Дуаса». После побега он стал бандитом и долго лечил раненую ногу. Долго думал о том, каким вдвоем с напарником противостоять целой империи. Никому не рассказывал о том, что услышал, потому что не мог никому доверять, ведь в городе могли быть засланы агенты. И тогда его напарник придумал план, немного странный. Оправдать свое бандитское имя и начудить так, чтобы власти свободных городов отправили сюда своих людей, что дало бы им небольшое подкрепление. Не знаю, чем бы Логан перед ними оправдывался и как перетаскивал на свою сторону. Что у него было? Только пара предсмертных слов своего отца. Но чудом им повезло, потому что прибывшая в город Грейс была агентом под прикрытием из Центральной разведки Альянса. Она была здесь потому, что считала, что в городе есть шпион империи Дуас, что замышляет какой-то гнусный план. И в самом деле это звучало очень правдоподобно, особенно после слов того миллиардера касательно возможной войны. Цель засланного казачка заключалась в ослаблении города, чтобы тот потерял какое-либо значение и перестал существовать. Так Альянсу не удалось бы проложить дорогу между городами, объединив их в единую сеть, и эти земли стали бы уязвимы.
непобедимы. Она решила объединиться с Логаном и примерно в то же время перехватила 2 сообщения. Водонапорная башня готова и вода в городе успешно спрятана. Сказала совершенно невероятную вещь, что у Пена было какое-то древнее реликтовое оружие, которым он уничтожил водохранилище, а тогда всю вину скинули именно на Логана. Я, если честно, не верил в то, что Пен и есть тайным агентом, он казался слишком глупым. А вот теории насчет того, что священнослужители могут быть связаны со всем этим, звучало правдоподобно. Тем более, что спрятанное хранилище находилось где-то под церковью. И если помните, именно священнослужитель был тем, кто вскрывал засекреченную перепись воды, что вроде как сходилось со всеми показателями. Он мог очень легко ее поделать, а за строительство подземного хранилища для воды отвечал, кто бы мог подумать, Ян. У Грейс была схема планировки хранилища, но пробраться туда все равно не получилось. На толстой двери висел сложный замок, который ей не удалось вскрыть. И этим ребятам не помешает мастер, способный соорудить что-то, что поможет эту штуку обойти. А насчет нашего хитроумного плана по слежке за козой, оказалось, что это ловили нас. Логан узнал обо всем от принцессы и дал козе задание привести меня в это место. Еще он рассказал мне о паре деталей болезни своего отца. У того на затылке был синяк, что мог быть следствием укуса какого-то ядовитого животного. Думаю, что эту информацию мне сказали неспроста, и окажется, что его отца вырубили и отравили нарочно, потому что он что-то знал. Возможно, знал о плане Дуаса уничтожить город, или просто был преградой к исполнению этого плана. Там еще очень много было сказано, но беседа и так оказалась очень длинной, не хочу вас утомлять. Скажу лишь, что от предложения вступить в их ряды я отказаться уже не мог. Все настолько сильно закрутилось, что, я был в предвкушении. Я уже и забыл, ведь корпус решил, что я умер. Так странно было смотреть со стороны на то, как меня оплакивали, и чертовски приятно, что все рады были меня видеть. Знаете, после того, как вся жизнь вроде как пролетела перед глазами моего героя, я погнал к Элси, чтобы подарить ей плетеное сердце. Оно было символом любви и способом показать свои чувства и намерения. Уж не знаю, что означал этот жест, просто баг или что-то еще, но в любом случае, видимо, ей просто нужно было временно подумать. А мне ничего не оставалось, кроме как вернуться к работе. Я получил чертеж кротовой тележки от Хайди и письмо от подруги Нии. Она прослышала о случившемся вчера, мега сильно переживала и скупила все городские газеты лишь ради того, чтобы наши родители не увидели эту статью, а после застал этих двоих. Элси подогнала Амире особый вид белой глины для ремесленных дел. Оказалось, это получилось из-за смеси с птичьим пометом. Быстро, как только смог, сделал тележку и погнал к кротовой норе. Крот поблагодарил меня, сказал, что доброта мэра даже превосходит доброту принцессы, и вроде как он влюбился в нашу Труди. Неловко вышло. Принцесса хотела как-то помочь своим подданным, на что Крот умникум ответил, что теперь она сможет присматривать, как они работают в ее честь и приводят их дом к процветанию. Ну а именно помочь ничем. Разве наблюдать, как они приносят ей богатство и поднимают себя из нищеты? Четко. Получается у вас здесь. Но принцесса была настроена серьезно и хотела вносить свой вклад. Мне дали в награду какие-то новые стальные сапоги, а после настало время сделать ключ от подземных катакомб под церковью. Для этого пришлось улучшить Саммерстак, благо что у меня уже были все ресурсы. Сам же ключ состоял из 2 слитков бронзы и хромистой стали. Грейс была оповещена, и когда мы будем отправляться туда, она даст мне знать. А вот какой-либо метки относительно каркасов для тоннеля или ресурсов для этих каркасов, ее так и не появилось. Я уже и в мэрию заглядывал, и в архитектурную лавку Хайди, но ничего. Хотя, может быть, здесь и так работа успешно идет и без меня, потому что на месте тоннеля я увидел столбы, заграждения, да и сам тоннель уже имел какой-никакой приличный вид. Будем надеяться, что так оно и есть. В дни, когда город накрывала песчаной бурей, мою мастерскую защищал высокий песчаный занавес. Он автоматически выдвигался из-под земли во время опасности. На крыльце лежала записка от Грейс. Сегодня в полночь мы посмотрим, что же скрывается под церковью. Хорошая, к слову, погода, она может дополнительно скрыть нас от любопытных глаз. В таверне Оуэна что-то происходило. Оказалось, что Элси рассказывает жителям города, как нужно вести себя рядом с дикими якмелями, чтобы не угодить в беду. Она и правда стала серьезнее после своего путешествия в дикую пустошь. Дождавшись ночи, я отправился ко входу под церковью. Она обратила мое внимание на шкаф у ничем не примечательной стены. Внутри была современнейшая охранная система. Ну, знаете, вместо того, чтобы, скажем, статически установить датчик движения в дверях, здесь они включаются, выключаются, ездят взад-вперед. Ну, это я уже придираюсь. С должной долей ловкости их получилось отключить и открыть вторую бронированную дверь, за которой скрывалась эта штука. Это определенно был резервуар с водой, и уже на данном этапе можно было смело говорить, что недостающая вода находится именно здесь.
В тетради возле резервуара были заметки о том, как управляться с этой системой, что была построена еще сотни лет назад. Оказалось, что вода, находящаяся в городском озере, поступала из этой установки, а сама она каким-то образом эту воду производила. Заметка об использовании этой штуки были написаны так очевидно, что Грейс сразу поняла, что за этим стоит Ян. Но он не мог работать в одиночку. Чертеж на стене указывал на то, что в статуе Пича находится система труб, что позволяют регулировать уровень воды в озере, но сама установка была несколько переделана. Хоть она была древней, клапан, позволяющий выкачивать воду из озера, был современным, а из самой системы нумерации можно было предположить, что эта установка была далеко не единственной в своем роде. Кто знает, может, в других местах эти штуки могут быть до сих пор в рабочем состоянии. А все улики, все записки и послания были сожжены, удалось расшифровать лишь пару слов из оставшихся обрывков, изъять средства, выдернуть пробку и отменить предыдущие указания. Но мы были застигнуты врасплох. Благодаря большой доле удачи удалось нащупать очередной потайной переключатель и скрыться за выдвижной стеной. И Мигель и Пен оба были кротами. Из их разговора стало ясно, что отец Логана знал об этом устройстве с водой, видимо, потому-то его и били, чтобы не оставлять свидетелей. А Пен с помощью своего древнего оружейного устройства, видимо, в те года и стал причиной того, что взрыв нанес такой большой урон, что отец Логана оказался в коме. Вот же черти. Пожалуйста, скажи, что она без вспышки. Ты со вспышкой-то фотографировал. Пен оказался не таким глупым, как я думал, и, видимо, уже подозревал, что я как-то связан с Логаном. А найденная у второго входа записка показала, что и Мейсон, предыдущий мастер с самого начала игры, тоже был во всем этом деле замешан. В конце записки было предостережение: нужно быть осторожным со статуей Пича. Если ее опрокинуть, то станут видны трубы, а после этого жители начнут задавать вопросы. Жесть, один такой маленький город и сразу 3 предателя. Видимо, этот кипиш близится к концу, но я даже не представляю, что будет твориться, когда тайное станет явным. Не успел я проснуться, как на площади послышался шум. Либо они поймали Хару, либо все шло по плану. Пока что трудно было что-то сказать. А Пен, конечно, актерище, так натурально играл самовлюбленного мудака с интеллектом уровня табуретки. Когда Мигель дал слово тем, кто хочет сказать что-то в защиту Хару, обозвался Арвион, но ничего, кроме того, что Логан промыл ему мозги, тот не смог сказать. От меня же сейчас требовалось просто тянуть время, и это получилось не очень хорошо. Мигель сложил 2 и 2 и выдвинул мне обвинение в том, что я связан с Логаном, а Пен привел несколько убедительных, правда убедительных аргументов. Я ответил, что пережил падение из-за того, что упал на дерево, там оно ведь и правда было, я помню. Но Мигель соорудил столько показаний против меня, в том числе неоправданных, что я сливал данные банде, знал, как выглядит Бронко. Одним из аргументов, что звучали сильнее всего, выглядело то, что я вроде как появился как раз перед тем, когда Логан начинал свои нападения, и что я удобно оказывался у всех мест происшествия, а роль мастера позволяла оценивать нанесенный ущерб, да еще и на этом зарабатывать. Кроме того, я ведь лазил возле дома Логана, переманил Элси на его сторону вроде как, и все в таком духе. И заметьте, хоть это было не так, но насколько сильно можно исказить факты, если другие не знают в точности того, что и как происходило. Здесь уже мне ничего не оставалось, ситуация накалилась до предела, так что... Это Пен подорвал водонапорную башню. Друзья мои, я, кажется, описался. Пен сказал, что у него есть свидетель, Бёрджес, который все видел, но тот признался, что пришел на место уже после взрыва и не видел, что именно Логан подрывал башню. Тут в защиту своих влетел глупый Ян, делая ситуацию еще хуже. I'm going to ask you the same question. Where is Logan? Черт, это ведь самый крутой момент, на котором здесь и должен появиться... Looking for me? Какаши-сенсей. Logan! Hang tight, Haru. I've got this. You giving yourself up, buddy? Eh, something like that. What you are waiting for? Get him! What a welcome. Don't you want to hear what I have to say? Huh? Citizens of Sandrock, what if I told you that there's been a vile plot to destroy your city in action right now? It's better to show than tell. Pen, stop him! Крыть эту штуку злодеям было нечем. Он, конечно, пытался настроить какого-то бреда, но, будучи обычно человеком уравновешенным и безэмоциональным, начал срываться. The builder must have planted some machine in there. Logan's corruption is consuming you, turning us all against one another. You slack-jawed nitwits won't stop him. I'll do it myself. Wait! Эти
Эти черти правда были присланы Дувасом, приближалась война. Мигель обосновал свой шпионаж и проделки тем, что при ослабленном состоянии здесь будет меньше жертв во время войны. Защищал Дувас, говоря, что в свободных городах людям слишком много позволено, и что новый свет закончит так же, как и старый. А с властью, сосредоточенной в руках немногих, что возьмут все под свой контроль, массы не смогут уничтожить сами себя. Маленький засранец лишил его древнего оружия, а после нам предстояло столкнуться с сильнейшим человеком. Но в том-то и дело, что нам. Я, Джанго, то есть Джастис, и Какаши-сенсей в 3 рыла без каких-либо сложностей намяли зад этому черту. Пен, видимо, не знал, какими техниками владеет наш седовласый воин. Секретный прием 2 пальцев. Ему более 1000 лет. Take that, you big treacherous chalupa! Моя. Еще, конечно, не моя, но черт, надеюсь, что будет. Видимо, где-то на уровне обеда и зеркал третьей слабостью Пена была лопата. Где лопата? Я не знаю, где лопата. Где лопата? Несмотря на то, что весь этот экшен вроде как закончился, это еще был не конец. Виновным предстояло отправиться в тюрьму, но и Логан с Хару тоже должны были понести наказание за ущерб, нанесенный городу за все это время. Но нужно было еще достать Яна. Тот как раз собирал вещички у себя в гильдии. Просто пытался нас заболтать всяким бредом, и у него получилось. Hey, stop! Excelsior! And when you write in your annals of history, narrow as they may be, make sure you get my name right. Y-A-N. That's capital Y, capital A. So long, Stinktown. Smell ya never. When you lied about the turtles, I should have knew it was gonna be all downhill from there. And I've been waiting a long time to do this. Wait, no, Rocky, old buddy, old pal, just let me go. I've got connections. I'll give you anything your heart desires. You frickin' mops. Теперь уже все зачинщики были пойманы и собраны в одном месте. Черт, это было настолько приятно, кажется, что наконец-то спустя столько времени настоящий источник бед, преследующий город, был наконец-то найден и обезврежен. С Матильдой, к слову, все было в порядке, она находилась в сознании и была в больнице. But make no mistake, this was an act of aggression. Our lives in the free cities may soon be very different. Мэр Труди сказала, что свяжется с нашим представителем в Альянсе свободных городов и спросит, что нам делать дальше, потому что, очевидно, глобальная угроза со стороны Дуваса была все ближе. Мэр хотела собрать нас с Логаном для обсуждения дальнейших дел, но много жителей хотели с ним поговорить, так что собрание было несколько отложено. Мальца и Энди снова взяли в банду, но, камон, не переживайте, в этот раз банда была доброй. Мне даже не передать, насколько я был рад, потому что весь этот кипиш, что всю игру был на уровне подозрений, наконец-то завершился. Очень был рад за весь город, за Элси, за Какаши-сенсея, которого оправдали, за нашего мэра, что столкнулась со столькими трудностями, и за город Сандрок, который, я надеюсь, вскоре снова начнет процветать. Но одним из самых интересных вопросов для меня все еще был другой. А что скрывается под маской нашего Логана? Може, у нього губи жіночі. Жіночі. Стоило мне спокойно выйти из мастерской, при кормежке Якмеля я ненароком зыркнул на миникарту и увидел, сколько там для меня заготовлено квестов. Теперь, когда глава торговой гильдии в тюрьме сидит, моя коллега Мен предложила позаботиться, чтобы все поручения выполнялись в срок. Всю скучную рутину пообещала взять на себя. Мен была без преувеличения одной из самых трудолюбивых жительниц этого города и предложила починить статую Пича, которую нам пришлось сломать, а Труди напомнила о собрании. Думал, что починка статуи будет простейшей, но чтобы смочь просто обрабатывать нужные материалы, пришлось изрядно повозиться. Сперва я погнал искать гранит. По непонятной причине забыл, где его стоит искать, пока все же не вспомнил.
запомнил. Каньон был отличнейшим местом для его добычи, но вот что касалось второго материала, кирпичей из известняка, мои печки не справлялись с таким сложным материалом. Для такого была нужна печь промышленного уровня, а чтобы ее улучшить, нужно магниево-хромовое ядро, а чтобы его добыть, нужен магниево-хромовый кирпич. А чтобы его выпечь, ну вы поняли, эта цепочка была не из самых простых, на какую-то часть кирпичей мне ресурсов все же хватило, так что можно было заняться своими делами, пока печь была занята делом. Было приятно увидеть, как хорошо идут дела на ферме. Хайди начала обучать детей, возможно, отчасти из-за того, чтобы проверить, не успел ли наш предатель Мигель навешать им лапши и привнести свои ценности, а в мэрию на собрание я пришел последним. Обсуждали все произошедшее, и Грейс выдала неожиданную фразу. Сказала Труди, что пытание оповещало Альянс Свободных Городов о том, что мы вычислили шпионов из Дуваса. Причина на самом деле была весомой. Подобные шпионы находились во многих городах, информация могла быть слитой, а поскольку на данный момент правительство Дуваса не знало, что их люди раскрыты, мы могли, условно говоря, притвориться ими и общаться с Дувасом от лица Пена и Мигеля. Ян, он вряд ли здесь важное лицо, скорее всего, просто инструмент. Глупый инструмент. Грейс попросила меня помочь пообщаться с пленниками, само собой, я был только за. Поскольку на сегодня все дела были завершены, я отправился в руины станции Гека за хромовой рудой. Пришлось пройти кучу этажей, чтобы добраться до глубины, где та встречается, и выносливости к тому моменту уже почти не осталось. Хорошо, хотя бы одну из 3 используемых печей мне удалось улучшить до максимального уровня. Я тут сижу, ржу, просто этот Райан с тех пор, как мы стали друзьями, начал чуть ли не каждую неделю присылать мне подарки, и это всегда простая табуретка. А на ранчо Купера последнее время началось очень много активности. Прошло столько дней, а ведь Элси так и не ответила на мое предложение. Дела фермы пошли вверх, сюда приехал турист впервые за долгое время, просто чтобы посмотреть на гигантскую утку, доставляющую им продукты. А Элси, оказывается, стала известной по всей округе как охотница на монстров, что может с ними разговаривать. Моя. Горжусь ей. А еще прошла неделя, и получается, Элси победила в споре с батей. Я впервые в жизни, виртуальной, конечно, увидел, как Купер начал говорить искренне и даже извинился. I am sorry for that, Elsie. I love you. And I'm proud of you. Thanks, Pa. Thanks, Ma. I love you too. Я подошел к Элси и увидел, что у меня до сих пор осталось то сердце. Выходит, в прошлый раз она все же от него отказалась. Ну, была не была. Wait, is this a hard knot? Dang nabbit, I bought one for you too. У новой открывшейся шахты тоже были интересные новшества. С кротами можно было заключать контракт на добычу уже не лома, а чистой руды. И хоть здесь были не все ее виды, но пропустить такое я не мог. Тем более, что стоила эта услуга меньше 2000 гольдов. Вроде как за целый год ежедневных поставок. Пропуск в саму пещеру стоил уже 5 сотен монет вместо 3, как предыдущей, и продвигаться по ней было трудновато. Нет, крысюков здесь больше не было, Джастис и Унсур об этом позаботились. Сложность была в том, что подземные проходы были сплошь и рядом завалены песком, и эти самые проходы, будучи не очень большими, порой было очень трудно найти. Зато, по крайней мере, алюминия тут были целые горы, а спустя пару не самых быстрых уровней появилась и магниевая руда, как раз то, что я искал для создания будущих улучшений для оставшихся печей. В гражданском корпусе меня ожидала непрогрузившаяся Грейс и рассказала, как нам стоит провести допрос. Это будет классический раздельный допрос с каждым из них по отдельности. Спрашиваем одного, а после задаем те же вопросы другому и сравниваем показания. Если один из них солжет, то показания будут отличаться. Это все круто, конечно, но они уже больше суток сидят в одной общей камере. Начать она предложила с Пена, так как этот тип явно не мог похвастаться умом и мог выдать нам больше информации. Еще не нужно было раскрывать наши карты и цели, о чем я успешно забыл. Как и предполагалось, даже такой недалекий человек, как Пен, все равно ничего не выдавал. Предлагал сделку, информацию за куриные крылышки. Мол, нужно ему поддерживать уровень протеина в организме. Грейс решила подыграть ему, но даже так он говорил, что не является гражданином Дуваса и просто работал на Мигеля ради денег. Здесь можно было подключать доказательства, вот только какое из них? Я уже совершенно забыл, что мы там видели в признании, письмах и фотографии. В итоге Пен все равно свалил все на Мигеля. Как в свою очередь и сам Мигель. Он сказал, что хоть и является поклонником смелости и порядка Дуваса, но на этом конец, и что с ними он никак не связан. Но неожиданно именно Мигель и стал слабым звеном. Информация о том, что в телеграммах от Дуваса были приказы сначала уничтожить хранилище, а после этот же приказ отменить, заставили Мигеля пошатнуться и решить, что Дувас сам саботировал их задание, и просто кинул его.
Расстроенный предательством, он рассказал, что Пен является агентом Дуваса и приехал сюда помочь ему. Можно было подумать, что он лжет, но голос того откровенно дрожал. А после и Пен немного поехал, не ожидал, что его так легко сдадут. В это время наши бравые ребята принесли несколько потенциальных улик. Книгу Света, гантелю Пена и кучу других вещей. Из ценного, что мы здесь нашли, было то, что Мигель самолично переписал учение Света под себя. Создал некий фанфик, который читал на проповедях. Грейс переживала, что он мог повлиять на кого-то из наших жителей, самым слабым звеном был Бёрджес, но это еще не все. Второй уликой была переписка Пена с фанатами. Почерк на письмах и телеграммах Дувасу был одинаковым, значит телеграммы писал именно Пен, а в его личных записях были слова песни высечены на нотном листе, а ведь он не интересовался музыкой от слова совсем. Нужно было отправиться в город и навестить пару жителей, проверить, не промыли ли голову Бёрджесу эти надуманные речи. Огонь и сера. Покайтесь, еретики. Да я просто шучу. Мир, любовь. Видимо, нет. И расспросить нашего писателя Эрнеста и Купера о нотной тетради. Те в этом разбирались и могли что-то подсказать. Ребята увидели в нотном листе кучу ошибок и помогли их исправить. Правда, я не совсем понимал, какой в этом вообще смысл. На обратном пути забежал домой, и мне все же удалось скопить ресурсы на починку памятника. Я не мог позволить, чтобы эту работу сделала вместо меня Миян. И хоть я не уловил смысла в своей пробежке по городу, стоило Грейс взглянуть на нотную тетрадь, та увидела, что сделанные в песне ошибки имеют некую закономерность. Они складывались в некий шифр, а если точнее, в ключ к шифру. Он оказался иным, чем тот, которым Грейс расшифровала телеграммы в подземной базе, и теперь у телеграмм появляется совершенно новый смысл. Видимо, еще на тот момент Дувас уже знал, что за их заговором следят, и хотел таким образом пустить врагов по ложному следу, или даже раскрыть. Но теперь, когда верный тип шифрования был у нас в руках, Грейс смогла связаться с Дувасом и под прикрытием получать у них информацию. Оставалось лишь собрать небольшой передатчик, чтобы триангулировать сигнал отправителя. За чертежом триангулятора я погнал к Ци, и тот просто-таки горел тем, чтобы объяснить мне принцип его работы. Я таки сдался. Если максимально кратко и, быть может, неверно, то с помощью 2 или больше антенн мы можем построить от каждой условную линию в сторону исходящего сигнала, и на пересечении этих линий и должен будет находиться его источник. Изначально я думал, что на моменте вычисления предателя весь главный сюжет и закончится, но, видимо, видимо, это только начало. Элси снова понадобилась моя помощь. Последнее время у нее прям-таки насыщенный период жизни. Нужно было подцепить разными ингредиентами, такое чувство, будто для какого-то угощения. Параллельно Ци прислал чертеж антенн. Для них не нужно было много ингредиентов, плиты из алюминия, процессоры, белая медь, о существовании которой я только что услышал впервые. Хорошо, что за ночь переплавилась еще порция кирпичей, и я смог улучшить вторую печь до максимального уровня. Ведь только на такой и можно было выплавить белую медь, скрестив, собственно говоря, меди-никель. Уже даже не помню, где я этот никель добыл. Для поручения Элси мне не хватило только муки, и долго не думая, я просто купил ее в салуне вместо того, чтобы готовить самому. Зная ее, я подумал, что это какая-то приманка для монстров, но ее слова «покажу, когда станешь частью семьи» намекали, что задание могло быть как-то связано с ее романтической сюжетной линией. Словом, было интересно посмотреть, что же там за секретный рецепт. Еще сегодня впервые за всю игру я подумал, а почему это мой станок для изготовления ювелирки простаивает? Это же отличный способ подзаработать лишних денег, тем более, как стало ясно, ювелирка в большинстве своем создавалась из ресурсов, ненужных мне в повседневной работе. Партийку серьг я решил заделать. Параллельно с этим понял, что все мои станки уже нуждаются в улучшении, и обрабатывающий, и точильный. Я поставил парочку лезвий и шестеренок на производство, чтобы пока улучшить хотя бы по одному станку каждого вида. Глаза просто светились от изобилия новых рецептов. Признаться, думал, что никель и алюминий будут последними рудами, но где-то там дальше виднелся даже титан. Пришлось погнать в картовые руины за рудой. Хоть по контракту они предоставляли мне только довольно простые виды руд, я решил взять более дорогостоящий контракт, ибо на добычу руд я трачу сравнительно много времени. И круто бы этот гринд скинуть на чужие плечи. В придачу ко всему оказалось, что с повышением уровня как раз таки и появились более качественные руды. Это просто отлично. Но от ковыряния в земле это меня пока еще не спасало. Я пригнал сюда за никелем, но пока что видел здесь лишь алюминий и магний. Нравилось, что в песчаной насыпи часто встречались прям насыщенные полезностями скопления, а самого никеля хоть здесь и не было, но я был к нему очень близок. Нужно просто перейти на более глубокие этажи. Сегодня это сделать я уже явно не успею, зато белой меди наплавилось достаточно для того, чтобы завершить проект с антеннами. Повезло еще словить загадочного торговца посреди улиц и слить ему все, что только мог. Части реликвий, какие-то старые инструменты, созданные на станке украшения и другие мелочи. Удалось освободить около 30 слотов, но это не так уж и много, поверьте.
С самого утра Элси уже ждала меня в мастерской и срочно куда-то звала. Я уж думал, что-то случилось, но она накрыла импровизированный стол и приготовила большой торт, для которого, видимо, и просила те ингредиенты. Неожиданно и приятно. Нет, правда, это было чертовски приятно. I feel like such a girlfriend. Конечно, были некоторые мелочи, но без лишней доли преувеличения скажу, что не так важен подарок, как внимание. И оценивать, сколько бы я готова была подарок, это как бы... Не знаю, что сказать про вкус этой штуки, я предложил попробовать ей, но та ответила, что это все мне, и накормила еще одной порцией. Builder, what's wrong? You alright? Ух, какая же хорошая реплика. Похороните меня моей киркой. Но выбрал я первый, ведь она прям действительно старалась и чуть не расплакалась из-за случившегося. You're okay? Потом еще извинялась за то, что все испортила, хотя, ну черт, без всяких преувеличений, это было круто. Надо будет и ей что-то такое устроить. Правда, я не ожидал, насколько сильно изменятся наши общие планы в ближайший день. В гражданском корпусе Ян пытался меня обвести вокруг пальца, если можно так назвать его слова о том, что арестовали не того. Я решил подыграть, взял ключи, вернее пытался взять ключи, но те почему-то каждый раз выпадали из руки. Но потом сюжет заставил персонажа взять их. Сам подошел к двери камеры. Я уж думал, еще и клетку открою, но здесь таки все стало на свои места. Меня таки провели вокруг пальца, но не Яна, а сама игра. А он рассказал о своем тайнике под кроватью, сказав, что это некий аванс. После этого Пен сорвался и начал того лупить, но с этим предстояло разбираться уже Джастису. Загадочный торговец все еще был в городе, и я снова сбыл ему часть своего хлама, попутно отыскав и для себя кое-что полезное. Несколько рецептов для крафта и защитную накидку воина пустыни. Погнал за авансом сначала в торговую гильдию, думая, что Ян прямо там и ночует. Кстати, когда Ян сел за решетку, по сути единственный мой конкурент вышел из игры, и как видите, мой отрыв маленько увеличился. Вместе с открытием новых руд и данжа появились новые рецепты, оружие, броня. Стоили они, конечно, недешево, но я просто-таки был обязан это купить. Как минимум, броня выглядела очень добротно. Кровати здесь не нашел и некоторое время потратил на поиски его дома. Одновременно с этим отсортировал свои вещи, скинул лишнее в сундуки и в одном из таких нашел двуручное оружие на замену моему мечу. Было оно заметно сильнее. Если правильно все помню, это было то оружие, что я получил награду от таинственного инвестора, которому мы делали кошачью обувь. На следующий день я вспомнил о своем главном задании, триангуляторы ведь уже были построены, надо было собираться в мэрии. У мэра были сомнения насчет того, стоит ли нам связываться с Дувасом, но все остальные, включая меня, были за, и с помощью разгаданного метода шифрования, известной нам частоты сигнала, Грей смогла отправить телеграмму с сообщением «Доложите обстановку». Ничего конкретного, чтобы не выдать себя и спровоцировать их на ответ. И его не пришлось долго ждать. Извлечение на последнем этапе, ждем указаний, попытка восстановить контакт с тигром. При огромнейшей сожалею, но из-за того, что моя ОБС-ка начала выделываться, остаток беседы не записался. Мы притворились Пеном и отправили не самый умный ответ с каплей самолюбия. Нам лишь нужно было продержать их подольше на линии, чтобы Ци успела следить источник сигнала. И мы это сделали, вот только нас раскрыли, и враг запустил протокол извлечения, в котором шла речь об оккупации нашего города. Матильда собрала жителей на центральной площади и оповестила о приближающемся нападении. На помощь звать мы не могли, противник активировал глушилки, и связаться с Альянсом свободных городов у нас не получится. Надеяться можно было только на себя. Никто не ожидал подобного поворота событий, как и я. Черт, вы помните, как начиналась эта игра, и что происходит сейчас? Шпионы, глобальное противостояние и надвигающаяся война. Но жители вроде бы собрались с духом. Райан так вообще сказал, что все, теперь он станет настоящим мужчиной. Он устал просыпаться в 11:30 и успевать сделать дела к 2 часам, чтобы после думать. Большая часть дня уже прошла, и слишком поздно начинать делать что-то еще сегодня. В итоге мы, как Дейнерис были рожденные, опустили пару ребят в разных направлениях железной дороги. В одну сторону ускакал Хару, в другую Райан. Ах да, забыл сказать, в мэрии мы разрабатывали план защиты, хотя бы какой-то, и ты сказал, что у него кое-что есть, но мэру придется снять с него возможное наказание за незаконные военные разработки, которыми он занимался 7 лет. Это была огромная пневматическая пушка, имеющая большой радиус атаки и была нелетальной. Даже понимая, что на нас не нападут, пока не сработает определенный скрипт, я очень сильно спешил. Для строительства пушки нужно было расширить платформу для сборки, чем я и занялся. Попросил Мен подцепить с материалами для строительства и сам при этом погнал по эти же материалы, потому что времени у нас не было.
Добыл гравитационный двигатель и пулей вернулся обратно, расширил платформу для сборки, при этом она хоть и увеличилась в размерах, но только из-за того, что их стало две. Пушка была собрана так быстро, как только возможно, и установлена прямо на входе в мэрию. Цей рассказал, что управлять турелью предстоит тоже мне. Он боится, сколько бы ни тренировался у себя в голове. На очередном срочном собрании Джастис показал наш план обороны. Насколько я понимал, учитывая, откуда шел сигнал, мы знали, с какой стороны планировалось нападение. Вокруг центральной площади был установлен периметр, что возьмет огонь на себя. На крышах будут сидеть снайперы, а центральным элементом обороны станет построенная турель, которой жители постараются заманить отряды врагов. Тыл тоже будет прикрыт, а гражданских отправят в храм. Джастис считал, что нападающие не будут его атаковать. Да и там ведь были подземные помещения. Ты ведь их имел в виду? Оставалось лишь ждать, и если честно, это ожидание было труднее всего. Знать, как что-то непременно случится, но не знать, когда именно. Это, конечно, было волнующе. Следующий день был весьма спорным. Город в скором темпе подготовил баррикады у главной городской площади. Врач Фанг оставил Матильду в храме и пришел сюда помогать раненым, если такие будут. Жесть, я не думал, что все произойдет настолько быстро. Буквально месяц назад еще ничего не предвещало беды, а тут стою и поливаю из обезвреживающей турели вражеские отряды, которых на самом деле было очень много. Но, должен сказать, турель была мощнейшей. They're falling back. We can win this. Matilda! What? No way! You're Tiger? Get your hands off her! Ah! Все перевернулось с ног на голову в один момент, и я даже и представить не мог, что именно Матильда будет тем самым тигром. Одно ясно точно, на Мигеля им уже было все равно, его просто использовали. Но что дальше? Все наше сопротивление, все мы просто сидели в камере. Я намасливал командира Лефу, предлагая сделать тому джакузи, и для этого дела меня даже освободили из стражи, несмотря на то, что я им говорил. Представили надсмотрщика, должен сказать, в меру адекватного, и похоже, у меня не было другого выбора. Из диалогов патрульных удалось подслушать, что они собираются развязать войну с Альянсом свободных городов, что на Пейне ставили разные опыты, благодаря чему тот и стал таким сильным. Было довольно сюрно, что я мог даже нападать этому отряду, засунув эту кошачью лапку им прямо в жопу, как и отряду, что мыл свои потные ноги в нашем оазисе. Командующий даже поблагодарил меня за то, что я им нападал, но в итоге сам там ноги полоскал. Жителей заперли в нескольких местах, одна группа была в закрытом отеле, остальные в Церкви Света. Оуэна заставили делать кислый суп, заливая туда тонны уксуса. А вот от того, что в торговой гильдии появились заказы от солдат Дуваса, меня покоробило. Это заставило думать, что оккупация города может продолжаться долго. Хотя здесь по-прежнему были заказы и от наших жителей. Но в любом случае браться за работу для Дуваса вне главной сюжетной кампании я не собирался. Это мудачье меня уже порядком достало, а у мастерской скопилось так много подарков, да, в честь дня рождения. Немного сюрно было на все это смотреть на фоне оккупации, но приятно, что столько жителей меня поздравило. Джакузи все-таки сделать пришлось, а потом к нам пришли кротолапые гости. Hey, who are you? Wait, citizen, please stop. We have a curfew. You wait. Когда здесь появился Логан, я выходил с облегчением. Стало ясно, что наши гости здесь ненадолго. У Логана уже был примерный план. Поскольку часть отрядов ушла на север, то в городе их оставалось не так уж и много. Но турель на центральной площади была отремонтирована, и надо бы поторопиться. Я предложил устроить отвлекающий маневр. Логан предложил что-нибудь взорвать. Мне нравится, как оно горить. И поскольку бомба была у того с собой, мы просто влепили ее к джакузи, что я сделал. Вернулся надзиратель, и вместе мы погнали к дому командующего. You wait here. В этот раз пришлось драться с Яном в том числе, и имея под рукой гребаный щит, что был больше похож на поднос для еды, тот даже наносил приличный урон, вот только нас было трое.
Подкрепления были встречены со всеми почестями, хорошо, что эти глупцы не додумались занять турель. Правда, их было очень много, десятка 3. Не факт, что без турели мы бы смогли их одолеть. Разумнее всего было начать спасение с гражданского корпуса. Здесь были собраны все ударные силы, которые устали от бесконечного бубнежа Купера. Следующим на очереди был отель. Здесь врагов почти не было, но пара чуваков отделились от отряда, они любовались какими-то очень мягкими одеялами. Это была мега угарная штука, видео я об этом не упоминал, скорее всего, но мать постоянно присылала нам теплые одеяла по почте, но они каждый раз где-то терялись и не доходили. Эта хрень упоминалась раза 3 за сюжет, и вот, оказывается, их кто-то присвоил себе. Builder, you betrayed me! I trusted you. I even recommended you to Duvos HQ. But no, you decided to side with these peasants. Now your beloved mayor will suffer the consequence. Logan, Builder! Soldiers, attack! For the Empire! Командующий был не из простых, атаковал сильным заряженным ударом и на самом деле чуть меня не победил. Даже Логану в этом бою пришлось помогать, но в конце концов добро победило. Drop your weapon! We surrender. And with that, I declare Sandrock liberated. We took back what is ours. А называйте меня Дебилдер. Special thanks to Logan, the Builder, and our mole friends. Вот так-то. Но даже это был не конец. Где-то на севере находился их дирижабль, там же была Матильда и Пен, и вроде как они хотели что-то откопать из земли и утащить в скором темпе. Хэти предложила позволить им уйти, чтобы лишний раз не рисковать, все равно мы ничего не потеряем от какой-то там выкопанной древней реликвии. Но Грейс сказала, что это одна из крупнейших операций Дувоса, и там определенно находится что-то очень важное. Но даже так дирижабль находился где-то за высоким горным хребтом. Это была бы безысходность, если бы не... Моя. Да твоя. Элси вспомнила о Дейзи и сказала, что у нее уже давно есть примерный чертеж корзины для путешествий на этой огромной птице. Хэти должна будет перепроверить чертеж и после отправить его мне. Что ж, видимо, таким будет наш последний удар. Награду мне дали какой-то боевой шлем, выглядел он забавно, но в нем моя большая голова казалась еще большей, так что это мы оставим на потом. Оказывается, я отдал старине Морту уже почти половину всех его снимков, надеюсь, вскоре мы соберем и весь альбом. В почтовом ящике лежала пара писем, просьба мэра починить поломки, созданные нападением Дувоса, и чертеж от Элси. Разгребая второстепенные поручения, я заметил, что сборочная платформа раздвоилась не просто так. Вторая площадка служила для автоматической сборки, и выглядело это весьма-весьма приятно. Хотя, по сути, время оно даже не экономило. Разве что в случае с созданием штук 10 одинаковых построек для одного заказа, но таких поручений я особо не припоминаю. И в этой сборке была и своя проблема. Если при ручной можно было постепенно собирать нужное оборудование, то здесь, если у тебя не было всех ресурсов для нее, то нельзя было даже начать сам процесс. Я хотел по-быстрому помочь нашей Труди с починкой города, но этот хренов уличный фонарь, как бы я ни искал, найти его не мог. Я просто не владел таким рецептом. В торговой гильдии, где я раньше покупал подобные штуки, его не было. Я проверил и парочку соседних магазинов, но ничего, голяк. Даже чертов зонд против солнца не получилось установить. Со сборкой корзины тоже были нюансы, я отправился в шахту за артефактами и рудами. Нужно было найти несколько гравитационных двигателей и сперва улучшить станки. Вот здесь непонятная штука, спрошу вас, как работает эта система загрязнений? Почему некоторые станки очищаются даже не будучи грязными, а здесь я битых 5 минут с перерывами очищал установку, смог вычесать оттуда даже пару фотографий, но сам верстак так чистым не стал. Напишите в комы, кто играл, как эта хрень работает. Процесс улучшения имеющихся станков занял у меня еще один день, в основном из-за ожидания, пока смогу выточить себе необходимые детали, но свободное время я потратил на другие мелкие заботы. И наконец-то, когда закончил делать корзину, отправился на ферму, сгорая от любопытства. Я думал, мы построим нечто вроде будки на спину этому милому чудищу, но нет. Получается, кому-то придется сидеть там в первых рядах, так сказать.
life. That airship's huge. Hold on tight, everyone. Look, under the airship. Dang, look at the size of it. Oh, it must be the place. Daisy, full speed ahead. Cap, secure the perimeter. We'll shout real loud if we're in trouble. Everyone else, follow me. Мы спустились в какую-то ракетную шахту, до конца не понимая, что будет ожидать нас впереди. Унсур с котом остались прикрывать тыл, а наша тройка полезла углубляться вниз этой шахты, собирая по пути все, что только можно было. Dang, it saw us. That's one way to do it. Я уж было обрадовался, но после этого финта Джастис больше ни единого раза по турелям не стрелял. Все это легло целиком на мои плечи, а чувакам было такое чувство... Мне вообще похуй, даже дверь открыта. Послушав разговор солдата Дуваса, стало ясно, что они здесь ради огромного двигателя звездолета, который сможет держать в воздухе целую крепость. И понятно было, что не для благих целей. Судя по веревкам, движок уже практически был готов к транспортировке, а значит, времени у нас было не так уж и много. Проходя сквозь толпы врагов разных мастей, в том числе этих огромных роботов, удалось открыть двери с помощью найденных карт доступа, а после... Помните мое прошлое видео, то что по второму сталкеру? Не думал, что скажу это так быстро, но... Это был самый медленный лифт, который я только видел. Нет, самый медленный лифт был в Сандроке. Мы прошли целый километр пути, получая лазерные снаряды себе в рыло. Ну, как мы, стреляли эти штуки только по мне. Наконец-то добрались к какому-то трапу, и когда я полез вниз раскапывать очередной сундук с какими-то плюшками, заметил, что из этого слоя песка смог добыть титановую руду. Значит ли это, что здешнее место станет новым данжем для будущих исследований? На одной из платформ мы увидели Пена. Логан приметил, что главное это уничтожить тросы, что держат движок, тогда эти ребята никуда не денутся. И вот спустя еще пару коридоров, я, видимо, пошел немного не по той тропе. Почему не по той? Мама. Ладно, для меня еще было очень просто ускальзывать от этих лазеров, во время кувырка так вообще я становился неуязвим, но чувакам досталось не слабо. Да ты чё? В итоге оказалось, что я нашел тайный проход в комнату с консолью, где можно было влезть в здешнюю охранную систему. Она запрашивала пароли, я выбрал один из них случайно. Да, поторопился, но это сработало. Система турелей сменила цели для стрельбы, что в будущем неплохо так упростило все последующие драки. Даже с... Давайте по порядку. В одном из ящиков лежало снаряжение отца Логана. Получается, что все таки встало на свои места. Его отец знал о Дувасе и, скорее всего, из-за этого и был убит. Отцовское ружье он вручил мне, сказав, что я много сделал для города и его заслужил. Через пару минут мы нашли двигатель. Нужно было поскорее разрезать трос. What? Hey, not even a hello. I'm hurt. I wouldn't touch that if I were you. We take him down together. Оружие отца Логана было дробовиком довольно неплохим, особенно если сравнивать с той пукалкой, которую я использовал до этого. Пен, конечно, был силен, но не впервые это говорю, нас же было трое. Exhilarating! I haven't had a workout like this in a while. Why don't we take it up a notch? Maybe I'll show you a fraction of my real power. Relic weapon, Justice, Builder, look out! Find a way to cut the engine. I'll keep him here. We can't leave you here, Logan. Logan! Dang, door. Как типичный злодей, Пен, будучи уверенным в своей победе, признался, что это он убил отца Логана, и здесь началось нечто, похожее на дуэли Звездных войн. Yes, that look. Oh, such a pity that I'll never see it again once I kill you. You! Don't be in a rush. Let me enjoy this moment. Pen, you monster. Monster? I like the sound of that. Rolls off the tongue. But I'm afraid I have to bid you farewell. Say hi to your pa for me. А
А мы, я смотрю, ищем способ выбраться прям очень активно. Вообще похуй. Но этот парень подсказал мне использовать слабую сторону Пена – зеркала. К сожалению, все, что я смог найти, это лишь какой-то небольшой осколок этой штуки. Надеюсь, это нам поможет. Будучи вооруженным артефактом, тот мудень стал атаковать куда чаще и куда сильнее, но, опять-таки, нас ведь трое. You're too late. This is over. It's over, Pen. Surrender. We don't have time for this. Я увидел, что его реликтовые перчатки после боя перешли ко мне, и очень скоро случилось то, что заставило меня их использовать. Матильда пыталась давить на жалость, говоря о том, что у нее дети в Дувасе, но это не то, что выглядело жалко, это выглядело глупо. Какой дурак после такого скажет: «А, ну окей, расходимся, сдаемся». Ну конечно же, мы и нападали. Каждый элемент робота имел свой собственный запас прочности, и почти половину боя Матильде вообще не удавалось даже замахнуться. Мы с Логаном настолько часто наносили удары, что выбивали ее запас стойкости намного раньше. It's over. You've lost. I will never forgive you! Battle mode engaged. Она бросила слова о том, что все это время тем самым агентом Дуваса был я, но после произошедшего опять-таки это уже не то, что даже тупо, это выглядело стыдно, а вот атаковать она таки начала. Пока вокруг бегали все эти солдаты и прочие противники, драться было легко. Почему? Просто на последнем этапе, когда у робота Матильды отказало уже все, кроме нагрудного лазера и наспинного блока питания, рукопашным боем урон я ей практически не наносил. Эти штуки банально были слишком высоко, но я быстро понял, что мне следует делать, и взял в руки батино ружье. Surrender, Matilda. We got you cornered. Never! Heavy damage identified. Emergency mode engaged. You darn machine. Come on! Get up! Get up! Emergency egress system engaged. I've got you now! Emergency! What? Ejection in 3, 2, 1. Там ведь потолок, куда она улетела. Ох уж эти разработчики. Но после всех этих интересностей я уже не могу их винить ни в чем. О, а этот тип уже не впервой приходит, когда все уже сделано.
Союз свободных городов наконец-таки принял меры против Дуаса, а Матильда сошла с ума. My babies. Mama's come back. I promise. На следующий день Труди лично поблагодарила меня за мой вклад в развитие города и за помощь со всем тем, что мы вместе создавали в этом самом городке. Но это было еще не все. Мэр попросила меня присоединиться к собранию. Здесь присутствовал какой-то командующий силами Альянса, что пришел к нам на помощь. Они не могли представить, что Дуас будет настолько дерзким, чтобы забраться так глубоко в наши земли. Его воздушное звено отогнало вражеский дирижабль аж к границе Дуаса, но тот еще держался на лету. Теперь город был в безопасности, но, насколько я понял, в будущем эти земли все равно ожидают война. Джастис попросил забрать с собой ватару преступников, а то у нас тюрьма всего на 6 человек. Тот согласился и мягко попросил не мешать. Грейс вынесли небольшой выговор за какое-то нарушение и сказали возвращаться в Атару. Похоже, нам придется прощаться с ней. Но пока официальный приказ не поступал. Да, это, видимо, был не он. И к тому же для Атары будет разумно оставить в городе своего человека, чтобы тот продолжал тайно следить за происходящим в городе. Пен оказался одним из высокопоставленных офицеров армии Дуаса, и за свои военные преступления он получит по заслугам, а Мигель с Яном будут судить как граждан свободных городов. Труди опять взялась за благодарности. Поблагодарила меня, Джастиса, Логана и Грейс за неоцененный вклад в нашу победу над Дуасом. Commander, please present everyone with their awards. Столько всего произошло за последние дни, что я наконец-то впервые за это время мог выдохнуть с облегчением. Записался на какой-то праздничный ивент, как раз все так совпало, что сегодня был День памяти. Мигеля и Яна, видимо, как самых безобидных, уже не держали за решеткой, но камеры по-прежнему были забиты. А еще я офигел от роскошнейшего арсенала в магазине гражданского корпуса. Это оружие, броня, просто шик, слюнки прям потекли. Бёрджесс хотел сказать Логану последние слова, но никак не решался, но мы с Денби ему с этим помогли. Этот парень был самым добросердечным из всех жителей, и даже в разговоре с открытым преступником не мог сказать никакого грубого слова, но все же решился. Я подумал, ты должен знать. То, что ты пидор. Я не думаю, что наша дружба может продолжаться. Oof. Hark. Очевидно, тому было все равно, но Бёрджесс был настолько хорошим и до сих пор возлагал на того надежды, что казалось, словно Пен почти раскаялся. В личном диалоге он признался, что, возможно, даже будет по нему скучать. А после вспомнил все, через что мы с ним прошли. Как-никак, Пен за все это время под прикрытием успел сделать даже и хорошие дела. После всего этого я чувствовал себя слегка опустошенно. Знаю, что из города увезут несколько жителей, пусть даже плохих, было как-то грустно. В почтовом ящике в мастерской лежало письмо от мэрии, через 3 дня начнется суд над Логаном. Я был в основном даже рад, просто потому что понял, игра не закончится на этом дне и меня еще ожидает много чего интересного. Где-то на краю карты появилась метка побочного задания, и я, вспомнил, что это такое. В самый первый свой год в этом городе я видел метку, но не успел к ней добежать, та испарилась буквально на полпути. Таинственная девушка поделилась своей грустью по прошлому, когда города были целы и полны людей. Да, учитывая, что это был день воспоминаний, даже символично, что именно сегодня со мной говорил призрак некогда жившего здесь человека. Очень сильно хотелось порефлексировать после всего, что случилось, но, пожалуй, оставим это на финал видео, так как дел правда было по горло. Сначала я занялся улучшением рабочего оборудования, улучшил кузнечный станок на 1 уровень, а следующий открывал доступ к вещам поистине невероятной мощи. Во всяком случае, у каждого оружия было свое имя, а это сразу плюс 100 к урону, я вам отвечаю. Наконец-то, спустя столько времени создал первый улучшенный сборщик росы и сразу же улучшил его качество. Да, пока только один, хотя бы посмотреть, как он будет работать. Внешне, конечно, он был на несколько уровней выше моих старых тряпичных установок. После я отправился в новые руины, те самые, где был подземный ракетный комплекс. Дорога через Северный мост стала наконец-то доступной, и здесь меня сразу же встретила новая флора. Деревья выглядели неимоверно зелеными, и я срубил их. Не из злых умыслов, а из любопытства. Как-никак это новый сорт древесины, и чтобы знать, что он из себя представляет, нужно было подержать его в руках. Здесь обитала Дейзи, взаимодействовать с ней я не мог, а дорога к новому данжу оказалась... Дороги здесь просто не было. Я пытался обогнуть эти горные хребты, пытался на них взобраться, даже пропустил соревнования по охоте на призраков вот уже 2-й год подряд. Но если честно, не был расстроен, ведь этот год точно не последний.
Стоит ли говорить, что эти 3 дня пролетели довольно быстро, но это не значит, что за это время ничего не произошло. Открылись новые руины, правда, как туда добраться, пока я не знал. Джастин что-то писал в письме о путешествии туда с помощью Дейзи, но в данное время эта утка и находилась где-то за пределами города. Оказалось, что после битвы с Матильдой у меня осталась плата из того самого робота. Ци сказал, что это военный чип Старого Мира, и если бы он только мог где-то откопать один из старых плазменных мечей, то, вероятно, смог бы его даже воссоздать. И вот тут-то оказалось, что тот самый меч из камня в старом лагере Логана и был таким оружием. Ци забрал его и очень задорно убежал в лабораторию, но обещал его вернуть. В мэрии уговаривали Бёрджеса стать новым министром города на место Матильды. Само собой, тот отнекивался, придумывая разные причины, но пришел наш мудрец Унсур и сказал, что ему просто нужна шляпа. Go on. Мол, если у тебя будет шляпа министра, то все, ты будешь министром. Звучало глупо, но главное, что она могла дать Бёрджесу, это уверенность, и я сказал, что сделаю ему такую, как только мне пришлют ее рецепт. Еще мы с Джастисом встретились, тот позвал меня посидеть в салоне и бахнуть по кружке самого дорогого молока Якмеля. Это было так челово, мы обсуждали прошедшие события, что не справились бы с Довасом друг без друга, в такие моменты казалось, словно этот город и правда живой. Хотя суд над Логаном будет через несколько дней, Элси уже собирала подписи для петиции, чтобы их с Хару не сажали в тюрьму. Правда, пока подпись была лишь одна, а мне поставить свою было нельзя. Еще и Хайди здорово так удивила. В каталоге ее строительной лавки появилась панель управления фабрикой и теплицей. Эти штуки позволяли, как я понял, превратить внутреннее убранство своего дома в некие рабочие помещения. Звучало как отличная мотивация перестроить свою мастерскую и наконец-таки превратить ее из маленького сарая в большой и просторный дом. Но это в будущем, пока у меня были другие заботы. Наконец-то я решил сбросить с себя весь ненужный хлам, оставив все вещи вроде растений, молока и чего-то около съестного в сундуке, как и всю лишнюю одежду, части старых реликвий и предметов интерьера, что все еще пылились в инвентаре. В город наконец-то вернулся Райан, сказал, что совершенно не против вернуться к своей старой роли простого плотника. А дорога в Буревей, когда он туда доскакал и сообщил властям о нападении, ему сразу не поверили, и пока перепроверяли информацию, связавшись с Альянсом, то сражение в городе уже подошло к завершению. Микель за решеткой продолжал рассказывать, что свободные нравы неизбежно приведут нас всех к катастрофе, а железный кулак Дуваса, где вся власть находится в руках избранных, и те контролируют все процессы, помогла бы этого избежать. Эх, даже не верится, что еще несколько дней назад здесь была давосская оккупация. Город быстро вернулся к прежнему состоянию, это было чертовски неожиданно, но в почтовом ящике я нашел письмо от Пена. Перед отъездом он спрятал какую-то свою самую мощную вещь в самом дне самых глубоких руин. И что если кому-то и удастся достать его сокровище, то только мне. Было даже немного грустно осознавать, что я больше не увижу этого типа. Виви прислала чертеж шляпы для Бёрджеса, а Ци оповестил о том, что работа над плазменным мечом займет куда больше времени, от 10 до 15 дней. Но ничего, я уже никуда не торопился. К слову, уже ж началась осень. Скажите, так сразу не заметишь, когда живешь в пустыне. Шляпа для Бёрджеса выглядела довольно забавно, и что уж тут таить, мне было интересно примерить ее на себя. О-ля-ля! Царь во дворца! Царь во дворца! Ходи то, делай сюда, царь во дворца! Но для него она казалась просто невероятной. Here goes nothing. Слишком большая сила в ней таилась, так что парень решил, что наденет ее всего лишь один раз на свою первую проповедь, а потом спрячет куда подальше. Не забывал я и старичке Морти, занес тому его любимую соленую рыбу, а сам направлялся к той самой опасной пещере, где Пен спрятал свое сокровище. Она была совсем не глубокой, но действительно опасной. Куча сильнейших обитателей пустоши в виде рок-н-ролльщиков и пара скорпионов. Я старался не спешить, но получалось это не особо, из-за чего получал по морде очень много раз. И заедался лечащими таблетками. Второй раз за всю игру они мне наконец пригодились. Хотелось пройти этот данж с первого раза, ведь был в нем некий символизм. На самом видном месте стоял сундук с...
парой сотен монет, 5 кусочками золота и бриллиантом. Признаться, ожидал какое-то оружие или, может быть, его красный плащ, но ничего, главное, что я справился. По словам из полученного Джастиса письма я узнал, что возможность забраться к самым последним руинам с помощью Дейзи точно есть. Нужно было подойти к месту возле влагодобывающей фермы и трижды крякнуть. В этом месте было много полезного. Куча деревьев редких сортов, драгоценный хлам и сразу 2 данжа. Один для добычи руды, второй для сражения с монстрами. Я погнал в первый. Причем Титан встретил меня сразу же на входе. Титан и цинк. Супер. Я старался тщательно вкапываться в почву, чтобы собирать здешние артефакты и прочие полезные мелочи. Это уже, как я думаю, совершенно точно последний тир-руд, а значит, из него удастся сделать самое мощное снаряжение. Начался суд над Логаном и Хару, где Логан впервые предстал перед нами без своей маски. Або може у нього зуби. Зуби. Он выглядел максимально обычно. Смешанные чувства были у меня, знаете, будто постоянно видишь брутального мужика с бородой, а после уже без нее. Очень люблю, Но не время шутечки вбрасывать. Как удобно, что я это уже сделал. На этих ребятах числилось как минимум несколько наказуемых законом поступков. Они грабили людей, воровали деньги, опять-таки людей, и ограбили поезд. Само собой, все это им в какой-то степени приходилось делать. Джастис заметил, что по кодексу Сандрока их ожидает наказание от 5 дней до целого сезона в тюрьме, что даже как-то маловато, и штраф в размере от 50 до 500 тысяч гольдов. Труди заметила, что этой суммы хватит для реализации городского проекта, но когда Джастис попросил поднять руку тех, кто хочет, чтобы Логану смягчили наказание... Да, я был среди них, но слишком хорошо все у нас было. После всего того кипиша мне банально хотелось получить какой-нибудь хэппи-энд. Сам Логан просил для себя максимальное наказание. Ломай меня полностью. Бёрджес тоже высказался за это, но когда дело дошло до меня, плюс 500к в городской бюджет или... а черт с ним. Эти жители, они заразили меня своей наивностью и добротой. Виновным дали время на принятие решения, какое из наказаний они все же для себя выберут, но я уже уверен, что все будет хорошо. На этой хорошей ноте я сразу вспомнил об Элси. Хотелось как-то ее отблагодарить и сделать приятно после того вкуснейшего торта. Мы маленько почилили на лавке, погнали пускать фейерверки. Оказалось, что эти чертовы ящики тут просто для красоты, и надо фейерверки с собой приносить. Неловко получилось, но черт, эта леди вовсе не леди, она нечто большее, и такие проблемы для нее ерунда. Чтобы вы поняли слова о том, что она больше, чем леди, я хотел подарить ей кольцо, нет, не свадебное, но она в таких блестяшках ценности не видела, зато ей очень понравился наш обед за 76 гольдов. Я же снова отправился в последние руины, думаю, здесь я буду частым гостем, просто вы бы видели, какую крутецкую броню из этой руды можно будет сделать. Как только поколупаюсь в грязи достаточно, чтобы нарыть нужные ресурсы, сразу же вам покажу. Джастис оповестил меня о том, что они в гражданском корпусе тянули соломинку, кто будет срывать плакаты с лицами Логана и Хару, раз уж суд таки свершился и они больше не преступники. И так уж получилось, что срывать их мне. По завершению слушания по их делу оба были признаны виновными в ограблении, угоне поезда, ограблении банка и нападении. Поскольку взрыв водохранилища был на совести Пена, а похищенная некогда Матильда оказалась предателем, эти злодеяния им списали. И по итогу ребятам грозило целых 5 дней тюремного заключения и 20 тысяч гольдов штрафа. Аттестат в крови, по бокам конвой. Плюс общественные работы как некий испытательный срок. Что сказать, круто, надеюсь, город справится без тех дополнительных 500 тысяч гольдов. Я же пока был занят своими делами, так привык выполнять чужие поручения, что трудно было понять, что же нужно мне самому. Пока что решил постепенно достраивать продвинутые водосборщики, они были вдвое производительнее и лишними точно не будут. Но заниматься этим я буду на фоне, постепенно заменяя свои старые сборщики, так как это не срочное дело от слова совсем. Точно, первая проповедь Бёрджеса, как я мог забыть. Правда, в церкви почему-то никого не было, видимо, я пришел слишком рано.
Снимаю я себе спокойно плакаты о розыске и вдруг вижу Яна из параллельной вселенной. Другие посчитали, что это и правда он, мол, просто тип выбрался из-за решетки каким-то образом, и они повели его назад. Эти двое оказались братьями-близнецами. Ян сразу же пытался сказать, что все эти преступления сделал именно его брат, оказалось, что он даже пытался его убить когда-то. И да, этот парень приехал занять место Яна в торговой гильдии. Украл мою работу в качестве мести за то, что я пытался тебя убить. Как же это мелочно. Я маленько занервничал, потому что уже, если честно, расслабился, выполняя поручения только изредка. А Вэй еще и сказал, что победить меня в рейтинге мастерских для него самая важная цель в жизни. Он сообщил, что скоро будет встреча в гильдии, и он будет ждать моего присутствия. Честно, я так сильно привык к Яну, что этот тип казался каким-то чересчур слащавым, будто он не искренний, а просто притворяется хорошим парнем, но вряд ли это на самом деле так. Унсур получил оставшиеся плакаты, что я сорвал, и, кажется, я понял, где будет проходить первое выступление Бёрджесса. Hello, everyone, and welcome! Welcome to my first speech as the new minister of the Sandrock Church of the Light. Тот сначала волновался, но в итоге произнес весьма достойную речь. Начал рассказывать притчу про маленькую капельку росы, как... Но Денби попросила не обращать на это внимания, потому что сам Бёрджесс этого не заметил. И в итоге история о капельке была настолько трогательной, что... Oh, Freddy Dewdrop, you too perfect for this messed up world of ours. И что я получил очко навыка в социальной ветке. Но главное здесь, что Бёрджесс таки поверил в себя и понял, что шляпа ему не нужна. Моя новая глобальная цель таки нашлась. Я хотел, чтобы Элси переехала жить ко мне, но для этого нужно было привести в порядок мой участок, чтобы не приглашать ее в эту маленькую мастерскую. Мне ее вполне хватало, но хотелось бы, чтобы все было на высшем уровне. Я отправился в лавку к Хайди и нашел здесь этот чертов однорожковый уличный фонарь, из-за которого я провалил реставрацию города после нападок Дуаса. Территорию мастерской я еще раз расширил за 90 тысяч, но даже это был еще не конец. Следующее улучшение стоило уже 150, плюс перестройка дома. Из имеющихся мне понравился вот этот, но это еще плюс 60 тысяч ко всей стоимости. Сумма кажется неподъемной, но теперь у меня был стимул вкладываться в работу мастера, чтобы поскорее сколотить капитальчик на перестройку дома. Не знаю, как переместить весь дом целиком в новое место, но хотя бы производственные здания я передвинуть смог, плюс купил себе небольшой рыбный прудик. Думал уже, что история с тоннелем так и закончится, толком даже не начавшись, но Вэй оповестил, что завтра в 4 часа будет собрание в торговой гильдии относительно этого вопроса. Все-таки мы проложим железную дорогу в Портию, а там, гляди, может кто-то и сюда в гости приедет. Новый сет брони, о котором я вам говорил, получилось создать гораздо быстрее, чем я думал. Мои походы за Титаном не прошли бесследно, и вот как он выглядел. Не совсем идеально, но на фоне остальных костюмов прям-таки свежо. Сегодня на 143-й день моего обитания в городе я отдал старине Морту последнюю утерянную фотографию. Это были времена, когда город не испытывал нужды. Воды в оазисе хватало на всех, и община постепенно росла. Неожиданно ко мне заявился Джастис, говоря о каком-то странном шуме со стороны каньона. Какие-то странные хрипящие звуки, наверное, что-то вроде этого. Учитывая плохую видимость, Джастис предложил собраться аж в 10 часов вечера. Видимо, чтобы не было видно вообще ни. В гильдии уже собрались ребята. Вэй хоть и был положительным персонажем, но этот его взгляд, будто смотрящий сквозь тебя, невольно напоминал лицо какой-то куклы из хоррор-фильмов. Он предупредил, что если с Яном мы могли как-то халтурить и не дорабатывать, то теперь все изменится, и мы станем работать лучше и больше. Работать еще больше, чем раньше? Как можно работать больше, чем 24 часа в сутки? Ой, мы просто неправильно его поняли. Вэй не догадывался, что с Яном мастерам приходилось настолько сильно вкалывать, и он имел в виду обычный 8-часовой день с доплатой за переработки, премии и все такое. Хайди попросила напомнить, на чем мы тогда закончили, на стальных каркасах, коих нужно будет очень много. Но, судя по учетной книге, у нас они должны быть на складах. Оказалось, Ян все тупо переплавил и продал на металлолом. Но Вэй уже все прикинул и сказал, что если каждый из мастеров сделает хотя бы по 10 штук, то мы не особо сильно отстанем от изначального графика. А еще оказалось, старина Ян обворовывал мастеров, не доплачивая им деньги за их работу. Вану он не выплатил 60 тысяч гольдов, другим 3 мастерам по 40, Миан так вообще 500 тысяч. Сколько? 36. Я уже заулыбался, сравнивая в голове, во сколько раз больше работы я сделал, чем она, и представляя себе в голове просто невообразимо большие суммы. Ян успел присвоить только 10 тысяч за твои первые пару сезонов, а после перестал. Окей, это было бы и слишком хорошо, чтобы быть правдой, к тому же я догадываюсь, почему все так случилось. Только боялся Ян не меня, а мою подругу детства.
Don't let me see this girl again. Builder. Ну да ладно. Ну что, пора пахать как лошадь. Когда речь зашла о стальных каркасах, я тут же прокрутил в голове уже известный мне рецепт. Они были небольшими и простыми в производстве, поэтому я был уверен, что самолично смогу сделать их не то что 10, а даже целую сотню всего лишь за пару игровых дней. Но это была совсем другая история. История со сравнительно редкими и высокоуровневыми материалами. Стержни из композитного волокна в количестве 20 единиц всего лишь на один каркас. Цинк-титановый сплав в том же количестве и 10 алюминиевых плит. Умножьте это на 10 и получится, что я еще долго не увижу солнца. На самом деле все, конечно, не было настолько страшно, композитное волокно можно было получить при очистке вот этих обрывков, а их можно отрыть довольно немало в районе, куда мы будем прокладывать железную дорогу. На свалке Рокки каждый день они появляются, плюс за горным хребтом, в крайнем случае можно будет покопаться. Алюминий, цинк и титан же можно отрыть в самих данжах. Правда, времени это займет точно немало, потому как печек у меня не 10 штук, а всего 3. Провозившись до вечера, я погнал на встречу с Джастисом у обрыва, откуда доносились хрипящие звуки. Ребята уже заговорили о том, что это может быть призрак, но они маленько не угадали. Было решено забрать это существо в городскую медчасть, хоть оно и было гиглером, а гиглеры доставали жителей еще в самом начале игры. Плюс Джастису казался знакомым внешний вид странника, и я же был уверен, что это король гиглеров. Просто, видимо, десяток месяцев без еды дал о себе знать. Да уж, некрасиво тогда получилось. Рабочий процесс кипел. Зная, что нужно сделать целый десяток каркасов, я хотел как можно быстрее справиться с этой задачей. Ах да, еще я завел себе кроликов. Получаемый мех меня не особо волновал, а вот выращивание и продажа животных – это да. На перестройку дома и покупку новых площадей деньги мне были нужны. Я даже начал собирать новую печку, потому что 3, как мне казалось, было недостаточно. Долбил волокно на свалке, в пустыре за мостом. Правда, здесь его осталось мало, за сутки новый здесь не успевал появляться. Даже с Гоцелкруином, хотя там волокна не было от слова совсем. Но работал я целый день. Даже забежал в салон подобедать, чтобы восстановить силы для новой порции работ. К ночи наконец-то насобирал первую порцию материалов, и оказалось, что их хватает на всю партию каркасов. Ух, а я уже разорялся тут. Все оказалось намного проще, в 10 раз если быть точным, а крутые высокоуровневые доспехи здесь были не одни. На фоне я начал производство еще более мощного снаряжения. На следующий день Грейс зашла в гости, чтобы попрощаться. Ее пребывание в Сандроке как агента подошло к концу, и ее отзывали обратно. Было жаль расставаться с еще одним жителем городка, нас неумолимо становилось меньше, и это было очень грустно. Грейс сказала, что завтра утром будет садиться на поезд, и я обязательно приду ее проводить. Сегодня как раз еще Логан вышел из тюрьмы, в городе появился первый авторитет, сидевший 5 суток. Аттестат в крови. А я получил свой последний чертеж из исследовательского центра. Отдал Хайди каркасы, за что получил награду еще один пыльник, такой же, как и мой, но немного поярче. Заметил, что дом Матильды, где вражеский командующий хотел ванну принять, разбит прямо в налину. Надеюсь, будет какое-то задание на уборку площади, или даже, быть может, на его перестройку. Как-никак, наша подруга Мия, кажется, что она должна будет еще приехать сюда. Было бы круто, если бы та решила поселиться в Сандроке навсегда. Наконец-то, спустя почти 2 года, Логан вернулся в свой родной дом. Я помог ему с уборкой, услышал пару слов об отце, и ребята напомнили о том, что нужно будет проводить Грейс завтра утром. Побывал на почти настоящем интервью, почти настоящем, потому что Эрнест переспросил нас за историю с дувасцами, узнал выдуманное название наших приемов, нет ли у Логана девушки, и все. Весело, конечно, было. Остаток дня я мог потратить на добычу редких минералов, что начинали заканчиваться. А еще обнаружил, что перчатки, отнятые у Логана, могут стрелять, не тратя при этом никакой боезапас. И урон у них был очень даже хорош. Очень быстро день подошел к концу. Прямо под мастерской меня поприветствовали пара жителей, а Элси и вовсе звала на свидание, но надо было провести Грейс. Она подавала намеки на то, что изменилась и уже так не уверена в своем будущем, но в городе все же не останется. Сказала, что нарочно назвала всем неверное время, не хотела, чтобы ее провожали. Спросила, не хочу ли я отправиться с ней, и подарила фото на память.
Ее фотографию в инвентаре мне не удалось отыскать, как и в игровом фотоальбоме. А потом я резко вспомнил о Логане, ведь все это время у меня был дневник его отца, и мне хотелось отдать его ему. Жаль, игра это не предусмотрела. Но Грейс была не единственной, кого сегодня провожали. Служитель Альянса собирался увозить Яна и попросил меня, как одного из свидетелей, дать пару устных показаний о нем, просто пару слов о том, какой он человек. Я сказал, что тот почти всегда находился в мастерской, ведь он и правда там стабильно находился. А вот когда пошли вопросы о его вкладе в работу и характере, тут я уже на слова не скупился. Его ожидало самое страшное из наказаний – наказание добротой. Забыл сказать, с этого дня моя мастерская достигла максимального уровня репутации, что означало, я могу брать еще более сложные заказы, то есть еще больше пахать. И за некоторые не самые сложные заказы этого уровня, например, тяжелый меч, я мог заработать сразу 3000 гольдов. Плюс улучшив кузнечный станок до максимального уровня, открыл рецепты высокоуровневого оружия, до которого я еще сам не дорос. А еще снайперская винтовка, снайперский пистолет. А как же снайперский топор или снайперский щит? Отдавая заказы жителям, я заметил, что возле магазина Арвио что-то происходит. Логан неожиданно предложил бывшему напарнику купить его меч со времен, когда они были преступниками. Тот отказался, как и Кристал, привыкшая, что все заказы на оружие идут через Хьюга. О да, это иду я, пускающий слюни на меч за каких-то 100 гольдов. Видимо, Логан просто хотел наконец-то попрощаться со своим прошлым. Он дал Хару целый мешок денег, сказав, что здесь точно хватит на образование. Сам он будет остаток жизни охотиться здесь на тварей, а вот у Хару еще вся жизнь была впереди. Но он, видимо, тоже хотел остаться в Сандроке. Вот это, конечно, тяжеленная хреновина, я уже слишком привык к быстрым атакам перчаток Пена. Ну ничего, даже такой махине найдется применение. Если вдруг захочу утопиться, то возьму ее с собой. В гражданском корпусе у нас с Джастисом зашла речь о том самом зеркале. Я понял, что появилась возможность его починить, и Мигель тоже до сих пор почему-то сидел за решеткой. Странно, почему его не увезли вместе с Яном, они ведь оба граждане свободных городов. Джастис сомневался в том, что стоит чинить зеркало, как-никак оно недавно хотело всех нас убить. Но Хайди встала на мою сторону и... Угадайте, у кого уже были все необходимые ресурсы на починку этой штуки. Эта штука называла меня самым красивым существом. Ты, по-моему, перепутал. Перепутал меня здесь и меня в Портии. Но как бы то ни было, эта штука была запрограммирована так, чтобы служить, цитирую, самому прекрасному созданию, и постоянно оценивала находящихся рядом людей, что бесило Джастиса. Но стоило сказать ему, чтобы перестало их оценивать, и оно, правда, перестало. Горло очень сильно болело, и я ему сказала: перестань болеть, и оно вдруг перестало. Я уже понимал, в какую сторону все это движется. Кажется, что в будущем можно будет взять это зеркало к себе на ферму и скинуть пару задач по хозяйству на него. Если эта штуковина сможет хотя бы убирать дерьмецо из загонов животными, уже будет круто. Но, видимо, перед этим нужно, чтобы Ци немного повозился с этой штукой. Тут еще неожиданно Логан пришел и говорит, чем тебе помочь. А, точно, у него ведь испытательный срок с общественными работами. Стань моим парнем на целый день. Нет, лучше сходи вместо меня в земле поковыряйся. Нужно было сходить навестить зеркало по просьбе Джастиса. Правда, мне маленько помешали. Невольно я стал свидетелем сплетен относительно Альянса свободных городов. Я хотел как можно быстрее отсюда свалить, когда понял, что это сборище просто ради поболтать. Увидел подсказку, что в газете можно было оставлять объявления. Черт, а я про эту штуку забыл. Всего лишь за 100 монет можно было получить какой-то бонус. С виду даже довольно неплохой. После небольшой беседы с Мигелем, который на самом деле из всей этой четверки оказался самым адекватным, он начинал задумываться над содеянным, но взгляды свои особо не поменял, а зеркало прямо-таки мечтало о том, чтобы сбежать из плена и начать мне служить. Немного участились дни, в которых у меня было много свободного времени. Для разнообразия я погнал в городской данж с монстрами, и с этими перчатками он был прямо-таки легчайшим. Я был прям как One Punch Man. Окей, Two Punch Man. Даже финальный босс не выдержал больше 2 ударов. И теперь я выполнял не только поручения как мастер, но и как член гражданского корпуса. Опять-таки с перчатками подобная работа выполнялась на раз-два. В торговой гильдии снова появились новые рецепты еще более мощного оружия. Ну куда уж дальше. Тратить деньги на чертежи оружия я не мог, у меня ведь были более глобальные цели. Но вот на доспехи... Тем более, что немножко денег я в итоге вернул назад, сбагрив некоторые товары. Помните, я говорил, что Титан, видимо, будет самым продвинутым материалом в игре. Здесь появилось нанопокрытие.
Да сколько ж можно? Благо, возможность сделать еще более крутую броню заставила меня избавиться от старой. Не знаю, почему я раньше про это не подумал, ведь все равно чисто визуальный вид одежды можно было сменить за просто так. Из-за случившегося в мэрии было собрание. Как только удалось прорыть тоннель через всю скалу, с той стороны начали переть монстры. Джастис предлагал влететь туда с оружием и навести шороха, но Элси заприметила, что завершение строительства тоннеля создаст сильный поток ветра, что может привлечь еще больше монстров в нашу сторону. Она предложила создать одну очень полезную вещицу, о которой вычитала из книги Хоулета – свистки, издающие высокочастотные звуки, что должны отпугивать большинство монстров, а постоянный поток ветра через тоннель как раз будет поддерживать их беспрерывную работу. Она отправилась с чертежом к Ци, а мы с Логаном поможем с установкой. Джастис и Унсур в этот раз оказались в стороне, но у них и так была гора работы, бумажной работы. К вечеру в моем почтовом ящике лежали ресурсы, собранные Логаном. Вполне неплохо, высокоуровневый лут здесь был, да еще и Катори с ее бизнесом немного ушла в плюс и поделилась частью прибыли. Оставшиеся сутки я потратил на изучение недавно открытых локаций, ничего особого здесь не было, но нашлась пара сундуков, алюминиевый лом и немного редких минералов. На 150-й день ко мне привели помощника. Эта штука выглядела настолько довольной, все болтало о бесконечной службе мне. Хайди рассказала, что связалась с исследовательским центром в порте, и там ей сказали, что в искусственном интеллекте таких машин прописаны правила запрета лжи в отношении пользователей, и по существу эта штука самостоятельно не хотела никому вредить. Она просто выполняла приказы пользователя. Хайди дала микрочип для этой штуки, позволяющий провести апгрейд для работы в мастерской, и специальный ящик, куда можно складывать ресурсы, которыми я хочу, чтобы это зеркало управляло. Скажем, воду, топливо и все остальное. Вот только я забыл продать всю ту одежду, что забрал вчера из ящика, и мой инвентарь был забит. Пока лежащие на земле вещи не пропали, я со всех ног погнал продавать этот хлам. Меня, перебили, скипал так быстро, как только мог, тем более, что это была простая беседа, где не требовалась моя помощь. Поскольку Арвио торговал всем, чем только можно, я погнал к нему. А у того почти не было денег, черт. К счастью, удалось сюда продать в лавке Хайди, Виви и в гильдии торговцев. Установил ящик и понял, что того чертового рабозеркала здесь нет. Спасибо, что наши отношения с ним были достаточно прочны, чтобы его иконка отображалась на карте. Я по-быстрому продал всех животных, потул в город и знаете что? Плати 2000 за найм, говорит. Да ты шо, охуел, сука? Нет, я... Я поражаюсь, как в пекло лезть, он спит, как деньги делить, сразу зашелестел. Я заплатил эти сраные 2000, тем более, что оказалось, я уже успел накопить 100. Использовал чип, что дала Хайди, и еще парочку найденных в руинах. По итогу эта хрень только и могла что собирать вещи со станков, кормить животных, не убирать за ними, а только кормить. Да отправлять домашних животных куда-то. Вы кто такие? Я вас не звал, идите нахуй. Чувствую, что услугами этой штуки я воспользовался в первый и в последний раз за эти 100 дней. Для создания свистулек для нашего тоннеля требовались листы из керамики и какие-то еще более современные двигатели. Первое, я надеюсь, появится после очистки керамического лома, а за двиглом пришлось отправиться в последние руины. Пару уровней я по-быстрому скипнул, собирая только немного титана, уж больно сильно тут расходился, а начиная с 6-го и заканчивая 6-м, таки откопал пару нужных мне двигателей. Установки для свиста были готовы. Интересно, что же будет ожидать нас в тоннеле. А вот это было мега неожиданно, к нам снова приехали гости. Девушку звали Пенни, она жаловалась на сильную песчаную бурю, при этом предпочитала не моргать. Я помог ей пройти в безопасное место, в наш славный салун. Гитаре настал кирдык, ох же и не повезло ей встретить именно этого рыжего и болтливого жителя нашего города. Но я не стал его останавливать, раз уж это началось, то пусть вода льется рекой. А там и я, и Пенни, может, прокачаем себе стойкость на 1 очко, такое уже было. Но его прервал Хьюго. Не повезло, что в одной беседе встретилось 3 музыканта. Не успели они послушать друг друга, как запланировали соревнования. И, к слову, показали, как кто играет. Купер вжарил свою кантри-индюшатину. И Пенни что-то, что я едва расслышал. По звуку было похоже вообще на пианино. В общем, Купер оценил.
Хьюго рассказал, что в таком сухом и жарком климате обычные гитары долго не живут, и повезло, что рядом был мастер. О, так это ж я. Я взялся ей помочь. Поскольку гитара это работа по дереву, то за чертежом я погнал к Райану. Тот, как обычно, спал. Что-то там пробормотал, но чертеж все же дал. И наконец-то я отдал Элси свистки для тоннеля. Через время нужно будет туда наведаться и помочь их установить. Ко мне приходила местная банда острых козырьков, говорили, что боятся робота, что именно из-за технологий старый мир перестал существовать. Но один из них отвалился, как только узнал, что робот не собирается делать прическу всем жителям города, а только мне. А остальные маленько подуспокоились, узнав, что у этого зеркала вроде как тоже есть чувства, и религия не позволяла им на них наплевать. Гитара получилась довольно неплохой, из прочной древесины акаций и серебряными струнами. Пенни поблагодарила меня и сказала, что пойдет писать песню для соревнования. Кстати, это ее первая песня. Я почему-то думал, что она прожженный исполнитель, но оказалось нет. Погнал к Морту домой, и оказалось, что я нашел еще одно фото. Странно, ведь ачивка за это задание мне прилетела уже давно. В этот раз на фото был Зик, некоторое время он был министром в городе, но не особо долго, подобное занятие ему не подходило. Старик сказал, что осталась еще одна последняя фотография, и мне резко стало страшно. Страшно, что если я отдам ему все фото, то с Мортом что-то случится. Волнение перебила работа. Логан и Элси уже ждали меня у тоннеля. У них развязался небольшой спор касательно монстров. Элси не хотела никому вредить, но Логан и я понимали, что если на нас нападут, то жизни напарников однозначно будут стоять выше. Но мы все еще можем попытаться минимизировать ущерб. Внутри тоннель выглядел очень добротно, каркас и все остальное это выглядело максимально надежно, а сам тоннель был даже больше, чем я предполагал. Мы с Логаном показали Элси, как умеем минимизировать ущерб, и постепенно продвигались вглубь. Установили первый свисток, второй, но те пока что не заработали. Поток ветра был слишком слабым. Мега-черви не думал отступать, а значит у нас не было выбора. Благодаря нашему перевесу в количестве он получал столько ударов, что сразу же уходил в нокаут. А когда у того получалось использовать особую атаку, она все равно ему не помогала. Все получилось, и, как сказала Хайди, тоннель был практически завершен. Осталось проложить там дорогу с помощью какой-то специальной машины, и Вэй сказал, что у него такая есть. Правда, я до конца не понял, именно машина или ее чертеж. Но очень скоро мы объединим Сандрок и Портию. На следующий день было не менее весело, Гиглер проснулся, и Джастис попытался заговорить с ним, как настоящий змееуст. У ящера болела голова, но со временем он все же вспомнил. Это и правда был президент Гиглеров, а по словам Логана, его королева была мертва. Мы пытались утешить его, предложив подумать о своих друзьях. Оказалось, что его кузен Гэри занял место короля за него. Предложили подумать о жене, но опять-таки та была мертва, и подумать о своих обязанностях в конце-то концов. Бывший король вспомнил их священное писание, но оно оказалось справочником компании Гигл. Мужик потерял все, что имел, но наша Труди, хоть и не была самым уверенным и решительным мэром, все же предложила помощь. Сказала, что Ларри может оставаться в городе столько, сколько будет нужно. А чуть позже при поддержке Бёрджеса мы провели некий психологический тест. На первом изображении он увидел человеческое дитя, на второй насилие, а на третий вспомнил, как он заключал мирный договор с отцом Логана. И в конце концов вспомнил свою потерянную любовь Зену. Бёрджес заявил, что никаких патологий, признаков агрессии или чего-то такого у него нет, так что, по крайней мере, на время он станет жителем нашего городка. Не знаю как, но я нашел последнее фото старины Морта и услышал небольшой рассказ о времени, что было уже давно позади. Прошло еще одно собрание в мэрии, в этот раз обсуждали транспорт. Со стороны Портии работа уже была почти выполнена, и Мен сказал, что по плану нужно будет запустить 2 автобуса по этому маршруту. Со стороны Портии он будет пассажирским, а с нашей нужно будет сделать грузовой для перевозки воды. И снова странно, я думал, мы будем строить железную дорогу с поездами, а не обычную. Хотя, зная Сандрок, вполне возможно, что автобусы здесь будут рельсовыми. Хоть главный кризис города и был уже давно позади, но скучнее жить тут не становилось. And that's the blue moon, where people put food in their mouths and go, nummy, nummy. Wilson!
Забавно, что споткнулся он еще до бутылки. Ох уж этот Унсур. Forgive me. Ow! Why does this always happen to me? Унсур полез в оазис, что было запрещено законом, чтобы спасти свой камень. Сказал, что нарушил закон, так что место ему за решеткой, и погнал садиться в клетку. Не прошло и полчаса, как мне пришлось его навестить. А там и Джастис блеснул умом, сказав, что в законе города сказано, что на служителей закона, что сочли нужным такое действие, наказание не ложится. И что нужно награждать тех, кто идет на подвиг. Помните, как Джастис устраивал церемонию награждения кота шляпой? В этот раз придумали все то же самое, только шляпа была получше, а вот церемонию решили не проводить. Склепав сие чудо за полминуты, я увидел нечто, от чего охренел. Отражение 90% урона. Это было слишком имбалансно. Слишком круто, чтобы я отдал эту шляпу ему. Поэтому я сделал еще одну, а эту примерил на себя, чтобы случайно не перепутать и не отдать ее. Но знаете что? Оказалось, что такая сопротивляемость к урону уже есть на моем кошачьем шлеме. И на опыльнике тоже. Так что по итогу этот невероятно сильный и редкий перк оказался не таким уж и редким. Было страшновато отдавать Унсуру шляпу, вспомните только, как вел себя Бёрджес, самый безобидный житель города. Но этот парень держался молодцом. Солидности ему она бесспорно добавила. Тот предложил мне сделать и себе такую, но теперь я, пожалуй, откажусь. Оказывается, Хару тоже собирался уезжать из города, все-таки он решил поехать учиться. И Логан предложил прийти завтра вечером на последнюю встречу в их логово. В качестве прощального подарка я сделал тому защитную маску для работы с химикатами. Дело с тоннелем тоже не стояло на месте, на руках уже были чертежи автобусной остановки и самого автобуса, так что я незамедлительно приступил к работе. Благодаря тому, что я сделал себе слишком много заготовок под стальные каркасы, их излишек как раз пригодился здесь. Выглядело весьма неплохо в плане детализации. На сам автобус тоже практически все уже было готово, оставалось лишь выстругать доски из акации. Правда, с виду эта штука, напомню, для перевозки воды, выглядела так себе. Я ожидал, что сам резервуар будет значительно больше в размере. Вэй поблагодарил за работу, очень непривычно было слышать похвалу от представителя гильдии. А наш ящер, я смотрю, постепенно адаптируется в городе, едой приторговывал. Быстро он, конечно, свою смену закончил. На ранчо Купера Элси пыталась разговаривать с ним на языке ящеров, правда получалось у нее так себе. Язык был довольно тяжелым для изучения. Неправильно сказанное приветствие и небольшой комплимент могли быть истолкованы как «я посажу персиковое дерево у тебя на ягодицах и разведу огонь под пальцами ног, пока оно полностью не вырастет». Все объяснялось тем, что на сказанное очень сильно влияла интонация. Если у нашего героя все вроде как получалось, то вот попытки Элси воспринимались примерно так. Ты что сказал про мою маму? Когда все ушли, Ларри научил меня величайшему оскорблению на их языке. Сказал, что такой фразочкой можно будет вывести неприятеля из равновесия, открыв для себя возможность атаковать первым. Это надо запомнить, думаю, еще пригодится. Выполнив все задачи, что только было можно, я решил залететь в последние опасные руины, те, что в ракетной шахте. Но в этот раз не за рудой, а ради охоты на роботов. За это тоже давали весьма неплохую награду и достаточно много жетонов гражданского корпуса, за которые можно было накупить много полезной брони и оружия. Но я не ожидал, что все будет настолько сложно. Я безусловно торопился, но даже без этого враги были довольно сильны, и хоть я таки дошел к финальной арене, опять-таки из-за спешки очень знатно отхватил. Весьма неожиданно было появление нашей гости у меня под мастерской. Из-за частых тренировок перед выступлением Пенни сорвала себе голос, и я взялся проводить ее к нашему врачу. Забраться на лошадь она не смогла, что ж, тогда придется косплеить Kingdom Come. Фанк, слава богу, не предложил ей ничего опасного, просто сказал пить травяной чай. А Пенни поблагодарила меня в духе ромов. Пожалуйста, возьми это. Она мне ничего не дала. В этот же день случилось нечто странное, вернее, это событие привело к странным последствиям. Недалеко от свалки в одних небольших руинах я нашел какое-то мистическое ожерелье образца Старого Мира. Пообщавшись с Хьюго, я узнал, что на ожерелье есть символ рыцаря эпохи тьмы. Вроде как это были все те же кузнецы, что и в нынешнее время, но никто не мог рассказать, какие секреты, загадки, быть может, какие-то суперопасные технологии у тех могли быть. Это же ожерелье принадлежало одному из них, человеку по имени Син. Мы отправились к Ци, чтобы тот провел анализ, насколько эта штука
штука древняя, ведь ожерелье могло оказаться простой подделкой. Но не тут-то было. Этой штуке было более 300 лет, и служило оно неким маячком. Стоило вставить туда силовой камень, как браслет засветился и, вероятно, мог привести меня к каким-то утерянным технологиям. Но Цей сразу предупредил, что нашим церковным служителям эти вещи могут не понравиться. Я вернулся в руины и, лишь увидев этих роботов, сразу понял, что пришел к нужному месту, потому что за все время жизни в городе таких штук я еще не встречал. Здравствуйте, из компании Reflame. Войдя в просторное помещение, я увидел, что здешний компьютер все еще исправен. Нужно было лишь маленько его починить. Здесь находилось две больших установки, холодильное оборудование и большая доменная печь. Оба устройства были сломаны, но кажется, что материалы для починки достать будет весьма нетрудно. Всего-то и нужно было 2 ядра алых камней, пару магниево-хромовых ядер для печи и несколько чугунных труб. Когда эти штуки были отремонтированы, на терминале включилась запись голоса того самого мастера эпохи тьмы, Сина. Озвученные слова говорили о том, что роботизированные часовые находятся здесь для защиты его инструментов и для проверки человека, что сочтет себя достойным ими владеть. Очевидно, меня ждало какое-то испытание. Эти чертовые роботы напали на нескольких жителей. Мы с членами гражданского корпуса очень быстро дали им отпор, но сам факт нападения говорил о том, что это место и правда может быть опасным для нашего города. Хьюго сказал, что роботы просили найти мастерскую легендарного кузнеца. Когда я рассказал, что видел в руинах, стало ясно, что испытание не закончено, и с помощью ядер, добываемых из этих штук, можно будет восстановить работу древней мастерской. Глядя на то, что те штуки вот так вот прямо напали на город, я сказал, что уничтожу это место, если оно будет таить опасность для жителей. По факту оно, конечно, уже ее несло, но было любопытно, что же полезного там может скрываться. Пока еще не наступила ночь, я быстро подул в логово Логана. Хорошо, хоть не опоздал. Здесь мы челово посидели, поели сожженного до состояния угля и мяса, спасибо Логану, и я помог собрать вещи Хару. Тот попросил, чтобы я забрал его скаковую козу к себе, и я согласился, думаю, в конюшне места для нее должно хватить. А собирая вещи, мы заговорили о его журнале с химическими рецептами. Малец Энди использовал ее, чтобы изготовить мыло. Да, Логан ужасно воняет. Но помимо этого, там же находились и несколько рецептов весьма опасных штуковин, так что Хару небезосновательно решил вырвать пару страниц из своей тетради. Сделай мне еще 10 таких мыл, и я дам тебе рецепт того, что взрывается. Я отдал Хару свой подарок, мы закинули еще немного угольков, то есть мяса. Разговор был довольно длинным и не особо значимым в контексте этого видео. Ребята попрощались друг с другом, и Логан подчеркнул, что на этом моменте их дороги должны разойтись, чтобы не препятствовать Хару на пути к его мечте. Вот мы проводили еще одного жителя города. Грустно, однако, хотя у каждого из нас сейчас были свои проблемы. Пенни напомнила, что именно сегодня вечером начнется музыкальное соревнование. Я не должен это пропустить. Вместе с отъездом Хару у меня появилось новое животное с куда более высокими характеристиками, чем у моей лошадки. Настала пора установить вокзальную табличку. Над станцией, видимо, потрудилась Хайди, а Мен установила вокзальную вывеску. Выглядело это дело довольно неплохо, только я не думал, что остановка будет находиться именно здесь. Не терпится посмотреть, что же будет дальше, появится ли в этом городе хоть кто-то из наших соседей, или может удастся самому увидеть Портию, возможно, хотя бы в формате касцены или фотографии. Но тут я вспомнила недавно найденной подземной мастерской. Затея выглядела опасной, в первую очередь для города, но я все же решил рискнуть. Уничтожив находившихся здесь роботов, нагреб слитков как раз на починку центрального терминала. По этим движениям я не совсем понял, что тут вообще произошло, но присмотревшись, видимо, это автоматическая кузнечная установка, и только что под прессом выковалось уникальное снаряжение. Хозяин этого места оказался не злым. Голос на записи сообщил, что это оружие было создано с одной целью – защитить невинных, а роботы, напавшие на город, тоже лишь служили проверкой и отыграли свою роль. Новые меч со щитом были вполне неплохие, хоть и слабее двуручника Логана. Я хотел сбегать посмотреть на то, в каком состоянии сейчас находится тоннель, но очевидно на ту сторону мне никто перебраться не даст. Так что можно было сразу бежать проверять новенькое оружие. Да, снова те опасные руины. Меч проверку боем больше не прошел, чем прошел, хоть по ощущениям эта штука и была более сбалансированной в плане атаки и защиты, но перчатка и двуручник в использовании все же оказались эффективнее. Увороты и более осторожный подход к сражениям дал свои плоды, и на финальной арене у меня было больше половины очков здоровья. Правда, тут приходилось быть еще более осторожным. Лазер в центре неустанно стрелял, в то же время был слишком прочен, чтобы разрушить его первым делом. В итоге сначала я справился с теми мобами, что первыми влезли в бой, после уничтожил турель, и путь к победе преграждали только 2 здоровенных робота.
Награда оказалась меньше, чем я думал, но если в будущем у меня будет много свободного времени, то можно будет сюда вернуться. В пылу сражения я и забыл, что прошло уже 4 часа, и нужно торопиться, если я хочу услышать эту рок-н-ролльную схватку в центре города. Everyone ready? Alrighty. Good to see you, folks. Участники уже собрались, первым выступали Купер и Хьюго. Потом Пенни. Нужно было проголосовать за победителя, но я был маленько разочарован, ведь Купер сыграл то же, что и тогда в таверне. Ну а Пенни, видимо, просто заглавную тему игры на мобильнике включила, а никто и не понял, что это фанера. Я решил не голосовать, тем более, что у обеих команд все вышло неплохо. Начался подсчет голосов. All right. Down to the last vote. We're tied right now. So, this one will sit. Похоже, что победителя мы так и не узнаем, ведь нельзя же проголосовать еще раз, но в итоге все участники согласились с тем, что главное в музыке не призовые места, а сам процесс. И после этого приятная неожиданность. В один из дней я решил взяться за выполнение большого заказа на оружие – тяжелый титановый меч, прямо как тот, что продал мне Логан. Я почему-то думал, что его оружие уникально, но раз нет, то, пожалуй, я дам заказчику тот меч, что у меня уже есть. Тем более у меня был кое-какой план по поводу новой снаряги. В гости пришла Пенни, чтобы попрощаться. Сказала, что дальше держит путь в Портию, она хочет двигаться вперед, познавать мир, искать вдохновение и слышать новые истории. Интересно, чем она зарабатывает на жизнь, учитывая, что у нее нет собственных песен, но удача и в этом нелегком деле. Надеюсь, еще пересечемся где-то в Эвершайне. Общими усилиями мы завершили строительство дороги в Портию. Правда, я не заметил, что церемония ее открытия будет уже сегодня, и пропустил ее. Кстати, то оружие из подземной кузницы можно было официально оставить себе. Мэр сказала, что оно не является чем-то засекреченным, а Ларри, видимо, занял место Грейс. Посетители до сих пор относились к нему с предрассудками, ему было очень неловко, и я маленько помог. Отдал заказы вместо него, а потом и устроил беседу с одним из клиентов. Ему еда так понравилась, что тот захотел отблагодарить повара лично. И, кажется, все прошло отлично. А это значит, что мужик, то есть ящер, у нас точно приживется. И на сегодня это было все. Никаких амбициозных задач, больших планов или глобальных событий, так что не удивляйтесь, если в своем повествовании я вдруг перескочу сразу к другой дате. Пока времени было в достатке, отличным вариантом его инвестировать стал поход в руины ради раскопок. На самом глубоком из этажей где-то должен находиться уникальный сильный меч. Перед походом я заглянул в оборудование для исследований, и оказалось, что могу себе позволить пару небольших улучшений. 2 для эффективности сканера и 1 для жетпака. И после этого сканер очень сильно упростил мне задачу по поиску. Теперь через визор можно было видеть не только местоположение закопанных артефактов, но и узнать, что именно за вещь скрыта за толщей песка. На пути я, конечно, немного потратился ради добычи титана, его много не бывает, но сделал это достаточно осторожно, чтобы добраться до последнего этажа с небольшим запасом энергии. Еще немного рытья, и эта штука была у меня. Оружие вполне себе неплохое, но на его проверку уже не осталось энергии. Приятно было увидеть в почтовом ящике письмо от Грейс. У нее все было хорошо, она целиком погрузилась в работу. Мэр Тоди пригласила меня на общее собрание, но в этот раз не в мэрию, а на настоящий междусобойчик в салоне «Голубая луна». Пока у меня не было работы, развлекал себя как только мог. Оказалось, всего пара попыток, и можно научиться метко попадать по груше в игровом автомате, а потом еще несколько, чтобы побить рекорд нашей Хайди. Товары здесь были дорогими, конечно, но я, сам того не замечая, подружился практически со всеми жителями городка, и каждый из них в чем-то мне помогал или шел на уступки. Good evening, everyone. It's nice to see so many wonderful faces here tonight. I wanted to invite you to discuss the future of Sandrock, without being crammed into the stuffy city hall this time.
Да-да, я уже знаю, что наша мэрия умеет правильно расставлять приоритеты для финансирования, но повод и правда был шикарным. Дорога в Портию позволит нам получить почти безграничный запас воды и расширить возможности торговли и туризма. А еще город был готов к развитию, и мэр попросила желающих высказать свои идеи для будущих проектов. Миан с Зиком рассказали о следующем этапе проекта озеленения. Конечно, город не превратится из пустынного в тропический, но теперь, когда у нас появился доступ к воде, можно было увеличить масштабы посадки деревьев. И если вырастить достаточно большой лес, то он может стать настоящим щитом против надвигающихся песчаных бурь. А после на сцену вышла Хайди с не менее приятным планом. Она рассказала, что в городе стоит построить настоящую школу. И когда я думал, что было бы круто построить что-то на месте разрушенного дома Матильды, я не предполагал, что это будет именно школа. Конечно, рано загадывать наперед, но так может появиться возможность, что к нам приедут не только туристы, но и даже целые семьи. Круто, даже после собрания ребята обсуждали другие планы. Элси говорила за форпост, Денби с Рокки готовились к открытию школы практически, ведь у нее еще не было ребенка. Купер, черт, вы должны были уже догадаться, он нес что-то о скрещивании якмеля и гигантской утки для открытия нового аттракциона с супер летающими якмелями. И даже у Катори был план. Оказалось, это не очередное расширение игрового центра, а очистка долины Шепота. Это могло бы дать городу кучу места под застройку. Звучало мега амбициозно, новые дома значит новые жители города. Но Катори с этим не торопилась, потому что всерьез задумалась о семье и пока что хотела сосредоточиться на торговом центре, чтобы довести его до ума. Знакомо ли вам такое выражение, как «ничто не предвещало беды»? Так вот, в Сандроке бывает немного иначе. Ничто не предвещало работы, пока я не коснулся почтового ящика. Каркас ирригационного хранилища, ирригационные резервуары и школьные часы. Мне предстояло поработать. Как это обычно бывает у запасливого мастера, ну или у человека, который ничего не выбрасывает и хранит у себя горы разного хлама, больше половины нужных материалов у меня уже были, осталось сделать только клапан и стальной каркас. Первым делом я погнал на нашу влагодобывающую ферму. Она была нашим основным источником еды. Зику и другим требовалась небольшая помощь с посадкой деревьев Саксаул. Ребята уже подготовили семена. По плану было посадить 100 деревьев, Зик дал мне добрую половину. Но перед тем, как бежать в пустыню, я заглянул к будущей школе. Один только стальной каркас, к которому прибивали доски, выглядел уже очень многообещающе. Но из разговора Хайди и Труди стало ясно, что им пришлось немного сэкономить, потому что бюджета города даже с учетом вливаний извне на этот проект не хватало. Взглянув на чертеж первоначального плана, Миан сразу же приятно удивилась, а потом она... И тут я понял, что она как минимум второй по доброте человек в городе. Чтобы способствовать развитию города, я обязуюсь пожертвовать сумму в размере 500 тысяч гольдов. Это сколько же бесполезных праздников можно было отгрохать на эти деньги? Миан и правда решила отдать все свои сбережения. Как я понимал, школа, возможно, обойдется даже в меньшую сумму, поэтому я решил уточнить, сколько это будет стоить, чтобы, что уж там, мне от себя что-то вкинуть. Но после того, как Миан все же уговорила принять свое пожертвование, диалог просто закончился. Ну и ладно. Я отправился в пустыню. Думал, что Саксаул будем садить рядом со старым местом возле руин, но мы отправились туда, где находилось первое убежище Логана. Работа здесь уже кипела, жители что-то успели посадить. До этого момента мне казалось, что 50 деревьев это слишком много, но с улучшенными инструментами для таких работ я управился буквально за минуту. Далековато это место, конечно, от города, надеюсь, что это спасет нас от песчаных бурь. Только мне казалось, что впереди свободный день, как количество заказов на доске для поручений напомнило. Во время строительства школы здесь будут появляться новые поручения. И что я совсем забыл, часть поручений, связанных со школой, не учитывалась в общий лимит в 3 задания. И знаете, сколько всего я переделал сегодня? Я взял 9 поручений, а потом еще одно ради красивого числа. Пока недостающие для заданий материалы готовились, я вклинился в городскую беседу. Оказалось, что Райан скоро станет отцом. Потом начал доставлять заказанные жителями товары.
Невольно взял еще один заказ. Элси с Логаном хотели подготовить форпост в пустыне для защиты от монстров. Логан сказал, что старая хижина его отца прекрасно под это подойдет. Так что, расправившись с оставшимися поручениями, я помог им, установив рядом со зданием смотровую вышку. А на следующий день Логан еще и пригласил меня в гости. Мы очистили местность от монстров, которых Элси не удалось прогнать без применения силы, и немного поболтали внутри дома. Здесь хоть и было мало места, но уюта было предостаточно. Логан рассказал, что хотя Элси и сильно изменилась за последнее время, с чем я не могу поспорить, но как охотник на монстров она еще зеленая. Она много чего узнала из книг его отца, одну даже потеряла, а Логан хотел написать новую, быть может даже с моей помощью. Решив проверить, сколько деньжат я уже скопил, обнаружилось, что сумма перевалила за 200 тысяч. Я мигом подул покупать новый земельный участок, и оказалось, что даже это еще не предел. Следующий клочок песчаной земли будет стоить мне уже 260 кусков, что невероятно много, но сдается мне, это уже последнее возможное улучшение. Я опять нагреб целую кучу заданий, но уже куда меньше, чем вчера, ибо они банально начинали заканчиваться, а деньги мне всегда пригодятся. За одним из поручений я случайно послушал беседу Энди и Ци. Мелкий хотел сделать какую-то катапульту, но у Ци и так было много работы, а тут и Логану неожиданно понадобилась помощь. Кто-то, представившись им, наводил страх на туристов, и мне было предложено помочь разобраться с этим завтрашним днем. Оказалось, что была в этой игре одна механика, которую я проигнорировал, причем зря. Этой механикой были питомцы. Мало того, что их можно было брать с собой в качестве напарников, так еще и можно отправлять добывать ресурсы. Долго не думая, я сказал Немо принести мне немного воды. Вернулся он не только не с пустыми руками, но и прокачался. Уж не знаю, сколько именно воды он принес, но эта функция мега полезна. Невероятно хорошей новостью стало завершение строительства школы, и второй такой же. Завтра к нам в город прибудет новая жительница, что будет работать школьным учителем. Дело Мелкого продвигалось, Ци все же согласился ему подсобить, но пока еще не было ясно, чем именно они занимаются. А вот отправившись с Логаном в пещеру, мы увидели двух злодюжек с именами Осел и Баран. А как же битва хорошего добряша и плохого злодеуса? Один из них представился Логаном, но когда до них таки дошло, кто стоит перед ними, сразу же дали заднюю и по-быстрому отсюда убежали. Они каким-то образом загнали сюда монстра и хотели разбогатеть, продав его тушу. Логан предложил пойти дальше, чтобы как-нибудь помочь монстру выбраться из этой пещеры. На пути было немного ловушек, но сложными их назвать трудно. Looks like we found our monster. It's a mega tunnel worm. How the heck did they manage to trap this thing? Forget about leading this out. We're its targets now. Ну, с такими штуковинами мы уже имели дело. Червь был слишком опасен, чтобы вывести его отсюда, мы сразу же стали его целью. Правда, исход битвы был очевиден. Я догадывался, что арбалетный болт будет отравлен, и потеря сознания Логана мне стала сюрпризом. Хорошо, что у нас в городе был врач. Он передал мне лекарство, и хоть Логан все еще чувствовал себя плохо, но думаю, скоро он пойдет на поправку. Главное не забыть занести ему еще немного лекарственных растений. Чувство, будто он и вовсе не был ранен. Этот мужик довольно быстро восстановился, но говорил, что это все действие чудо-лекарства от нашего врача. Мне же стало интересно посмотреть на школу. Да здесь даже детская площадка была, плюс большой дворик. Чувство, будто в нем тоже можно будет что-то построить. И вроде бы все круто, но не со всеми планами у нас сложилось. Последняя буря принесла много ущерба нашим насаждениям, от них совсем ничего не осталось. Зик предложил пригласить в город профессора Луа, эксперта в сельском хозяйстве. Похоже, что вариантов у нас не было особо много, Труди пообещал отправить в Буревей телеграмму. И хоть рыскающий в моей мастерской дед не сразу представился, я понял, что это он и есть. Дед тщательно изучал почву и как раз направлялся к нашему Зику, чтобы заняться проблемой с нашими деревьями. Логан попросил снова заглянуть к нему домой, что-то случилось с Мелким. А Грейс написала о своем сне, в котором она вернулась в Сэндрок. Я был приятно удивлен, глядя на то, что ей действительно хотелось бы вернуться, и сдается мне, что в скором времени так и произойдет. Заглянув к нашим старателям по заказу, я зашел в здешний магазин и с приятным удивлением обнаружил 2 чипа, улучшающих то волшебное зеркало. Теперь можно будет поручать ему работу по посадке и сборе растений, а также наконец-то эта штуковина сможет убирать за животными их какахи.
На самом деле вовремя, потому что эта хрень меня так утомила своими постоянными сообщениями о том, что не хватает воды, в то время, когда в резервуаре ее было больше половины. Малыш Энди попросил желтое желе и вручил собственноручно начерченный чертеж суперщита. В этот раз получилось действительно неплохо, и на самом деле он не столько заболел, сколько просто переутомился из-за недосыпания. Вернувшись со щитом буквально через пару минут, я увидел, что здесь уже куча соседей. Прослышав о болезни мелкого, все пришли помогать Логану, кто с уборкой, кто с готовкой. Жена Купера обратила внимание на то, что еще недавно тот хотел убить мальца, а тут так старается с готовкой. Но Куп ответил: вот именно, он нужен нам живым. Жасмин читал этому сказку, и, знаете, он больше не выглядел как больной, очень обрадовался своему щиту. Мне же было больше приятно, что к Логану так быстро сбежались соседи. После этого он сказал мне, что у него теперь действительно есть дом. А еще меня наконец-то опустили в школу. Не переживайте, она просто показывала, что не стоит подкармливать Якмеля пустому классу. Просто репетировали. Ее звали Джейн, и она очень сильно волновалась, попросила меня немного украсить это место. Ей хотелось немного одомашнить его, сделав чуть более похожим на ее родной город. Ну и я скажу вам, здесь мега уютно, мне самому аж захотелось здесь учиться. Кухня на втором этаже, отдельная спальня с картинами, это вот называется «Разорви себе еба». Я вернулся в мастерскую, сделал напольный светильник, детскую палатку и выдубил немного кожи для будущего кресла-качалки. В школе уже вовсю отыгрывали какое-то историческое событие. С небольшой долей импровизации. Yeah. Oh. Walker. You. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Джейн поблагодарила меня за работу, ей оставалось только запастись небольшим количеством книг в нашей мэрии, и все будет готово. Хоть мой питомец Немо приносил из своих походов все же чисто символическое количество воды, но все равно это было приятно, плюс он постепенно становился сильнее, и кто знает, может быть через недельку-другую зачищать опасные руины мы будем уже вдвоем. В мэрии должно было пройти собрание по поводу пересадки нашего небольшого леса, но вот чего я не ожидал, так это увидеть Нию. Профессор Луа был ведущим исследователем ботаники свободных городов, а Ния, как всегда, источала радость, и это было заразительно. Что касалось работы над нашей проблемой с деревьями, профессор Луа сказал, что нужно провести несколько экспериментов с образцами водорослей из пустоши, посмотреть на них в разных условиях, но даже так, почва здесь была слишком плохой и требовала очень много воды, что для нас была серьезной проблемой. Подождите, у нас опять будет дефицит воды. Это может быть вредно для моей привычки пить чай. Если все же воды будет мало, то почему бы не использовать воду из руин звездолета? Ты глупый или что-то? Ци рассказал, что для проведения космических полетов обычно требуется очень много воды, и он уверен, что в той области должен находиться генератор атмосферной воды. Проблема была лишь в том, что пока он не знал, где именно он находится. Насколько глубокой бы сейчас ни была та яма, что Ци только что для себя вырыл, гражданский корпус был готов, чтобы отправиться в руины и попытаться отыскать этот генератор. А это значит, что возможно вопрос с водой таки будет решен. А то из-за того, что лес брал на себя большую часть воды, у нас все еще был дефицит, и стоимость ее особо не понижалась. Мне было страшно общаться с ней, она была невероятно заряжена, и от обычной беседы эта энергия будто переходила ко мне. И, конечно, куда деться от вопроса касательно личной жизни. Нет, так уж вышло, что маленькая чертовка, притащившая сюда огромную утку, что чуть не убила ее мать, и отец, который обладает бесконтактным удушающим в виде болтовни, и тоже чуть не убил ее мать, она уже украла кусочек моего сердца, а многоженство, уверен, здесь не приветствуется. И все же я был чертовски рад видеть ее здесь и надеялся, что она останется тут подольше. Перед завтрашним походом в опасные руины я должен был посетить торжественное открытие городской школы. Это стало большим событием для города и для его будущего. Всем представили новую учительницу Джейн, все были чертовски дружелюбны и рады, а после школы официально стала открытой. Для жителей это стало очень важным событием, все общались, обсуждали будущее родительского совета, а мэр Труди поблагодарила Миан за огромный вклад, ведь именно благодаря ей школа получилась такой, какая она есть. И сказала, что заказала небольшую табличку с именем Миан, чтобы рассказать другим жителям о тех, кто сделал большой вклад в город. Миан это, несомненно, заслужила. Произошло просто невероятное событие. Райан, тот мужик, что стабильно на протяжении нескольких месяцев дарит мне по табуретке каждую неделю, у него родился ребенок. Я пришел в гости последним, здесь уже собралось чуть ли не полгорода. Мистер Маленький Карандашурик, назвал бы его я, но это был не мой ребенок, и это была девочка. Но такие новости всегда вызывали только радость. В кои-то веки в городе стало больше жителей, а не меньше. У руин возле ракетных шахт уже собрались Ци и Джастин. Второй был уверен, что где-то рядом должна быть вторая шахта, но она просто
находилась где-то под толщей песка. Было предложено просто копать. Я сразу же побежал к самой большой ровной площадке, и именно там и находился вход. Ци мы пустили последним, потому что место могло быть довольно опасным. Он увидел здоровенный резервуар с водой, должно быть, это и есть тот генератор. Сам же Ци на радостях убежал куда-то вперед. Мы с трудом догнали его, мужик так сильно зачитался, что даже внимания не обратил на всех этих роботов, снующих туда-сюда. Хоть они немного превышали меня по уровню, но, к счастью, бой не был трудным. Генератор фильтровал воздух, который на несколько процентов состоял из водяного пара и был настолько производительным, что добытой жидкости и правда хватало на целый комплекс. Уж не представляю, сколько воздуха нужно пропустить через эту штуку, чтобы выработать 100 тонн жидкости. Может быть, из-за него здесь и находится пустыня? Но все и правда оказалось так просто. Пришлось еще вдоволь позвонить сталью, но через пару консольных панелей и одну комнату-ловушку мы нашли терминал для управления этой штукой. Ци проверил документацию, которую мы нашли в этой комнате. Система была самовосстанавливаемой, и периодически оборудование автоматом устраняло ошибки в системе. И все правда работало. А на следующий день уже настала зима. В пустыне в это время особо ничего не менялось, зима напоминала о себе только тонким шаром снега да парой снежинок, а в остальном все продолжало быть так же, как и всегда. Растения плодоносили, живность бегала на старых местах. Пополняя запасы известняка, я впервые лично увидел, как курсирует наш междугородний автобус с небольшим резервуаром для воды. А ввиду того, что заняться было особо нечем, я потихоньку начал сколачивать свою коллекцию астронавтов. Считайте, что это нечто вроде садовых гномов. В последних руинах таких 3 или 4 штуки, и парочку я уже отыскал. Время здесь пролетало, конечно, очень быстро. На городском собрании Труди рассказала о всем том, что мы пережили. Нападение Дуаса, возвращение Логана, мы построили новую школу и проложили путь между Сандроком и Портией. Но была еще одна проблема – недостаток воды. Посадка нового леса оказалась неподъемной для наших возможностей, но благодаря Ци, ну и нам с Джастисом тоже, город был обеспечен генератором воды, что уже находился в идеальном рабочем состоянии. Ой, как удобно. Все было настолько хорошо, что недостаток воды должен будет испариться, а генератор сможет проработать еще как минимум несколько поколений. Обсудив проект строительства водопровода с Хайди и мэром, стало ясно, что дела у нас неплохи. Благодаря тому, что резервуар находился на возвышенности, не придется строить систему с большим количеством насосов. Вэй предложил разделить всю работу на двоих, я построю трубу в город, а Мен к нашему будущему лесу. Это был очень большой соблазн, чтобы взять всю работу себе, но, кажется, это уже будет лишним, всех денег мира все равно не заработать. Я смог приютить еще одного жителя городка, команда постепенно росла. Для водопроводной системы нужно было много клапанов, труб и несколько фильтрующих ядер. Я погнал за недостающими компонентами в руины станции Гекка. Благодаря улучшенному визору сразу знал, стоит ли мне закапываться ради очередного артефакта или нет, потому что сейчас мне были нужны только волокнистые сети. Водяной насос был готов, следующим пошел каркас для удержания конструкции, оставались только трубы. Выплавив плиты, я смог сделать и их. Надеюсь, что эта штука и правда решит наш кризис с водой. Я, конечно, представлял, что трубопровод будет длинным, но чтобы настолько... Я вам напомню, я эту хрень сюда в карманах принес. Выглядело и правда величественно. О, я тоже так могу. Yes, back in business. Город становился лучше с каждым днем. Наша мэр даже предложила мне разрезать ленточку на церемонии открытия. Следующим утром я застал Нию, болтающую с верблюдом. Она предложила покататься вместе и немного отдохнуть. После небольшого целиком заскриптованного забега по городу, во время которого я рассказывал о всем, что случилось с городом за время ее отсутствия, мы почилили в пустыне, покатались на санях и закусили все это дело в голубой луне. Ния была самым нетребовательным Кэти-персонажем. Но пора бы честь знать, было приятно отвлечься от бесконечных заданий, но завтра снова за работу, говорит она. Завтра? Прямо сейчас. Thank you, Builder, Commissioner Wei, Mian, for your efforts in bringing the water project to fruition. Thank you, everyone, for your support and generous donations. And thank you to Director Chi for finding the reservoir.
This was truly a united effort, and now I hereby officially declare the city-state of Sandrock no longer has a water shortage. Несмотря на то, что вопрос воды был наконец-то улажен, да настолько, что мы ее в каньон начали сливать, посадка леса, видимо, зашла в тупик. Профессор Ло говорит, что если в городе благодаря близости к оазису почва еще находится в приемлемом состоянии, то посреди пустоши она не подходит для выращивания деревьев. Поскольку раньше большая часть пустыни была морским дном, то у почвы находилось слишком много солей, и вырастить деревья в таких условиях было просто невозможно. Но оставался небольшой шанс. Недалеко от места крушения корабля, в котором мы и нашли водоросли, позволившие вырастить хоть что-то, где-то там находилась заброшенная научная станция, и Ларри пригласили на собрание, потому что он знал это место. Оно было базой Вигелеров, и он сам признал, что там есть устройство, производящее водоросли. Это был наш шанс. Ния вызвалась пойти вместо Луа, тот и так много работал, и возможно благодаря помощи Ларри нам даже не придется драться с местными обитателями. Но лаборатория находилась за высокими скалами, и для начала нужно будет создать оборудование для бурения. Старый робот, по словам Ци, уже был сломан. Оазис и правда заметно похорошел. Возросший уровень воды теперь прекращал мне короткий путь домой, но это ерунда. Еще я заглянул в школу. Джейн готовила небольшой спектакль, чтобы заинтересовать детей и в форме сценки объяснить им, как работает местная политика. Я помог привлечь и взрослых в это дело. Просто сбоку постоял. Кристал попросила взять спектакль Пеблза. Он хоть и был маленьким, но очень умным пацаном. Ты можешь сказать это с выражением в одном тоне, только с мимикой твоего лица, как ты это умеешь делать? Тексты пишите нормально, пишите херню какую-то. Миша, не я тебе честно говорю. Давай. На сегодня оставалось еще одно дело – прийти к большому древу на вершине горы, куда еще надо было как-то забраться. Меня пригласила Ния, чтобы вместе посмотреть на самое старое дерево в здешней округе. Старик хотел узнать возраст дерева и оказался прав. Оно было старейшим растением и пережило еще эпоху коррупции. Жители называли его горной вдовой, и оказалось название вполне заслуженное. Разные деревья имели свои виды цветов, условно мужские и женские, которые после запыления и давали новые семена. Профессор был сосредоточен на своих основных задачах, но Ния хотела помочь и рассказала, что возможно это дерево даже получится вернуть к жизни. Его корни еще могли быть живыми, если у нас с почвой все получится, то стоит как минимум попытаться. Для меня это событие обладало чертовски сильным символизмом, как и наш город, что все это время находился на последнем издыхании, но смог в итоге переродиться и расцвести. Я верил, что и с деревом у нас все получится. Эх, не верится, что через каких-то 30 дней мне придется прощаться с этим прекрасным местом. Это заставило меня задуматься о том, что если хочешь что-то сделать, то лучше не тянуть. Я пулей погнал в лавку Хайди и занялся перестройкой своей мастерской. Конечно, можно было скопить еще 100 000 для очередного расширения, но больше ждать я не мог. Очень долго ковырялся в режиме строительства, чтобы построить настоящий большой дом, а не ту хибарку, которой я довольствовался все это время. В итоге территория мастерской сильно преобразилась, став больше похожей на личный особняк. Внутренняя планировка оказалась очень неудобной, но это было неважно. Вот она, виновница сегодняшнего беспорядка. Is this your proposal? Oh, I hate you, cute. Yeah, of course. Of course I do. I do. Я думал, сделаю это поскорее, а то вдруг как в порте и придется удовлетворять прихоти мэра, становясь лучшей мастерской в городе. Но с Элси все было просто. Игра предложила организовать свадьбу, я тут же нажал «Да», не вчитываясь в то, что там написано, просто выбрал датой завтрашний день. Там и так была памятная дата, день рождения получается будущей тещи. Ну почему бы и не удвоить градус веселья в этот день? Я погнал в лавку Хайди, чтобы купить двуспальную кровать. Вот нежданчик, но ее там не было, пришлось гнать к Арвио. Внутренняя планировка была такой, что просто не существовало подходящего места для спальни, так что я влепил кровать прямо в первой же большой комнате на первом этаже. Расстановка предметов интерьера была отдельной задачей, и этим на самом деле можно было заниматься долгие часы, но это явно не мое. Я показал Элси теперь уже наш участок, маленьких петушар, кроликов и, что самое главное, большой дом. Потом мы еще отметили этот праздник небольшим спаррингом, но это уже совсем другая история.
На следующий день была торжественная церемония свадьбы, но я думал, катсцена запустится автоматически или что-то вроде того. На карте не было каких-то отметок, в списке заданий тоже ничего особенного, а на улице тем временем все городские жители наносили нам целую кучу подарков. Я решил, что событие свадьбы запустится вечером, а пока мы вместе с Элси погнали на рыбалку за особым видом рыбы, и этот поход стал настоящим приключением. Сначала нужно было хотя бы понять, где именно ловится этот вид рыб. Позже обнаружилось, что ни одна из имеющихся приманок не подходит, рыбе просто... Я купил в салоне риса, соевого соуса и погнал домой, надеясь, что из этого можно будет приготовить какую-то приманку. Поставил на производство немного приманки из отрубей и чуть позже королевской приманки. А пока это готовилось, выполнил пару поручений. Ах да, как видите, я уже сделал ручной бур для нашей будущей экспедиции, но сейчас все эти задачи переместились на второй план. Уже вечером освободившись, я смог таки выудить рыбу для Элси, а по возвращению домой наконец-то разгреб подарки. Каждый житель дарил что мог. Зиг-чернозем, руки, кулоны и так дальше. Само собой, куда же без табуретки от Райана, но вот свадьба так и не началась, видимо, я что-то запорол. Я погнал в городской храм с мыслью, может быть, нужно сделать что-то там. И правда, из-за того, что я поторопился и не заметил подсказку, пришлось организовывать все заново. Да уж, неплохое начало семейной жизни, но ничего, вот завтра мы уже все отыграем. А пока можно было вернуться к делам насущим. В школе как раз проводилась пьеса о выборах нового мэра, и так уж сложилось, что я был одним из 4 судей, наряду с Катори, Виви и Хайди. Сперва в роли мэра выступила Жасмин, чьи речи и планы были точными, продуманными и конкретными. Касались улучшения образовательной системы и открытия городского издательства. Потом Мэнди, предложившие превратить город в аттракцион. На самом деле там были интересные технологические идеи и преображения некоторых составляющих города. И последним с речью вышел будущий возможный мэр Пеблс. Постойте, мы что и правда выбираем нового мэра? My name is Pebbles. I am mayor. Проезд по городу станет быстрым, удобным и выгодным для всех харьковчан. Не, на самом деле все было куда проще и милее. Он хотел бы сделать роботов для работы на свалке, чтобы у его отца было больше времени для семьи. Виви проголосовала за Жасмин, который за Энди. Неужели? Да, Хайди отдала свой голос за малютку Пеблза. И получалось так, что моя желтая морда прочувствовала всю неловкость школьных соревнований и поняла, почему в такие моменты принято не раздавать призовые места, а разные грамоты, вроде как за новаторскую идею, за надежность и так далее. Ну, как бы то ни было, с выбором я определился. Then Mr. Pebbles will win the race with 2 votes. Yeah! Presto! Checkdo! Немного культурного просвещения было позади, теперь пора было браться за работу. Меня уже ждали ухода в руины, хорошо, что бур я уже давно сделал. Здесь были довольно обширные территории с разными интересностями, но что-то шло не так. Ларри должен был встретить нас у входа. Видимо, его сородичи не особо дружно восприняли его возвращение. А я уже и забыл, что не все гиглеры так добры, как Ларри. Но была и хорошая новость. Мы услышали голос его жены, которую все считали мертвой. Спустя несколько драк в обсерватории мы увидели странное явление – грозовые облака над городом. Мен сказала, что скорее всего это просто нечто вроде голограммы, а я же задумался над тем, что быть может где-то тут находится установка, что реально позволит манипулировать погодой, и мы сможем вернуть в эту пустынную местность дожди. Постепенно восстанавливая оборудование, мы запустили главный терминал, пробились через целую кучу монстров, отыскали код от панели управления и с боем прошли дальше. Вокруг все выглядело очень впечатляюще, большинство приборов было исправно, и мои надежды на озеленение пустыни многократно возросли. Кузен Ларри взял его и его жену в заложники и грозился завоевать город, а возвращение бывшего короля, который говорил о мире и том, что их священное писание ложь, явно не воспринялись положительно. Нужно было его спасти. Шеф, музычку? В этом бою мне окончательно стало ясно, что перчатки Пена постепенно теряют свою актуальность, и меч со щитом уже были куда эффективнее, позволяя не только атаковать, но и блокировать почти весь входящий урон.
one can defeat me. You're all fired. And you won't get a single penny. Прямо посреди боя в голове проскользнула мысль. Я понял, почему у этих гиглеров такие странные имена. Гиглер-менеджер, гиглер-вице-президент и так далее. Они ведь читали корпоративную инструкцию своим священным писанием и, видимо, просто следовали ему. В бою я старался первым делом поразить более слабых противников, чтобы не получать урон в спину весь бой. Так сказать, шел по карьерной лестнице. И убедился в ультраэффективности щита, который нивелировал почти весь входящий урон и позволял просто стоять на месте. Все закончилось хорошо. Я разобрал сломанные установки для выращивания водорослей, чтобы в городе мы смогли изучить их компоненты. Ларри был немного занят, так что мы вернулись без него. Главное, что теперь у нас появился реальный шанс сделать город еще лучше. Ну все, теперь никто не встанет у меня на пути, кроме заскриптованных катсцен. Ребята сказали, что можно решить проблемы с почвой, создав гидропонный культиватор, а еще можно адаптировать робота под полевые работы и бла-бла-бла. Я очень сильно торопился. Попыхав, вспомнил, что нужно купить перед церемонией и, наконец-то. I hereby pronounce you united under the everlasting sun. Держите, пастор, пусть церковь ни в чем себе не отказывает. В разумных пределах. Я, конечно, думал, что гулянка будет длиннее, но все, возвращаемся к суровым будням. Кстати, не знаю, заметили ли вы, мой желтушный оттенок кожи больше не мозолит глаза. Нынче в моде мертвецки бледный. Меня почему-то вызвал Ци, глядя на все эти поломанные вещи, я подумал, что дело касается меча. И, видимо, он его уже проверял. Может, потому-то работа и заняла столько времени. Когда настал мой черед испытать, что может эта штуковина, я был очень приятно удивлен. Поставил гидропонную установку на влагодобывающей ферме и готовился к новому дню. К слову, я так отвлекся всеми этими приготовлениями, постройкой дома и прочим, что уже дня 3 не выполнял городских поручений. У городского оазиса Бёрджес вдруг потерял сознание. Виной тому видение, как нарушители топчутся по нашему чистейшему оазису. И, как оказывается, то, что краткая тропинка через него сейчас была залита водой, заметил не я один. Мы сошлись на том, что сделаем небольшой мостик, как только будут готовы его чертежи. А вот у Ци меня ждал невероятный сюрприз. Он сказал, что робокостюм можно будет модернизировать для работы в поле. Я тут же этим занялся. Когда вопрос зашел о том, кто будет его пилотировать, я задавал этот вопрос еще в прошлой части, но Ци даже близко не подпустил меня к роботу. Мы решили, что проведем тестовое испытание, и наш мэр рассудит, кто же будет его пилотировать. Она, видимо, зная, какой фанатичный наш Ци, когда дело касается науки, и роботов, и лазерных мечей, и запрещенного оружия, не особо хотела во всем этом участвовать, но в итоге согласилась. Первым был теоретический экзамен, который Ци полностью завалил, а потом практическое испытание. Честно, я не думал, что робот тоже будет играбельным, но наконец-то мне дали покрутить баранку, а потом настала очередь Ци. Как вы поняли, теперь эта штука досталась мне. А одержимость, видимо, заразительна. Мне было очень интересно опробовать лазерный меч, ради чего я погнал в опасные руины и выбрал максимально высокую сложность из тех, что были. Слова здесь были излишни.
На следующий день у нас было все, чтобы попытаться осуществить затею с лесом еще один раз. Благодаря совместным усилиям и помощи профессора Луо, наши шансы были высоки как никогда. Наконец-то мне выпала возможность поработать на настоящем роботе. Но это было куда менее удобно, чем я того ожидал. Из-за того, что он не так быстро откликался на движение, я даже пару раз промахнулся по грядке. Но вроде бы их здесь с запасом было, так что все прошло нормально. Профессор сказал, что завтра они с ней уезжают. Жаль, конечно, мне хотелось бы, чтобы город как можно скорее вырос. Дальше все было хорошо. Бизнес, который потихоньку продолжал приносить прибыль, я наконец-то достиг 50 уровня и открыл для себя новую, более прочную броню. Правда, выглядел я в ней как малой Энди, так что время спустя вернул внешний вид в норму. Сделал мост для наших ребят, ультрамощное оружие, но не для себя, а просто на заказ. И ближе к вечеру отправился изучать новую часть пустоши, которую мы недавно открыли. Я знаю, что говорил это уже не раз, но вот это уже, думаю, надеюсь, самый последний высокоуровневый данж, за прохождение которого давали ультрасильное оружие. Я по уровню сюда, конечно, не дотягивал, но все же попробовал. Все было просто, здесь вон даже турель была установлена для критических ситуаций. Но я не заметил, что здесь нужно пройти аж 12 волн монстров, причем на время, причем после каждой волны их уровень повышался. Эту затею я пока решил бросить и просто побегал по округе. Нашел наноотходы, новые драгоценные камни, залежи сланца и новый сорт древесины. Эх, а ведь, помнится, я думал, что игра закончится еще на отражении атаки Дуваса. И посмотрите, где мы с вами сейчас. Боюсь, что даже во вторые 100 дней можно не уместить все то, что дарит эта игра. Настало время провожать Нию. Опа, а вот это правда неожиданно и приятно. Ния решила остаться в городе и поселиться в городском приюте, а работать она будет зиком на ферме, чтобы получать аспирантские баллы. Видимо, ввиду семейного положения игра запретила мне даже обнять Нию. Но я был рад, что на одного сандрокера стало больше, и, если честно, не только на одного. Труди рассказала мне, что нужно отремонтировать пару городских домов, так как нам вроде как должны переехать жить несколько семей. И даже это еще не все. Я откликнулся на письмо, полученное от Катори, и встретил ее у каньона. Она рассказала, что все-таки планирует дальше расширять свой бизнес. А на вопрос о сыне ответила, что он переедет жить к нам, в Сандрок. Сам же ее бизнес-план, конечно, не особо внушал доверие. Она хотела застроить каньон разными аттракционами, чтобы привлечь туристов. Ну, я уже однажды вложился в ее бизнес и готов вложиться еще раз, а там что-то да будет. Наконец, подкопив материалов для ремонта, удалось починить первый из 3 домов для будущих поселенцев. Только закончил работу, и они тут же сразу появились. Это была целая семья из 3 человек. Во второй дом заехал отец с сыном, готовый работать на нашей компании старателей Рика, и, наконец, бабуля с 2 сорванцами. Хоть это и был, по сути, сайд-квест, но, пожалуй, этот день стал одним из самых приятных за всю игру, потому что это ведь по существу и является нашей конечной целью – вернуть городу его былое величие, вернуть ему жизнь. Под мастерской меня поджидала Ния с просьбой сделать для нее небольшой террариум для червей. Дело было плевое, пара шурупов и готово. И, кстати, на днях закончилось время найма того робота, и должен признать, без него было немного труднее. Я уже привык, что сбор ресурсов со станков лежал на нем. Но во многом я мог положиться на Элси, ведь она умела и любила работать с животными, а это как раз та работа, которую я бы и хотел снять со своих плеч. Террариум был готов, Ния даже дала имена червям и сказала, что если мне нужно будет вырастить червей для своих нужд, то я с легкостью могу построить такую же штуку прямо у себя. Звучало довольно неплохо, хотя, учитывая, что рыбалкой я здесь особо не занимался, они мне не так уж и важны. Команда для зачистки каньона уже была на месте. По плану нам нужно было убрать нескольких отбившихся от стада мутантов, а остальных загнать в ту нору, откуда они вылезли, после чего ее заколотить. Пока мы добрались сюда, какой-то мутант бросил в Унсура такой красивый камень, что тот чуть не сказал ему спасибо. Логан заметил, что раз монстры смогли продолбить дыру в этой скале, то что помешает им сделать это снова? Так что мы отправились вглубь пещеры, чтобы разобраться с источником этой проблемы. Здесь были видны остатки старой подземной фабрики, наши искали способ, как обойти эти стальные ворота. А пролезть между прутьев, наверное, не вариант. Поговаривали, что здешние мутанты когда-то были людьми, но из-за радиации и токсичных отходов стали такими, какими есть сейчас. Пробравшись вглубь пещеры, мы увидели их логово. Казалось, что неподалеку отсюда находилось гнездо, прямо внизу сливного коллектора. Мы использовали это в свою пользу, починили схему питания очистного оборудования и просто смыли этих мелких чертей. Убрав источник опасности, нам, видимо, даже не пришлось заделывать саму дыру. Одной из полученных наград за эту миссию стал новый бронированный шлем, но до него я пока еще не дорос. На следующий день на моем крыльце уже стояла Катори. Пока мы пыхтели и дрались с мутантами, у нее тоже появились хорошие новости. Ей одобрили кредит.
И сумма, видимо, была немаленькой, потому что, по ее словам, денег хватит на целый год работы. Мэр Труди согласилась сдать в аренду земли Долины Шепота на ближайшие 20 лет при условии доли в 10%. Слышишь крик? Это деньги пошли. Я в качестве оплаты решил тоже попросить акции, а не просто оплату гольдами. Планы были грандиозные: установить американские горки, построить мир игрушек и что-то вроде гоночного трека, как я понял. Что сказать, не знаю, будет ли это иметь успех, но какую-то часть туристов такой большой проект точно приведет. Наконец-то у меня появилась настоящая работа, для которой моих запасов уже было недостаточно. И тут реально представилась возможность потрудиться, добывая ресурсы и изготавливая нужные материалы. Даже, казалось бы, простая вывеска требовала нанотрубки, серебряную проволоку и стержни из композитного волокна. Звучало, будто мы ракету строим, чтобы новый мир превратился в старый, а не детский парк развлечений. Проект был такой масштабный, что помимо 3 уже полученных чертежей пришлось отправиться к ЦИ за новыми. Правда, уговаривать его не пришлось, тому и самому хотелось прокатиться на американских горках. Работы было настолько много, что она растянулась практически на 2 игровых дня. Я сильно сомневался, что зачистка одной пещеры целиком очистит каньон от монстров, но когда прискакал туда, не поверил своим глазам. Здесь все очень сильно изменилось, мой вклад работы очевидно был не самым большим, хотя и без этого я установил огроменные горки, несколько батутов рядом с импровизированными замками и, наконец, установил багги для будущих гонок. Каньон преобразился до неузнаваемости, кажется, будто он готов для приема туристов уже сейчас, а не спустя год работы, о которых говорила Катори. Не терпелось увидеть все это дело в работе. Ну а пока Селси на шашлыки. Она наловила рыбы и предложила вместе ее приготовить. Пока мы набивали желудки, Ния сообщила мне о том, что наш юфальский лес уже вырос. Я быстро погнал туда убедиться в этом своими глазами. К нам присоединилась Мэр и Зиг с Мортом. Я впервые услышал, что они отец и сын. Морту было очень приятно посмотреть на результат нашей работы, ненароком вспомнив прошлое. Он вдруг спросил за свое особое дерево, не сможем ли мы восстановить его. Речь шла о том самом большом древе на вершине горы. Там Морт заключил брак со своей будущей женой. И хоть Луо передал Зику, что времени на этот проект нет, но Ния вызвалась помочь. That would be so wonderful if that happened. Черт, я сделаю все, чтобы мы озеленили тот большой деревянный сучок. А пока что нужно было продолжить заниматься этим лесом, усилить его еще на целую 100 новых саженцев. Глядя на то, сколько деревьев здесь уже успело насобираться, мне кажется, что песчаные бури и правда могут прекратиться. Ближе к вечеру, когда я закончил с побочными поручениями жителей, отправился в руины ракетного комплекса. Все ради вот этой вот штуки. А нужен он мне был, потому что я купил очень полезный чертеж в торговой гильдии. Теперь у меня появилась пила. Groovy. Я сразу же улучшил ее до максимального качества, а заодно и свои доспехи. Пришло еще одно письмо от Грейс, в этот раз довольно серьезное. Ей предстояла какая-то очень важная миссия, и если все пройдет хорошо, то в ее жизни все изменится, а если нет, быть может, мы о ней больше не услышим. Я присоединился к Катори, с минуты на минуту в город должен приехать ее сын, и она очень сильно волновалась по этому поводу. Ma, I missed you. Алло. Да. Алло. А еще в нашем городе снова было пополнение. Эти двое партнеров по размножению, как они сами друг друга называют. Они были благодарны за хорошие отношения, и Ларри уже горел тем, чтобы взяться за какую-нибудь работу. Сначала мэр могла предложить лишь стать перевозчиком на Якмельстанции, но после того, как они узнали, что в нашем лесу есть мелкие вредители, плодовые мушки, Ларри объявил им войну. Выкрикиваю их имя и киплю ненавистью. Плодовые мушки. Я буду пить из их черепов. Они решили поселиться где-то возле нашего леса и попросили меня сделать им немного предметов интерьера, чтобы их дом стал больше похож на дом. Задание ограничилось стулом, ящиком и масляной лампой, а поселились они, как оказалось, в бывшем логове Логана, далеко в пустыне. К тому же в самом конце этой пещеры. Уж не представляю, сколько им нужно времени, чтобы среагировать и прибежать предотвращать какую-то угрозу. Честно говоря, не сказал бы, что этот стул да кровать что-то изменили в их доме, но Ларри сообщил, что желаемая эстетика логова достигнута, а значит, все было хорошо. Мне невероятно нравилось, что в городе появилось так много новых лиц. А этих плакатов с розыском я раньше не видел. Интересно, что бы это могло значить? Еще находясь рядом с фермой, среди темноты я видел яркий луч света, уходящий высоко в небо. Парк развлечений Катори официально
официально открылся. И ведь не пришлось ждать целый год. Во сколько? В 3 дня управились? На торжественной церемонии открытия Котори рассказала, что это было ее давней мечтой. Поблагодарила жителей, что поверили в нее, когда у нее была лишь хижина со старыми икрами и музей, что помогли ей в том числе и финансово. Ну и меня маленько вспомнила. Welcome to Kotori World, the happiest place in the Free Cities. Здесь нравилось всем, в том числе нашим туристам. Это был первый развлекательный центр такого масштаба в союзных городах. Их поражало то, как жители нашего городка привели это место в такой порядок, и что они будут делать дальше. А я на самом деле даже не знаю, к чему мы можем стремиться дальше. Разве что ракету построить да на Луну слетать, и мне очень понравилось, как уверенно Котори произнесла свою речь. Раньше она как-то стыдливо, что ли, это произносила. Я мог все это выдумать в своей голове, но мне кажется, что раньше она видела в этом месте только корыстную выгоду лично для себя. И понимая это, ей было стыдно. Но теперь, когда все-таки мы это сделали, она поняла, что делала это для других, в том числе для своего сына. И давайте не будем портить момент тем, что здесь дирали 50 гольдов за песчаные гонки. У нас тут постапокалиптический мир, скажу вам, так что все серьезно. Я понимаю, с виду так и не скажешь, но я был безмерно рад тому, что теперь уже со 100% вероятностью наш город ждут хорошие времена, правда не без грустных моментов. Жасмин принесла мне письмо, что я хотел отправить в ответ для Грейс. Его развернули, потому что получателя с таким именем не существует. Но, честно, за это я не переживал и был уверен, что у нее все получится. Наверняка она сейчас либо на секретном задании, либо просто сменила имя и пройдет каких-то пару дней, как она снова сюда вернется. Сюда надвигалась песчаная буря, но несмотря на то, что даже в городе были слышны сильные порывы ветра, песка на улицах не было. Значит, у нас все получилось, лес справлялся с порывами ветра. А еще, как сказала Миан, экология в городе как будто бы немного изменилась. Здесь словно стало немного зеленее. Ния спрашивала, чем же мы займемся дальше, раз все так хорошо пошло, и настало время фантазий. Но Зиг, как самый опытный ботаник, сообщил, что сама планета очень живучая и способна пережить очень многое. Что мы, можно сказать, вернули городу инструменты для восстановления, и теперь залечить климатические раны поможет только время. К нам присоединились Бёрджес и Денби, и ближайшие планы для работы уже появились. Мы затеяли немного озеленить город, Ния даже показала некоторые разработки. Само собой, они в это дело затащили и меня. А Зик рассказал, что хочет показать отцу то, чего нам удалось достичь. Он как раз отдыхал. Я же сразу после того, как получил от ней специальный чертеж, установил созданный баг с экспериментальной штуковиной на основе веществ из водорослей, чтобы хотя бы попытаться вернуть это старое дерево к жизни. Ния говорила, кажется, оно уже позеленело, но думаю, ей просто показалось. Решил проведать старину Морта, а то его сын с такой натяжкой говорил о том, что он отдыхает, что я аж запереживал. Ну, он вроде бы выглядел как обычно, в этот раз рыбки у меня с собой не было, но... Старина. А как насчет лекарства, прибавляющего целых 800 хп? This gift is great. Thank you. Ух, а ему ведь понравилось, да еще как. Ну, не унывай, в следующий раз принесу что-то еще помощнее. Знаете, я решил немного прогуляться по городу и, кажется, здесь и правда стало немного больше растительности. Какие-то деревья, кусты, вот эту зелень я раньше, наверное, вообще не видел. На следующий день получил чертежи декоративных растений для украшения города. Выглядело совсем несложно, немного кирпичей, стержней, да, а вот с самой зеленью у меня как раз таки были проблемы. Для посадки требовалась розовая ива, а ее ни при себе, ни в сундуке толком не было. Разумеется, я подул к Зику и закупил себе столько семян, сколько в принципе смог. Высадил на свежайший чернозем, но эта штука будет расти целых 3 дня, а судя по справочнику, больше нигде я ее достать не смогу. Невольно начал поглядывать на старое дерево на вершине горы, а раньше даже не обращал внимания на то, что его было видно прямо отсюда.
Прошел еще один день, и я забыл, Бёрджес ведь говорил, что они проведут инвентаризацию на предмет растений, но я не думал, что они поделятся ими со мной. Я получил, конечно, лишь малую долю от нужной для выполнения заказа, но это уже было что-то. Первая, самая большая изгородь была готова. Это время было отличной возможностью заняться всем, чего только душа пожелает. Правда, кроме этой прогулки по инициативе Элси, я только и делал, что пропадал в шахте. А еще обыденный покой внезапно прервался весточкой от Хайди. В газете писали о том, что в союзных городах погибла женщина-агент. Пока ничего точно не было известно о случившемся, но мэр отправила телеграмму с запросом и пока ничего не получила в ответ. Whoa, this is crazy tasty. Hey, waiter, come over here. How can I help? Черт, я так и знал, был очень рад ее видеть. Грейс рассказала, что их миссия прошла успешно, им удалось остановить вмешательство Дуаса в Северной Юфале, и хоть столкнулись с сопротивлением, но все закончилось хорошо. А новости о смерти агентов были простым прикрытием и возможностью завязать со своей работой и уйти на пенсию. Пенсия во сколько? Лет в 20? Звучит круто. Грейс сказала, что в Сандроке чувствовала себя как дома, и ей очень по душе местные жители. Сказала, что наконец-то может насладиться спокойствием, за которое и отдала часть своей жизни, сражаясь с Дуасом. Может спать по 9 часов, ходить в руины и научиться готовить стало ее приоритетом и настоящим вызовом. Бёрджес прислал мне еще немного ивы, и ее как раз хватило. Я решил начать с внешней стороны города, чтобы все, кто проезжает мимо, видели эту зелень, а закончил у центральной площади, в самом людном месте. Но на этом метки для оставшихся фигур не пропали, и я потратил еще 2 дня на то, чтобы наконец-то вырастить иву, потому что от Бёрджеса подачек больше не было. Моментами я стоял прямо под печкой в ожидании, когда же эти чертовы кирпичи наконец-то выжгутся, и установил оставшиеся 5 растений. Город заметно преобразился, мне уже не терпелось увидеть его по окончанию зимы. Труди заметила, что дерево на горе выглядит немного иначе. У нас, правда, получилось. Старик Морт был очень благодарен за то, что смог снова увидеть древо своей молодости, под которым повенчался со своей супругой. Она бы очень гордилась тем, чего всем нам удалось достигнуть. This is only the beginning. Hey, Pa, come look at this. Pa? Pa? Pa, are you all right? После всего, что мы сделали, всей проделанной работы, город наконец-то начал возвращаться к жизни. На его улицах снова появились люди, дети смогли ходить в школу, и как приятно и одновременно грустно, что Морт, который стоял у истоков зарождения города, который так много для него сделал, мог наконец-то спокойно отдохнуть. Это событие символизировало прощание с прошлым Сандрока и наступление его новой эры. Одновременно радостное и грустное событие. Но приятно было знать, что по крайней мере один человек из тех, кто дал этому городу жизнь, увидел, что эта самая жизнь его не покинула. Да шучу я. Я вас немного обманул с Мортом, все было в порядке. Pa? Pa, are you all right? Oh, the journey up here seems to have really taken it out of me. Вдруг разгулялся ветер, и к ветвям дерева поднесло старое письмо. Письмо от жены старика из того самого времени, когда она пропала. Он хотел открыть его, когда супруга вернется, но время пришло. What's it say? Она хотела, чтобы Морт взял своего сына и переехал из города в Бревей. Писала, что подвела город, что они потеряли очень много людей, и их история не должна так заканчиваться. Не стоит тратить жизнь впустую, гоняясь за глупой мечтой глупой женщины, и стоит оставить этот город. Морт сказал, что, возможно, прочти он это письмо тогда, то и правда мог бы оставить город, потому что кроме жены его в этом месте больше ничего не держало. Но благодаря тому, что упертый старик не хотел открывать письмо до этого самого момента, Сандрок смог получить вторую жизнь. На ближайшие сутки я остался без каких-либо заданий, но, признаться, пока что не очень-то и хотелось за что-либо браться. Нужно было переварить то, что случилось. Хотя, если честно, я был почти уверен в том, что Морт не сможет пережить этот день и морально готовился к худшему. Пока что пошел в самые последние из найденных руин, туда, где за 10 вон врагов можно было получить высокоуровневое легендарное оружие. В прошлый раз я очень быстро слился, но теперь решил подойти к делу со всей серьезностью. Все равно торопиться было некуда. И оказалось, что даже учитывая мой низкий уровень персонажа, выстоять в бою было вполне реально. Самое главное — это переждать несколько первых уровней, пока не появятся электрические ловушки и взрывные бочки. Заманивая противника в них, можно было довольно просто одержать победу. Даже таймер, что на самой первой волне окрасился в красное, ни разу
сразу больше не доходил до этой отметки в последних волнах врагов. Я таки выбрал себе новое оружие и сразу 200 токенов руин. Правда, опять-таки, мой низкий уровень пока не позволит даже воспользоваться этим снаряжением, так что оно пока будет пылиться до лучших времен. Считая, что игра закончилась на моменте с древом, я ошибся в очередной раз. Жизнь продолжала кипеть. Ния решила открыть в городе цветочную лавку, в чем мы с Мен пообещали ей помочь. Я одолжил ей немного денег на первое время, все равно мне их девать было уже особо некуда. Пабло решил устроить показ мод. Какая же бредовая, какая отличная идея, я мигом. Оказалось, что Мигель все еще сидит в нашей камере, почему-то его не отправили сразу же вместе с Яном за решетку, но стоит сказать, что он осознал свою ошибку, и хотя по-прежнему придерживался мнения, что обществу нельзя быть слишком распущенным и так свободно пользоваться технологиями старого мира, понял, что те методы, которыми он пытался это сделать, было непозволительно, да и сам Дувас, который Мигель превозносил, оказался пустышкой со своими собственными проблемами, и его в конце концов просто одурачили, используя тяжелое прошлое. Миан очень хорошо справлялась с животными в загонах, при мне они такими счастливыми не были почти никогда. Оказалось, что я накопил денег достаточно для того, чтобы расширить территорию мастерской в последний раз. Прибавилось чертовски много места, я даже не знаю, чем все это добро застроить. У меня вроде бы и так уже было все, чего только можно пожелать. Ах да, забыл сказать, завтра настанет последний день зимы. И более того, вечером Пабло устроит показ мод. Я соорудил его, дал Ния витрину для ее будущей цветочной лавки и побежал в гражданский корпус. Со времени драк в руинах я накопил много токенов и хотелось посмотреть, хватит ли мне их на что-нибудь стоящее или нет. Ох, еще как хватит, правда тратить токены сейчас нет смысла, я пока уровнем не вышел. Чтобы как-то скоротать время до начала модельного показа, я хотел сказать время до обеденного шашлыка, погнал к руинам у ракетных шахт и прошел их на повышенной сложности. С этим мечом все вышло довольно легко, я даже не заморачивался с защитой. В обед, как и обещал, пожарил шашлыки, выглядело настолько ярко и сочно, что я был готов это добро на принтере распечатать и сожрать. Все жители собрались на городской площади, подвели итоги года, вспомнили о всем, через что нам пришлось пройти, и начали, можно сказать, новую эру Сандрока. To a better Sandrock. We love you, Trudy! I say we make Trudy mayor for life. Приближался саммит Альянса свободных городов, и если раньше он проходил в Атарии в Боревее, то в этом году местом проведения стал наш город, а это значит, что к нам приедут важные шишки со всей округи, да и мэр сказала, что можем пригласить вообще всех, кого только пожелаем. А вот и я! Я снова вернулся к вам, и моя судьба в ваших руках! И в последний раз она попросила нас сказать наш городской слоган, даже учитывая, что сейчас он, пожалуй, уже не был так актуален. А теперь, мужики, да и дамы тоже, ведь без каменноликого Унсура здесь тоже не обойдется. То, чего мы с вами так сильно ждали, показ мод от Пабло. Он пройдет в 2 этапа, и сегодняшней тематикой был звездный свет, что бы это ни значило. А вот на следующий день показ мод продолжился с уже более интересной тематикой. Теперь, когда в город вернулась вода и, возможно, даже повеяло пляжным сезоном, Пабло мог представить коллекцию купальников «Летняя жара». Среди моделей девушка, которой украли пупок Амира, писатель, карьера которого закончилась после критики 7-летней девочки Эрнест, агент, которому ты раскрыл бы все свои секреты Грейс, Оуэн, пресс которого рельефнее, чем стиральная доска, и Логан, о котором шутки я не придумал. 2 самые трудолюбивые жительницы города, любитель камней с каменным лицом Унсур, подруга детства Ния, поехавший на лазерных мечах Ци и, наконец, Катори, бизнесвумен, которая смогла. Что, кажется, мы кого-то забыли.
На этом показ официально был закончен. Было довольно забавно. Но оно и не странно. Не было в мире ни одной вещи, которую можно было бы испортить такой одеждой. Пабло, ты, конечно, странный тип, но мое почтение. Держи какой-нибудь дорогой подарок. О, бриллиант. Устраивай такое почаще. Ох, я ведь чуть не забыл рассказать о том, что случилось утром. Нас собрали в городской мэрии, и Грей сказала, что одно из заданий по защите Альянса доверили нашему городу. Нам поручили строительство нового дирижабля Альянса. Легендарное поручение на 6 звезд. Учитывая, что Церковь Света запрещала иметь дело с оружием и военными технологиями, то наши жители порешили на том, что у нас будет своя собственная разработка дирижабля. Вместо пуль он будет стрелять водорослями и разными полезными для растений штуками. Плевать, что это ломало всю логику того, что дирижабль должен защищать нас. Ну да, пошел я нахер. Ведь мы, черт подери, построим дирижабль, а там пусть он и цветочками стреляет, наш мир настолько испорчен, что перевести его на военные рейки смогут довольно быстро. Я получил ежегодную премию за первое место среди здешних мастерских, и пока на мне висело, пожалуй, одно из самых больших заданий за все время, добрая половина жителей мне помогали. Каждый, кто чем мог. Кто-то давал пару единиц руды, кто-то что-то из еды. Я потерял немного времени, потому что сразу не вчитался в задание. Сперва нужно было найти 3 ракетных двигателя старого образца, и находились они, по сведениям ЦИ, на самом нижнем уровне руин. Я, как обычно, немного затупил, искал их в почве, а те вот лежали прямо перед носом все это время. ЦИ необходимо было заняться анализом и на их основе начертить чертежи для новых. Оставалось только ждать. Довелось заглянуть в салон «Голубая луна», где Грейс не покидала попыток приготовить вкусную еду, но получалось у нее так себе. Но стоило им запить еду коктейлем, приготовленным ею же, как оба снова не смогли найти слов, чтобы описать их вкус, но теперь уже в хорошем смысле. Mama! Life had just begun. Вроде бы в рецепте не было ничего такого, только ягоды, сок, лед и немного мяты. Коктейли были так хороши, что сразу погружали тебя в воспоминания, и он предложил ей открыть свою лавку по их продаже. Между делом мне удалось заглянуть в цветочную лавку Нии. Клиентов было довольно много, и они даже не ожидали такого наплыва. А я же тем временем только получил чертежи от ЦИ и начал заниматься сборкой дирижабля. Нужно было построить корпус, нанопокрытие для которого еще только подготавливалось. И пока я ждал нужные детали, собрал для него 4 двигателя. Сборка должна была пройти где-то за ранчо. Я потащил с собой Элси, чтобы та поглядела, что же за махина у нас получится. Здесь уже была готова взлетная площадка, оставалось только собрать воедино все то, что я сделал. Производство дирижабля стало для города новым этапом развития. Нужно было придумать название для него. Osimo Neo Prime Echo Yonikins Epoch X. Ты глупый или что-то? Я выбрал имя Мартл, имя жены старика Морта, которая вместе с ним строила весь этот город. Дирижабль обещали протестировать, чтобы перед приездом делегации свободных городов, а вместе с теми всех остальных гостей, все было хорошо. Я успел построить для Грейс небольшой киоск рядом с салуном и ознакомиться с расписанием мероприятий по приезду делегации Альянса свободных городов. Судя по составленному графику, нас ожидало несколько дней с точно расписанным планом разных споров, обсуждений, приемов пищи и всем остальным. На самом деле 200-й день закончился именно сейчас, но я не мог завершить видео на этом моменте. В гости приехала целая делегация из свободных городов. Максимально разношерстные ребята, кто-то похож на корейского диктатора, кто-то на эльфийку из далеких земель, ну и некоторые лица уже мне были знакомы. По плану нас ожидал саммит, грандиозный банкет и праздник с первым полетом на нашем дирижабле. Вместе с ними сюда прибыла сестра Эрнеста Луна, захватив немного своих вещей и пару помощников. Хотя я клянусь, я уже видел этих типов на окрестностях наших улиц. У Арвио наконец-то все наладилось. Конечно, мы не видели, что именно он сделал, чтобы достичь успеха, но его лавка появилась на первом месте в газетной колонке «Развивающиеся бизнесы», и Муса так и будет инвестировать в его дело. На следующий день, что было чертовски неожиданно, я увидел своих игровых родителей. Это так странно, всю игру воспринимать их как простые письма в ящике, а тут вдруг увидеть, что эти ребята и правда осязаемые и что они существуют. Батя был очень странный, Труди угостила их молоком, а тот вдруг... Предпочитаю горячее. У тебя есть еще?
Неловкий момент, одним словом. Мэр объявила 5-й саммит свободных городов открытым и поделилась результатами переговоров первого дня. В целом ничего конкретного, несколько общих фраз об укреплении северных границ, развитии экономики и связи с Альянсом. Она наградила жителей за особые заслуги. Зика Морта, трудягу Миан за звание лучшего мастера торговой гильдии, и та произнесла настолько цепляющую за душу речь, упоминая меня как главного героя игры, что одновременно чуточку стало неловко и по-настоящему грустно. Напомнила, сколько новых друзей мы обрели в этом большом городе, рассказала о нашей первой встрече, когда мы дали друг другу обещание вернуть Сандроку дни его славы, и что в своем трудолюбии, что несомненно было нескончаемо большим, вдохновлялась нашей работой. А потом еще и расхвалила так эмоционально, как меня в жизни никто еще не хвалил. Меня пригласили за общий стол с нашей делегацией. После всего, что мы пережили, всех тех событий и тревог, наконец-то можно было обрести спокойствие. Мне вдруг стало нереально грустно. Это была та грусть, что возникает, когда приходится прощаться с чем-то, что уже успело стать частью тебя. Грустно, потому что хоть у городка все было хорошо и по сути его лучшие дни только начинались, но лично для меня, как для гостя в этом виртуальном, но таком притягательном месте, настал момент прощания. И отпускать этих болванчиков, которые за последнюю 100 часов уже успели стать настолько родными, мне по-настоящему не хотелось. Мы поднялись в открытое небо, и Труди спросила, как я. Сказала, что думает, это хорошая грусть, чувство от того, что все закончилось. Что теперь, когда на горизонте больше нет серьезных вызовов, возникает какое-то чувство пустоты. Ее последние слова без преувеличения смогли проникнуть куда-то глубоко внутрь. В то место, которое нельзя потрогать, но можно очень легко задеть. Место, которое не способно защитить ни одна броня. Это был настолько эмоциональный и важный момент, что мне не хотелось как-либо испортить его лишним упоминанием о лайках, донате или каких-то подобных вещах. Хоть в моменте казалось, будто это приключение никогда не закончится, и я буду каждый день встречать эти приветливые чудаковатые лица, теперь окончательно ясно, что мы достигли пункта назначения. И что все это время важен был не он, а сам путь, который мы с вами прошли. Это был долгий путь. Иногда, когда я смотрю на старые фотографии, я с трудом узнаю себя. Подумать только, такой закомплексованный человек изменился, чтобы быть тем, кто сейчас стоит здесь с тобой. Иногда все выглядело мрачно, правда, очень мрачно. Но мы были друг у друга, и были новые друзья, которых мы обрели на этом пути. Мы пробивались, мы не сдавались, как бы плохо все не выглядело. И через все это мы смогли создать лучший мир для наших детей. Что же ждет нас дальше? Я действительно не могу сказать. Но что я точно знаю, так это то, что мы заслужили свою судьбу. Каждый день здесь, каждый день принадлежит нам. Жизнь здесь продолжается благодаря тому, что мы сделали, благодаря всем нам. Я знаю, что мы изменили мир к лучшему. Я все еще чувствую тяжесть, которая возникает из-за всего, что находится там, внизу. Но теперь все по-другому. Я чувствую какую-то безопасность под этой тяжестью. Может быть, это потому, что я знаю, что теперь мы сможем со всем справиться. Well, looks like things are about wrapping up around here. Yep, peace and prosperity throughout the land. A green Sandrock.
true jewel of the desert. Looks like my work here is done. You, on the other hand, you're just getting started. Sure, you took care of the lizard people, the mole men, the rat conspiracy, as well as the shadowy cabal that sought to devour us from within. Not bad for your first adventure. Reminds me of myself at your age. Of course, I might have handled it all with a bit more finesse, but it can't be ignored that you do bring that. Anywho, there's still plenty of rogue factions still on the radar. The Moon Men, for example. They've been a bit of a backstory on the Moon Men. Just want to be sure you've got the motivation. We can hardly declare war on a group of individuals if it ain't proper. The moon, as we all know, is simply a projection. A hologram that comes from a machine built by the werewolf people. Remember this? Anyway, the Moon Men, they lost their home in the Great Moon Wars thousands of years ago. At any moment, and I'm talking about literally any moment, I'm talking now. Okay, how about now? Or now? All right, so maybe not right this moment, but like I said, could literally be any moment. These Moon Men will burst out of the crust of our planet and begin laying waste to our prairies. Just spitballing here. We don't have to go with this. It just came up. I mean, we'd have to run it by the Moon Men, check it for copyright, but I don't know, workshop it. That's your thing, right? Look, just let it be known that we didn't, but you know, failing that, like I said, all out war. And you're gonna have to lead the charge. Finally got this greener sandrock to raise my kin in. Working on a new nocturne today. Fireballs, kung fu kicks, and I believe they're lactose, and I can try to help you out there, but no promises. Can't just be giving milk away, even if it is to combat intergalactic lava fiends pose. Hey, well, shoot. I kind of realize maybe I'm taking up a bit of your time. Yeah, you got a party to get back to, ain't you? Well, I hope you can find it in your heart to forgive me. 'Tis my first offense, after all. You know, most instances where some kind of event like this to take place, I'd probably make the comment that, but seeing as I happen to know you personally and whatnot, yeah, I reckon you should run for office. Any office. I'd vote for you. Vampires are real, though. Buying up real estate, using the gift of eternal life to make explosive property value gains. I almost got myself riled up again. Oh, and remember, if they let you pilot that thing, anytime you turn left up there, you have, or is it the right? Regardless, perhaps the rules of the skies have changed. Tell you what, you punch a hard left and the other feller up there doesn't get out of your way, I owe you Yakma milk. I'll even offer up to help. Oh, and one more thing, make sure you stock up on parachutes up there. Folk will tell you those things are safer than automobiles. Well, they're deceptive. You think you got the whole sky up there, then bam! Never get into a wreck with the giant duck, tell you what. No insurance. You gotta chase them down, get them to land, then whack it out. What's that look for? Anyway, I told you about that time I flipped the bus, huh? Well, shucks. I might be running out of stories. I told you about the Moon Men, right? Yeah, just now. Well, guess I'm at a loss for words. Get you? That's slang for see you later. Of course you know that. What am I saying? Be seeing you then, which is to say, goodbye. So long. And, you know, do me a favor, will you? Really. Really. Really, really. Really. Take care of yourself.